Silent Hill 2. The Official Novel. Официальная новелизация Silent Hill 2. Озвучено специально для сайта roulette.ru. Пролог. Похоже на молоко. Лицо Лоры растянулось в улыбке, и она засмеялась, обнажив белоснежные зубы. Город покрывала пелена густого тумана, из-за чего все казалось бледным и еле различимым, будто она оказалась в волшебной стране. Иногда Лора представляла, что некое легкомысленное божество по неосторожности роняло чашку с молоком и разливало ее содержимое по всей округе. В этой таинственной атмосфере верилось, что где-то здесь могут прятаться феи или другие волшебные существа. От этих мыслей у Лоры начиналось колотиться сердце, и девочка вдруг начинала радостно носиться по округе, хотя и была в свои 8 лет куда серьезнее и сдержаннее других детей. А по воздуху медленно и плавно плыл туман. Давай быстрее, не отставай! Снова и снова кричала Лора своему плетущемуся позади другу. Вместе с ним она отправилась искать друзей, и это путешествие привело их сюда. Правда, ее спутник был толстым и не отличался особым умом. Иногда он целыми днями мог страдать всякой ерундой и все время выглядел хмурым и сердитым. Но Лору это не заботило. Гораздо важнее для нее было вновь увидеть того человека. Человека, который дал ей письмо. Глава 1. Манящий город. Сквозь грязные облака он смотрел на самого себя. Отраженный в зеркале, изнеможенно от усталости и тревоги, он был похож на мертвеца. «В определенном смысле, я и вправду мертвец», – подумал Джеймс Сандерленд. «Во всяком случае, в душе». Его не переполняло чувство потери, просто казалось, что жизнь утратила весь смысл. Все стало безразлично. Работа, досуг, ничто более не имело значения. Он не обращал внимания даже на провонявшие мочой грязные кабинки туалета. Писсуары, запачканные чем-то желтым и похожим на плесень. Полы, залитые липкой жидкостью, просачивающиеся в ботинки. Ничто из этого не вызывало у него никакой реакции. В таком состоянии его легко можно было бы спутать с настоящим зомби. «Мэри, неужели ты и вправду в этом городе?» – спросил Джеймс у своего отражения. Он не был уверен в случившемся. Даже в том, было ли это на самом деле. Но, уперев руки в края раковины, он уставился в зеркало. Несмотря на свое внутреннее состояние, Джеймс почувствовал прилив сил. Словно пробуждаясь ото сна, он потряс головой и поправил волосы. Он знал, что все это правда, так как узнал обо всем из письма. В туалете царил мрак, и, выходя на улицу, Джеймс зажмурился от яркого света, хотя небо и было сплошь затянуто тучами. Влажный ветер обдувал его лицо. За парковкой располагалось озеро Талука, и туман скользил по его широкой глади, заполняя собой все окрестности. В своих тревожных снах я вижу тот город, Silent Hill. Ты обещал мне, что когда-нибудь мы вернемся туда, но я сама виновата, что у нас ничего не вышло. И теперь я тут одна, в нашем особом месте. Жду тебя. Мэри прислала письмо, и в этом он не сомневался. Письмо было написано ее, до боли знакомым почерком. 3 года назад они вместе отдыхали в этом городке. И вот он снова здесь. Один. Машину он заглушил и оставил в самом углу небольшой парковки. От нее все равно было мало толку, хотя она и была в превосходном состоянии. Проблема заключалась в самой дороге. Туннель, расположенный за парковкой и ведущий в Silent Hill, был закрыт из-за ремонтных работ. Проезд загораживал крепкий, тяжелый забор, объехать который не представлялось возможным. Оставалось лишь искать другой путь. Достав из машины карту города, Джеймс решил спуститься по ступеням, ведущим вниз с парковки. Чем ниже он спускался, тем гуще становился туман вокруг него. А добравшись до берега озера, Джеймс понял, что не видит ничего, кроме белой пелены тумана. Он чувствовал, что ему не хватает воздуха, и с каждым шагом это чувство становилось все сильнее и сильнее. Но думать он мог только о Мэри и ее письме.
Где-то вдалеке бешено залаяла собака, но Джеймс не обратил на нее внимания. Он продолжал идти, погрузившись в свои мрачные мысли. Письмо совершенно точно было подписано Мэри. Но что за бред? Не веря самому себе, он потряс головой. Этого просто не может быть. Ведь его жена, Мэри, умерла 3 года назад из-за болезней. Возможно, какие-то подонки сыграли с ним злую шутку. Хотели посмеяться над ним, когда сердце его еще было разбито и переполнено скорбью. Может быть, кто-то из соседей или кто-нибудь из коллег. После смерти жены Джеймс начал пить и стал скрывать боль за приступами ярости. Это начало раздражать людей, окружавших его, и в какой-то момент его коллеги перестали мириться с его поведением. Вскоре от него стали ждать только проблем, и поэтому он прекрасно понимал, почему кто-то мог затаить на него зло. Дорога вдоль озера была окружена деревьями и густым туманом. Пройдя вперед несколько метров, Джеймс уже не видел смотровую площадку, откуда начал свой путь. В низине туман полностью скрывал потрясающий вид на озеро Талука, но Джеймсу было все равно. Он приехал сюда не любоваться красотами. Пока он шел, перед глазами у него стоял образ Мэри. И если не письмо, то именно воспоминания о любимой жене привели его в это место. И неудивительно, что от таких рассуждений в Джеймсе родилась надежда на чудо. Действительно ли она умерла 3 года назад? Или, может быть, она умерла, а потом каким-то образом вернулась к жизни? Возможно, после похорон, когда разошлись все друзья, родственники и работники кладбища, Мэри очнулась и стала отчаянно стучать по крышке гроба. Но если это так, почему она ждала целых 3 года, прежде чем связаться с ним? Вполне вероятно, что из-за нехватки кислорода она получила травму мозга, в результате чего лишилась памяти. Рабочие, должно быть, в страхе разбежались при виде идущего на них мертвеца. Не имея и малейшего понятия о том, кто она и как здесь оказалась, она просто убрела в неизвестном направлении. Или, подумал Джеймс, ее мог похитить какой-нибудь озабоченный могильщик. Размышляя об этом, Джеймс почувствовал, как от боли у него заныли зубы. Он небрежно давил сухие листья, усыпавшие дорогу, и с каждым шагом их хруст становился все громче. Воображение продолжало рисовать ему один отвратительный сценарий за другим, и его бесило, что, несмотря на все усилия, он ничего не мог с этим поделать. Он даже не знал наверняка, была ли Мэри действительно жива. У него просто не было никаких доказательств. И все же, где-то в глубине души, Джеймс боялся ответа на этот вопрос. Но если все это время она была жива и до сих пор даже не пыталась связаться со мной, может, она просто избегала меня? Что если она сбежала и начала новую жизнь с другим мужчиной? Подобные мысли также не покидали его сознание. Сердце женщины так трудно понять. На мгновение он почувствовал обжигающий приступ ненависти. Но он быстро пропал в его общем меланхоличном настроении. Больше всего на свете он хотел вновь увидеть Мэри, но еще больше он боялся этой встречи. Пытаясь перебороть свое волнение, Джеймс шел вперед, еле-еле, как лунатик, переставляя ноги. Вдруг Джеймс остановился и перевел дыхание. Прямо перед собой он сквозь туман увидел человеческую фигуру. Мэри? Конечно же, это была не она. Подойдя ближе, он разглядел темноволосую женщину, которая неподвижно стояла и задумчиво смотрела на чью-то могилу. Джеймс даже не заметил, как забрел на кладбище. Почувствовав его присутствие, она испуганно вскрикнула и повернулась к нему. Он поприветствовал ее. «Простите, я не хотел вас напугать. Я иду в Сайленд-Хилл. Скажите, по этой дороге я доберусь до города?» «До города? Вы идете в город?» Женщина с сомнением покачала головой. На лице ее читалось глубочайшее удивление. Выглядела она молодо, но под глазами у нее виднелись тяжелые и черные, словно тени, круги. «Да», — ответил Джеймс. На мгновение женщина смутилась, но затем ответила. «Да, вы правильно идете. Я знаю, что дорогу почти не видно, из-за тумана. Но она здесь всего лишь одна, так что точно не заблудитесь». «Спасибо. Вот только...»
Что? Вам лучше не ходить туда. Почему? Видите ли, это очень необычный город. Сложно объяснить, но там может быть опасно. Что, из-за тумана? Не только из-за тумана, там просто опасно. Джеймс не понимал, что она имеет в виду, но говорила она на полном серьезе. Было видно, что дальше продолжать разговор она не собирается, так что он не стал даже пытаться добиться от нее каких-либо ответов. «Ладно, я буду осторожен». «Эй, я не выдумываю!» – прокричала женщина, когда Джеймс уже собирался уходить. «Я приехала в этот город, чтобы найти маму. Мы с ней так долго не виделись, этот город?» Ее крик перешел в истеричный вопль. Джеймс не мог понять, почему женщина, большую часть времени говорившая полушепотом, вдруг начала так орать. Очевидно, у нее были какие-то проблемы с психикой, которые ей следовало бы решить. С другой стороны, то же самое можно было сказать и о Джеймсе. Но сейчас об этом лучше не думать. Не то чтобы Джеймс не поверил той женщине, но он хотел вновь увидеть Мэри. А для этого он должен был дойти до города, несмотря ни на какую опасность. Оставив беспокойную женщину на кладбище, Джеймс вновь оказался на дороге, ведущей через лес у озера. И снова он стал думать о Мэри. В письме говорилось: «Я жду тебя в нашем особом месте». Но что это значит? В своей памяти он постарался оживить те события трехлетней давности. Из всех мест, посещенных ими, особенно выделялись два – парк и гостиница. Он вспомнил, как они потратили кучу денег, чтобы забронировать здесь люксовый номер, и как потом заказывали в него всякие дорогущие блюда. Однажды, гуляя по городу, они совершенно случайно нашли парк у озера. Вместе они сидели на скамье и наблюдали за лодками, плывущими по дрожащей глади воды. Они провели в парке целый день, просто любуясь видом и друг другом. Но сейчас Джеймс не знал, ждала ли Мэри его в парке или в гостинице. Вскоре перестали шуршать под ногами сухие листья, и лесная тропа перешла в старую асфальтированную дорогу. Дорога вела к туннелю, проходящему под трассой. Именно эта трасса была перекрыта, из-за чего Джеймсу и пришлось идти пешком. Он продолжал двигаться вперед. Дорога свернула, и, пройдя вдоль реки, Джеймс наконец-то оказался на главной улице города. Он достал карту и внимательно ее изучил. Оказалось, что он шел по Сандерс-стрит, которая располагалась у восточной границы города. Если он продолжит двигаться на запад, то доберется до центра города. Шаги Джеймса отдавались зловещим эхо, пока он шел по пустынной улице. Если честно, это эхо было единственным звуком, доносившимся до него. Остальные звуки, свойственные живому городу, попросту отсутствовали. Разумеется, это был небольшой городок, но даже по его меркам такая мертвая тишина казалась противоестественной. Так как все было покрыто густым туманом, проехать на машине было бы просто невозможно. Наверное, из-за этого были закрыты школы и предприятия, а люди заперлись у себя дома и ждали улучшения погоды. Если так, то шансы поймать такси фактически сводились к нулю. Джеймс с огорчением вздохнул. Хорошая же новость заключалась в том, что даже пешком до парка можно было добраться где-то за полчаса. Но, так или иначе, он все еще беспокоился о Мэри и надеялся, что где бы она ни была, она дождется его, чтобы все это путешествие не оказалось напрасным. Когда Джеймс дошел до перекрестка с Линдси-стрит, его внимание привлекло нечто пугающее. Длинный кровавый след тянулся по дороге. Казалось, будто его нанесли на асфальт какой-то огромной кистью. Шокированный зрелищем, Джеймс сделал шаг назад. При виде чего-то, имеющего столь близкое отношение к смерти, он вспомнил о собственных душевных ранах. Он стоял как ошарашенный, не отрывая взгляда от багрово-красного пятна. Судя по всему, след все еще был свежим. Скорее всего, кто-то, прячась в тумане, совершил ужасное преступление. Джеймс огляделся по сторонам в поисках пострадавшего. Вокруг не было ни души.
Вряд ли его уже доставили в больницу, ведь в этом случае вся территория уже была бы оцеплена полицией. Его мысли прервал звук шагов, как будто кто-то босыми ногами шлепал по асфальту. Приглядевшись, Джеймс смог различить силуэт человеческой фигуры, которая, покачиваясь, удалялась в туман. «Эй!» – крикнул Джеймс и последовал за фигурой. После смерти жены Джеймс стал крайне безразличен ко всему, что происходит в мире. Но как бы ему не хотелось просто уйти и навсегда забыть об этом пятне, подобное он не смог бы оставить без внимания. Ни при каких обстоятельствах он не бросит в беде человека, особенно умирающего, судя по тому, сколько крови он потерял. Возможно, это просто какой-нибудь мелкий преступник, который ввязался в драку и теперь бродит по округе, истекая кровью и время от времени теряя сознание. И почему-то босиком. Джеймс попытался докричаться до него, но тот продолжал убегать. Может, он ошибся и принял меня за нападавшего? Несмотря на пошатывающуюся походку, фигура двигалась очень быстро, и расстояние между ними увеличивалось с каждым шагом. На асфальте за ним оставался темный кровавый след. Он тянулся до самого конца Линдси-стрит и затем резко сворачивал направо. Здесь след вел на северо-восток по направлению к Нейтон-авеню, главной дороге, ведущей из города. Джеймс оказался на дороге, где велись ремонтные работы и по обеим сторонам которой была натянута ограда колючей проволоки. Дорога вела к недостроенному туннелю, наподобие того, по которому он уже шел ранее. Разумеется, ни одного рабочего поблизости не было, как не было нигде и той таинственной фигуры. Вдруг резкий шум эхом донесся из туннеля. Вход туда был запрещен, но единственное, что перегораживало путь, это несколько прибитых ко входу в туннель досок. Пролезть через них было проще простого. На полу лежало маленькое карманное радио. Оно, наверняка, принадлежало одному из строителей, чтобы слушать во время работы. Но почему он оставил его здесь? Джеймс включил радио, и из динамика тут же донесся белый шум, настолько громкий, что от него закладывало уши. Это всерьез действовало на нервы. Навязчивая мысль вдруг эхом пронеслась по его сознанию. «Я ведь не менял громкость. Почему тогда шум становится громче?» Он услышал звук приближающихся по камням и обломкам шагов, и из глубин тоннеля, покачиваясь, вышла странная фигура. Джеймса охватило беспокойство, так как именно она привела его в этот тоннель. Но чем бы она ни являлась, эта тварь совершенно точно не была человеком. Руки этого существа навсегда прилипли к телу и были стянуты пятнистой, гниющей кожей. Не было ни глаз, ни носа, ни рта. Ничего такого, что делало бы его хоть чем-то похожим на человека. Словно пьяное, оно двигалось вперед, в то время как его тело гнулось и извивалось, словно в ужасном танце. У него не было никаких видимых повреждений, но при этом за ним тянулся свежий кровавый след. Разумеется, этот извивающийся монстр не был жертвой нападения, а скорее наоборот. Джеймса бросило в дрожь, и он стал медленно отступать. Страх овладел им, но он не собирался подпускать к себе этого монстра. Он хотел спастись. Он хотел сбежать. Он с легкостью мог бы развернуться, перелезть через доски и удрать. Но не стал. Развернувшись, Джеймс вырвал одну из досок, закрывавших вход, и, переполненный злобой и яростью, приготовился использовать ее в качестве оружия. Он и сам не знал, с чего вдруг стал вести себя так безрассудно и даже глупо. Он просто не мог оставить в живых столь ужасное существо. Не мог позволить этому опасному монстру спокойно разгуливать по улицам, причиняя еще больше вреда. Но на самом деле его ненависть к этому существу была вызвана не чувством справедливости. Ее вызывало отвращение. Собравшись с силами, Джеймс взмахнул деревяшкой, целясь монстру в голову. Существо отступило и, несмотря на отсутствие рта, издало пронзительный вопль. Джеймс наносил удар за ударом, пока руки его не онемели от усталости. Покалеченный монстр упал на землю, заваленную строительным мусором, и приземлился точно на бок, тем местом, где у людей расположены руки. Несмотря на все удары, он продолжал дергаться
и извиваться. Затем он наконец-то замер. «Помер?» Чтобы удостовериться в этом, Джеймс ткнул его доской. Монстр не шевелился. Теперь, валяясь в луже собственной крови, он больше походил на какого-то мерзкого слизняка, чем на человека. Его пустое лицо было вдребезги разбито, а повсюду растекалась спинномозговая жидкость. Никаких сомнений, ужасный монстр был мертв. Что это была за тварь? Как бы Джеймс не пытался объяснить существование подобного монстра, все это было похоже на бред. Возможно, это подопытный какого-нибудь извращенного эксперимента, и он сбежал из лаборатории. Он обыгрывал в голове похожие версии, изо всех сил стараясь сам в них поверить. Наконец, Джеймс бросил все попытки разобраться в ситуации и откинул в сторону пропитавшуюся кровью деревяшку. Он уже собирался перелезть через доски и навсегда покинуть тоннель, когда вспомнил о найденном здесь радио. Джеймс подозрительно взглянул на него. Когда существо было поблизости, из радио доносился белый шум, но теперь, когда монстр мертв, оно замолчало. Вдруг из приемника снова начали издаваться звуки. Джеймс оглянулся, опасаясь, что это предвещает приближение еще одного монстра. Но на этот раз оно звучало как-то иначе. Прислушавшись, он с трудом смог различить женский голос. У Джеймса перехватило дыхание. «Мэри! Это голос Мэри!» Он схватил радио и изо всех сил прислушался. Голос Мэри взывал к нему, прорываясь сквозь помехи. Джеймс ухом прижался к приемнику в надежде услышать что-нибудь еще. Но голос его жены окончательно стих, и расслышать можно было лишь треск помех. Он ударил по радио и выкрутил все переключатели, но вопреки всем своим усилиям, он больше не услышал ни слова. Сдавшись, он засунул устройство в карман куртки на всякий случай, оставив его включенным. Наверное, Мэри смогла добраться до местной радиовышки и пыталась отправить ему сообщение. Возможно, именно поэтому она и отправила это письмо, чтобы Джеймс оказался в городе и смог услышать ее послание. Но если это правда, то почему он не услышал это еще в машине, по дороге сюда? И как так вышло, что это дурацкое радио, единственное во всем городе, ловит сигнал? По кровавому следу Джеймс вернулся обратно в город и направился в сторону апартаментов Вудсайд. Когда Мэри звала его по радио, среди шума он смог расслышать лишь это название. Однако здесь была небольшая загвоздка. Он и понятия не имел, где оно находится. Он сверился с картой города, но нигде на ней апартаментов Вудсайд отмечено не было. Если повезет, то он со временем наткнется на одного из местных, и тогда сможет узнать направление. Джеймс двинулся на север по Линдси-стрит и затем свернул направо на Нейтон-авеню. Как раз к северу от Нейтон-авеню находилось одно из их особых мест – парк Роузвотер. Так как самостоятельно найти апартаменты он не мог, то для начала Джеймс решил пойти в сторону парка. Вдруг впереди Джеймс разглядел двух людей, появившихся из переулка. Наконец-то! Теперь-то он сможет узнать, куда идти. «Эй, извините!» – крикнул Джеймс, чтобы привлечь их внимание, и побежал к ним навстречу. Но остановился как вкопанный, как только услышал знакомые звуки, доносившиеся из кармана. Радио опять ожило, и Джеймс слышал транслируемые приемником помехи. К сожалению, его крик уже привлек внимание таинственных фигур, и они повернулись в его сторону. Видя, как они приближаются к нему сквозь туман, Джеймс понимал, что с ними было что-то не так. При движении их тела начинали неестественно гнуться и извиваться. Монстры. Точно такие же, как и тот, которого он убил ранее. Но как? Неужели целая группа этих тварей сбежала из какой-то лаборатории? Даже сейчас, при одном только виде этих существ, корчащихся от боли, в Джеймсе зарождалась ненависть, смешанная с отвращением. Ему хотелось уничтожить их, размозжить им черепа, что угодно, лишь бы никогда больше не видеть этих омерзительных тварей. Вдруг до Джеймса дошло,
что он выбросил свое единственное оружие – деревянную доску. Поначалу он собрался уже драться голыми руками, но представив, что прикасается к их мерзкой коже, почувствовал, как по его телу пробежали мурашки. Кроме того, он подумал, что, вступив в драку сразу с двумя монстрами, окажется в меньшинстве. Так что в этой ситуации разумнее будет вообще не ввязываться в драку. Собравшись с мыслями, Джеймс развернулся и, пока еще было не поздно, побежал в южном направлении. Он бежал по Кат-стрит, улице, тянувшейся с востока на запад и проходившей через центр города. Затем он свернул на Нилли-стрит. Дергающаяся походка тормозила монстров, и с каждым поворотом они отставали все сильнее и сильнее, пока окончательно не скрылись в тумане. Убегая, Джеймс заметил, что чем дальше он отдалялся от преследующих его чудовищ, тем тише становился шум радио. Неужели оно реагирует на приближение этих тварей? Как это вообще возможно? Как бы там ни было, если это сломанное радио может помочь ему с монстрами, то лучше держать его при себе. Но, хотя те два монстра отстали далеко позади, а вокруг по-прежнему не было ни души, радио продолжало тихонько шуметь. Он пробежал перекресток Кат-стрит и Мартин-стрит и вскоре добрался до пересечения с Нилли. Он продолжал бежать, даже не думая останавливаться. Пересекая Нилли-стрит, Джеймс заметил еще одного монстра, движущегося в его сторону, и направился в сторону Мансон-стрит. «Что за черт?» Не веря своим глазам, прокричал Джеймс. Эти твари свободно разгуливали по улицам. Они что, каким-то образом захватили весь город? Теперь и Кат-стрит была заполнена безрукими монстрами. Бежать было некуда. Боясь пошевелиться, Джеймс мог лишь наблюдать сквозь туман за безумным танцем этих ужасных существ. Даже если снова попытается бежать, ему уже ни за что не добраться до Нейтон-авеню. Отчаявшись, он вдруг вспомнил ту женщину на кладбище и ее предупреждение. Тогда он не принял ее слова всерьез, но сейчас ему следовало послушать ее, ему следовало развернуться и бежать прочь при первой же возможности. После первого же монстра ему следовало навсегда покинуть этот безумный город. Но он не мог. Он отчаянно нуждался в Мэри и не мог просто взять и сдаться. Одна только мысль о том, что он еще хоть раз может встретиться с ней, придавала ему сил. Даже сейчас, когда ситуация становилась все опаснее. Только ради нее он должен был бороться за жизнь. Сейчас он понимал, что бездействуя, он погибнет, а значит, ему придется рискнуть. Да пошло оно все! Джеймс кинулся вперед, надеясь, что сможет проскочить между монстрами или хотя бы повалить одного из них и прорваться сквозь остальных. Когда он приблизился к первому изуродованному телу, туман вокруг него изменился в цвете, а рот и нос заполнился резким и обжигающим запахом гнили. Голова его закружилась, и он тут же столкнулся с одним из монстров. От удара Джеймс неуклюже повалился назад и больно ударился об асфальт. У него начался резкий приступ кашля, а рот его онемел, будто он оказался под наркозом. Яд. Теперь эти мерзкие твари отравляли воздух вокруг себя. Как они вообще выделяли яд? Ведь у них нет ртов. Джеймс поднял голову и взглянул на ковыляющего к нему монстра. На его теле красовалась огромная, от шеи до пояса, вертикальная щель, сквозь которую отчетливо просматривались почерневшие внутренности. Существо прогнулось назад, будто делая вдох своим ужасающим вторым ртом. Джеймс предположил, что сейчас оно распылит очередную порцию яда, однако не собирался проверять свою догадку. Размахнувшись ногой, он изо всех сил подсек монстра, и тот, упав на землю, начал болезненно извиваться. Из-за отсутствия рук существо беспомощно билось об асфальт, пытаясь вновь подняться на ноги. Опередив его, Джеймс вскочил и начал добивать беспомощное существо ногами. «Да умри ты уже!» Тяжелые ботинки с легкостью пробивали мягкую плоть, и все тело покрывалось густыми кровавыми разводами. От каждого удара монстра начинал вопить и биться в судорогах. Изогнувшись, он яростно задергал ногами, пытаясь уползти. Сначала Джеймс решил,
что существо хочет сбежать, но согнувшись, оно моментально развернулось и бросилось прямо на него. Оно пыталось контратаковать. Джеймс почувствовал, что его сейчас стошнит. Все его тело тряслось, а перед глазами начало двоиться. Несомненно, на него действовал яд. Ситуация становилась все хуже. Если сейчас же не уберется отсюда, то... Он не знал, как долго еще сможет продержаться. Пошатываясь, он сделал шаг вперед и уперся спиной в железный забор. Загрохотала цепь. «Погоди-ка, это же ворота!» Джеймс обернулся и понял, что был прав. Он открыл их, быстро забежал внутрь и тут же запер, тем самым оградив себя железной стеной от нападавших на него монстров. За ним оказалось высокое трехэтажное жилое здание. Оно было довольно старым, о чем свидетельствовали доски с облупившейся краской. У самого входа висела такая же старая вывеска: «Апартаменты Вудсайд». Глава 2. Кто-то прячется в квартире. Успешно скрывшись от преследователей, Джеймс на время оказался в безопасности. Он присел на землю, чтобы перевести дыхание. Что бы произошло, не успей он спрятаться за забором. Казалось, что плетеная проволока дрожит от страха, когда туман просачивался сквозь нее, плывя по тяжелому воздуху. Монстры, должно быть, почувствовав, что упустили жертву, бросили погоню и начали расходиться. Одно за другим их безрукие тела исчезали из виду. Как только сердце его перестало колотиться, а холодный пот отступил, Джеймс снова поднялся на ноги. Щеки его оставались слегка онемевшими, но в остальном он чувствовал себя гораздо лучше. Во всяком случае, он уже не беспокоился, что яд его прикончит. Теперь он просто беспокоился. Апартаменты Вудсайд. Что ждало его по ту сторону двери? Поначалу он думал, что наткнулся на это место лишь благодаря невероятной удаче. Но что если Мэри направляла его все это время? У входа в здание стоял старый, видавший виды контейнер, доверху забитый мусором, который ежедневно выбрасывали жильцы. Джеймс подошел к нему и поднял крышку. Из связки старых газет он вырвал листок бумаги. Перед тем, как зайти внутрь, Джеймс хотел привести себя в порядок. Ведь если Мэри действительно была жива и ждала его здесь, то он не мог прийти к ней навстречу в ботинках, заляпанных кровью. Старой газетой он как смог очистил себе обувь. На глаза ему попался броский заголовок: «Мужчина совершил самоубийство с помощью ложки». Заинтересовавшись, Джеймс внимательно взглянул на статью. Написана она была, как оказалось, в местном светском журнале. По непонятной причине статья привлекла его внимание. Ранее сегодня полиция заявила, что Уолтер Салливан, подозреваемый в жестоком убийстве брата и сестры Билли и Мириам Локейн, которое произошло в Сайленд-Хилле в прошлом феврале, покончил жизнь самоубийством. Его арестовали за убийство 18 числа этого месяца, а утром 22 числа он был найден мертвым в своей камере. Согласно официальным данным, Салливан покончил с собой, вонзив себе в сонную артерию ложку, которую получил во время ужина. Ложка вошла в шею на 2 дюйма, что привело к обильному кровотечению. Когда стража обнаружила Салливана, тот был уже мертв. Одноклассники Уолтера из его родного города Плезант-Ривер сказали следующее: «Он не был похож на человека, который ходил бы по округе, убивая детей. В школе он вел себя тихо, но все же был нормальным парнем. Я видел его как-то раз, незадолго до его ареста. Он нес тогда какую-то чушь типа «Он пытается убить меня!» В наказание, красный демон, тот монстр. Прости меня, пожалуйста. Я сделал это, но это был не я». Если подумать, то он был довольно странным. Закончив читать, Джеймс нервно потер шею. Почему его так привлекла эта статья? Подобные обстоятельства самоубийства, конечно, вызывали жалость. Но это всего лишь какой-то преступник. Это был вполне себе обычный случай. Такое происходит постоянно. Но слова со страницы газеты, казалось, навсегда впечатались в его сознание, и он никак не мог выкинуть их из головы. Красный демон. Смутный образ этого создания возник перед его глазами. Джеймс потряс головой.
Какое отношение это вообще имеет к Мэри? Всего лишь какая-то дурацкая бумажка. Смяв его, Джеймс продолжил тереть ботинки, пока те не стали более или менее чистыми, и затем подошел к главному входу в жилое здание. Петли громко скрипнули, когда он, распахнув двери, вошел внутрь, и эхо прокатилось по всему помещению. Вокруг царил полумрак. Из-за ужасной погоды свет с улицы практически не попадал в здание, а все лампочки были выключены. Управляющий, должно быть, вырубил электричество. Со временем глаза Джеймса привыкли к темноте, и он смог лучше разглядеть узкое помещение. Слева от него находился, как ему показалось, черный выход, а справа он увидел ступени, ведущие наверх и исчезающие во тьме. Джеймс осторожно зашагал вперед по тусклому коридору. Все квартиры были заперты, никого из жильцов не было видно. «Эй, здесь кто-нибудь есть?» Джеймс настойчиво стучал в каждую дверь, но никто ему так и не ответил. Ничего другого не оставалось, кроме как проверить другие этажи. Он поднялся по ступеням и к своему облегчению обнаружил, дверь на второй этаж была не заперта. Войдя в коридор, он увидел, что здесь было еще темнее. Все помещение было погружено в кромешную тьму, будто посреди ночи, и единственный лучик света пробивался сквозь окно с северной стороны дома. «Мэри!» – прокричал Джеймс в темноту. «Это я, Джеймс! Я получил твое письмо и приехал к тебе!» Не услышав ответа, он стал на ощупь пробираться по коридору. Одна за другой он постучал в каждую дверь по южной стороне здания. «Ну же, откройте! Я ищу женщину по имени Мэри! Вы знаете ее?» Но даже когда он настойчиво начинал выкручивать дверные ручки, никто ему не открывал. Почему никто не отвечает? Джеймс начал отчаиваться. Здесь же должны жить люди. Где-то здесь должны быть хоть какие-то признаки жизни. Но Джеймс не мог расслышать даже шагов. В апартаментах Вудсайд царила мертвая тишина, будто здание было давно заброшено. Он пошел дальше по коридору. Деревянные полы скрипом отзывались на каждый его шаг. Когда он дошел до последней комнаты 205, и покрутил ручку, то с удивлением обнаружил, что дверь была не заперта. Джеймс осторожно заглянул внутрь. «Простите?» – тихо произнес Джеймс. Его начало раздражать, что никто в здании ему не отвечает, и он вошел внутрь, не дожидаясь разрешения. Здесь, как и везде, было темно. Однако Джеймс заметил небольшой источник света. От этого света на пол падала тень человека, которого он поначалу принял за хозяина квартиры. «Извините, что так врываюсь. Я ищу кое-кого. Вы случайно не видели?» Джеймс замолчал. Подойдя ближе, он понял, что нет смысла продолжать разговор с этим человеком. Одетая в обычную блузку, юбку и кардиган фигура смотрела на Джеймса своим пустым и плоским лицом. Это был обыкновенный швейный манекен. Женщина, живущая здесь, должно быть, работала на дому швеей, но одежда, в которую был одет манекен, что-то в ее виде вызывало у Джеймса острую боль, будто кто-то бил его ножом в сердце. Вдруг до него дошло. Это та самая одежда, что была на Мэри на той фотографии, которую он всегда носил с собой. Значит ли это, что она поблизости? От этой мысли к Джеймсу вернулась надежда. Источником света в комнате служил маленький фонарик, прикрепленный к шнуру и свисающий с шеи манекена, словно ожерелье. Джеймс обдумал ситуацию. Возможно, чтобы хоть как-то осветить квартиру во время отключения электросети, хозяйка использовала этот манекен. С его места как раз освещалась вся комната. Но он не мог понять, почему женщина, уйдя из квартиры, не выключила свет и не заперла дверь. Пользуясь случаем, Джеймс решил позаимствовать ее фонарик. Он снял его с манекена и повесил себе на шею. По крайней мере, теперь ему будет проще ориентироваться в здании. Джеймс почувствовал себя виноватым. Мало того, что он вломился в чужую квартиру, так еще и ограбил. Джеймс не был плохим человеком. Он лишь очень хотел найти Мэри. Покинув комнату 205, он пошел дальше по коридору, который сворачивал и вел в северное крыло дома. Но завернув за угол, Джеймс тут же остановился как вкопанный. Из кармана куртки, где он держал радио, вновь стали доноситься знакомые звуки помех,
и луч его фонарика осветил нечто похожее на обнаженную фигуру, стоящую посреди коридора. И казалось, что у нее не было головы. Еще один манекен. На секунду Джеймс представил, что это тот манекен из 205-й квартиры разозлился на него и теперь преследует, чтобы вернуть свой фонарик. От этой мысли он слегка улыбнулся. Но все же, глядя на эту штуку, стоящую у него на пути, Джеймс начал не на шутку нервничать. И тот факт, что его радио продолжало шуметь, явно говорило о том, что где-то поблизости находился очередной монстр. Джеймс сделал пару нерешительных шагов в сторону манекена, чтобы получше его рассмотреть. Его тело было изогнуто таким образом, что поза его со стороны выглядела почти что кокетливой. Поначалу ему показалось, что у манекена что-то не так с руками, но потом увидел, что их не было вообще. У самой талии, где обычно начинается туловище, у манекена была вторая пара ног без ступней. Обе эти лишние конечности были выгнуты в неестественной позе. Манекен выглядел очень необычно и больше напоминал крайне странное произведение искусства. Но почему на нем не было никакой одежды? Вдруг манекен пошевелился. Размахивая своими верхними конечностями, он начал раскачиваться из стороны в сторону. Глаза Джеймса распахнулись от ужаса. Эта штука была не манекеном, это был еще один монстр. И хотя выглядел он не так, как те безрукие чудовища, сомнений не было, что они как-то связаны. Джеймсу показалось странным, что встреча с этим безобразным существом не вызывала в нем ту же ненависть и отвращение, в отличие от прошлых монстров. Хотя если он так же опасен, как и те, Джеймс не собирался здесь задерживаться. Сделав несколько шагов назад, он развернулся и побежал обратно в главный коридор второго этажа. С помощью фонарика он смог разглядеть еще один коридор, ведущий на север. Однако в свете фонарика он также увидел фигуру, валяющуюся на полу и извивающуюся в знакомой манере. Эти твари в самом деле беспрепятственно бродили по городу. Сначала они заполонили улицы, теперь проникли и внутрь здания. Во всяком случае, это объясняет, почему никто не отвечал на его стук. Жители, скорее всего, заперлись в своих квартирах, надеясь скрыться от ужасных монстров, рыскающих по коридорам. Или же они просто сбежали, как поступила хозяйка 205-й. Так или иначе было ясно, что со второго этажа следовало бежать как можно скорее. Проскочив в лестничный проем слева от себя, он начал пробираться на третий. На секунду он засомневался. Что он будет делать, если и там он наткнется на монстров? Может, ему следует просто выйти из здания? Если на то пошло, то может ему следует просто сбежать из самого Сайленд-Хилла? Но он прошел весь этот путь и теперь уже не мог сдаться. Он слегка приоткрыл дверь и внимательно прислушался. Не бродят ли поблизости какие-нибудь монстры? Он не был полностью уверен, но вроде бы все было тихо. Когда Джеймс открыл дверь и вошел, он увидел, что путь к большинству квартир ему преграждала металлическая решетка, установленная посреди коридора. Она здесь явно была не на месте. Установили ли ее сюда из охранных соображений или чтобы оградиться от наступающих монстров? Если по ту сторону решетки было безопасно, то вполне вероятно, что Мэри пряталась там с остальными жителями. Подумав об этом, Джеймс пожалел, что находится с другой стороны преграды. Там явно было спокойнее, чем здесь. Он прокричал имя жены, но опять так и не услышал ответа. Как бы он ни беспокоился за безопасность Мэри, но обойти эту решетку он попросту не мог. Оглядев небольшую площадку, он заметил с одной стороны коридора две двери, расположенные впритык друг к другу. «Пожалуй, стоит в них заглянуть. Больше мне идти все равно некуда», – подумал Джеймс. Дверь в комнату 302 не открывалась, а вот 301 была не заперта. Но комната оказалась совершенно пустой. Ни мебели, ничего. Лишь магазинная тележка, одиноко стоящая посреди темной комнаты. Откуда она вообще тут взялась? Джеймс с подозрением оглядел ее. Уж что-что, но обнаружить в квартире тележку из магазина он ожидал меньше всего. Свет фонарика упал на что-то блестящее, что сразу же привлекло его внимание. Не создавая лишнего шума,
Джеймс осторожно приблизился к тележке и заглянул в нее. Там лежал пистолет. Джеймс поднял его и внимательно осмотрел. Он не мог поверить своей удаче. Пистолет не только был полностью заряжен, но возле него еще и лежала полная коробка с патронами. Его лицо растянулось в довольной улыбке. Как раз то, что надо. Теперь не нужно будет убегать и прятаться каждый раз, когда какой-нибудь монстр встает у него на пути. Засунув патроны в карман куртки, где у него уже лежало радио, Джеймс начал обдумывать свои дальнейшие действия. Теперь, когда у меня есть нормальное оружие, я могу продолжить исследовать второй этаж. С пистолетом в руках Джеймс вышел из комнаты. Металлическая рукоять приятно холодила кожу. Пройдя по мрачному коридору, он вернулся к двери, за которой находилась лестница. Перед тем, как открыть дверь, Джеймс еще раз взглянул на заблокированную решеткой часть коридора, но на этот раз кое-что привлекло его внимание. Почему он раньше этого не заметил? Луч его фонарика осветил небольшой предмет, лежащий на полу недалеко от решетки. Это был ключ, и лежал он достаточно близко, чтобы Джеймс смог до него дотянуться. А вдруг им можно открыть решетку? Он просунул руку между прутьями и в темноте на ощупь попытался отыскать ключ. Кончиками пальцев он нащупал что-то холодное. Вытянув руку, как только мог, Джеймс пытался подтянуть ключ поближе. Еще совсем чуть-чуть. Вдруг Джеймс почувствовал присутствие кого-то еще. Но он не успел разглядеть, что происходит, как вдруг из темноты возникла нога, обутая в кроссовок для тенниса, и одним мощным ударом отправила ключ в другой конец коридора. «Эй!» Его крик превратился в вопль, когда нога, воспользовавшись возможностью, изо всех сил ударила его по пальцам. Разъяренный от боли, Джеймс взглянул на своего обидчика. По ту сторону решетки он увидел убегающую девочку. Ее смех эхом разнесся по всему коридору. Это была маленькая девочка, которая еще, возможно, не окончила и начальную школу. «Дурак!» – прокричала она напоследок Джеймсу и скрылась из виду. «Эй, а ну вернись сюда!» Если девочка и услышала его, то вряд ли она собиралась возвращаться. Черт! Джеймс неслышно выругался, пока вытаскивал из-под прутьев решетки больную руку. Что за испорченная маленькая дрянь? Но, с другой стороны, встреча с ней была и хорошим знаком. Она говорила о том, что здесь, в огражденном решеткой коридоре третьего этажа, скрывалась как минимум пара человек. Появление девочки вселяло надежду, что Мэри может также оказаться среди этих людей. Несмотря на боль в руке и злость на девочку, у Джеймса на лице вновь появилась улыбка. Не желая тратить и секунды, он поспешил вернуться на второй этаж. Жуткий визг пронзил плотную тишину, заполнявшую коридоры второго этажа. Хотя звук доносился с северного крыла, он был слегка приглушен, будто его источник находился этажом выше. Первое, о чем подумал Джеймс, это Мэри, но затем перед глазами его возник образ убегающей девочки. Как бы сильно она его не взбесила тогда, Джеймс все же не злился на нее настолько, чтобы желать ей смерти от какого-нибудь монстра. Такого он бы никому не пожелал. Ринувшись в сторону крика, Джеймс вновь столкнулся лицом к лицу с монстром, преграждающим ему путь. Без колебаний он направил пистолет в сторону существа. «Пошел прочь с моего пути!» Уродливый монстр с криком повалился назад, как только на него обрушился град пуль, окрасивший стены темными кровавыми брызгами. В эту же секунду Джеймс почувствовал прилив радости. Больше не нужно прятаться и убегать. Теперь он мог дать монстрам достойный отпор. Несмотря на то, что монстр был врагом, и Джеймс без сомнений желал ему смерти, свои действия он не расценивал как убийство. Нет, он оценивал обстоятельства иначе. С его точки зрения, он всего лишь воспользовался сложившейся ситуацией в свою пользу и, наконец-то, одержал верх. Переступив через труп монстра, который теперь лежал в луже собственной крови, Джеймс поспешил дальше по коридору. Однако сердце его рухнуло, когда в свете фонарика он увидел еще одну решетку, заграждавшую ему проход. Как раз на той стороне он видел ступени, уходящие в темноту.
Должно быть, они вели в ту самую, закрытую часть третьего этажа. Действуя на эмоциях, он схватил ручку ближайшей к решетке двери. К счастью, она оказалась не заперта. Настежь распахнув дверь, он ворвался в квартиру под номером 208. Эта квартира имела общую стенку с квартирой 209, располагавшейся по ту сторону решетки. Если бы он как-нибудь смог пробиться сквозь стену, разделяющую комнаты, то ему бы открылась дорога к ступеням. Во всяком случае, так он планировал. Пробежав через гостиную в спальню, Джеймс отыскал нужную стену. В центре стены был установлен большой прямоугольный предмет. Как оказалось, это были старинные часы. Джеймс попытался сдвинуть их в сторону. Часы с легкостью заскользили по ковру. «Что за...» Не веря своим глазам, он уставился на стену. За часами располагалась огромная зияющая дыра. Здание, хоть и выглядело нормальным снаружи, внутри разваливалось на части. Жилье здесь, должно быть, стоило очень дешево, раз владелец дома просто решил прикрыть разваливающуюся стену часами. И, слава богу, они так и не решились ее заделать. Теперь ему не придется тратить силы и время на то, чтобы проделать себе путь. Перебравшись на ту сторону коридора, Джеймс побежал к ступеням на третий этаж. Откуда донесся тот крик? Не зная наверняка, он решил проверить каждую квартиру. Как и на первом этаже, все они оказались запертыми, за исключением квартиры 307. Джеймс держался за ручку двери и не торопился открывать ее. Он никак не мог разобрать, что за звук доносится из квартиры. Осторожно открыв дверь, он вошел внутрь. Поначалу казалось, что в ней было пусто, но все же было слышно какое-то шуршание. Чем бы это ни было, но от этого дрожали полы по всей квартире. «Мэри?» Воздух застрял у него в горле, и от этого имя его жены прозвучало как едва слышный шепот. Джеймс застыл на месте. Когда он увидел движение в другом конце комнаты, бежать было уже поздно. Краем глаза он заметил открытый шкаф и тут же спрятался внутри. Он всеми силами старался перебороть желание посмотреть на происходящее, но любопытство все же взяло вверх. В темноте сквозь сетку шкафа он смог различить фигуры 3 монстров, которые, как ему казалось, боролись друг с другом. 2 из них были похожи на манекены, как и тот, которого он убил в коридоре, но 3-й был другим. Он был совершенно не похож на остальных. У него было тело крупного мужчины и огромная железная треугольная голова темно-коричневого, а местами и яркого кроваво-красного цвета. Ржавчина покрывала изъеденный коррозией металл, из-за чего она выглядела невероятно старой и побитой. Это был демон. Во всяком случае, так Джеймс подумал. Красный демон. Монстр. Ему вспомнилась статья, напечатанная в старой газете. Такой ли ужас испытал Уолтер Салливан, когда узрел это ужасающее странное существо? Разумеется, монстр выглядел подходяще, чтобы называться демоном. В отличие от других чудовищ, этот был одет в грязный фартук и носил черные сапоги до колена. Манекены судорожно вырвались из его хватки, но все же не могли пересилить пирамидоголового монстра. Своими здоровыми мускулистыми руками он раздавил 2 существ с такой легкостью, будто они были беспомощными младенцами. И теперь, заляпанные собственной кровью, они бесформенной кучей валялись на полу. Ни один из них не шевелился. От вида их изогнутых трупов у Джеймса на лице выступил холодный пот, а по спине его пробежали мурашки. Вдруг, будто почувствовав его присутствие, пирамидоголовый монстр медленно повернулся в сторону шкафа. Сердце Джеймса дрогнуло. Прикованный вниманием к происходящему перед ним ужасному зрелищу, он не заметил шипящих звуков, доносящихся из его радио. Без лишних мыслей, он засунул руку в карман и выключил приемник. Сжавшись, он абсолютно неподвижно сидел в шкафу, боясь даже дышать, и беззвучно молился, чтобы монстр его не заметил. Мертвую тишину нарушили тяжелые шаги, от которых заскрипели полы. Монстр приближался к шкафу. Не зная, что ему делать, Джеймс достал пистолет. Звуки скрипучего, словно металлического дыхания, донеслись из-за двери,
и узкое пространство шкафа наполнилось вонью гниющей плоти. Этого мне точно не пережить. Точно не пережить. Джеймс своими трясущимися руками еще крепче сжал пистолет. Если победит тот, кто будет действовать первым... На мгновение его отчаянность превратилась в решительность, и он спустил курок, стреляя навскидку в сторону монстра. «Как только патроны кончатся, мне конец», — услышал он сквозь выстрелы свой внутренний голос. Какие у него вообще были шансы убить этого огромного сильного монстра? Скорее всего, выстрелы его просто разозлят. Для него они не более чем комариные укусы, и в любую секунду он ворвется сквозь хрупкую дверь. И тогда Джеймс присоединится к той куче трупов. «Все кончено. Этот маленький тесный шкаф станет моей могилой». И вот момент настал. Звуки выстрелов стихли, и тишина поглотила комнату. Джеймсу уже казалось, что он слышит хлопанье крыльев, на которых за ним прилетел ангел смерти. Но тишина продолжалась. Не было слышно ни шагов, ни дыхания, ничего вообще. «Он умер? Я смог убить его?» Тая в душе тщетную надежду, Джеймс выглянул за дверь. Комната оказалась пуста. Он как можно тише открыл дверь и, едва дыша, огляделся вокруг. Пирамидоголовый монстр исчез. Сейчас он вспомнил, что слышал, как монстр выл, как будто от боли, пока Джеймс пускал в него пули. Может быть, он испугался пистолета и сбежал? Джеймса не устраивало подобное объяснение. Он никак не мог поверить, что эта стычка закончилась именно так. Маловероятно, что монстр сбежал, так как дверь в квартиру была наглухо закрыта. Казалось, что он просто испарился из комнаты, будто дым. Пока Джеймс измученный сидел на полу, его взгляд упал на зверски убитых манекенов. Темно-красная лужа разливалась по полу под их изуродованными останками. Он понял, что не ощутил облегчения, даже после того, как чудом избежал смерти. Будто парализованный, Джеймс заковылял к выходу из квартиры 307. «Почему? Почему я продолжаю видеть весь этот бред?» С побледневшим лицом он шел по темному коридору 3-го этажа. Вдруг он остановился. На полу, у себя под ногами, он увидел маленький ключ. Тот самый, который выбила у него из рук та мелкая девчонка. Естественно, когда он осветил коридор фонариком, то увидел металлическую решетку, ранее заграждавшую ему путь. Где теперь была эта девочка? На 3-м этаже Мэри не было. Здесь вообще никого не было. Джеймс ворвался сюда как какой-то герой, а в результате оказалось, что он пытался спасти 2 обреченных манекенообразных монстров. Он спустился вниз по ступени. До этого его отвлекли крики с 3-го этажа. Но теперь он наконец-то мог продолжить поиски. Достав из коробки запасные патроны, Джеймс, помогая себе фонариком, перезарядил пистолет. Он также не забыл снова включить радио. Вскоре он вернулся к месту, откуда начал свой путь, к главному коридору 1-го этажа. В прошлый раз он ошибочно предположил, что здесь живут люди, но сейчас он был практически уверен, что здание заброшено. Во всяком случае, теперь он не переживал, что вламывается в чужую квартиру. Джеймс сразу заметил, что дверь в квартиру 101 была слегка приоткрыта, хотя он был готов поклясться, что до этого она была заперта. Осторожно он открыл ее и, заглянув внутрь, посмотрел по сторонам. Казалось, что вокруг никого не было. Однако, когда он осветил фонариком кухню, его взгляду предстала крайне неприятная картина. Там лежал труп. Джеймс уже свыкся с видом мертвых чудовищ, но в этот раз труп однозначно принадлежал человеку, хотя тело и было сильно избито, а лицо скрывала тень. Джеймс стоял шокированный зрелищем, когда услышал тихий стон, донесшийся из туалета. Стон походил на человеческий, но ведь и манекенов он тоже поначалу принял за людей. Возможно, там был монстр, убивший жителя этой квартиры. В этот раз он не собирался бездумно врываться в комнату на встречу с неизвестным. Он был не дурак, чтобы 2 раза подряд совершать одну и ту же ошибку. И все же он не мог это просто проигнорировать. Джеймс медленно подкрадывался к туалету, прислушиваясь и стараясь различить какие-нибудь звуки, идущие из-за двери. Черт,
– услышал Джеймс мужское бормотание. И все-таки это был человек. Это была точно не Мэри, но, возможно, этот человек знал что-нибудь о ней. Джеймс открыл дверь и увидел полного мужчину, стоящего на коленях и крепко вцепившегося в унитаз. Его сильно тошнило. Тошнило до тех пор, пока его желудок не опустел, и тот мог лишь хрипло кашлять. «Привет, ты в порядке?» – заговорил Джеймс. Круглолицый парень взглянул на него через плечо. Он носил бейсболку козырьком назад и выглядел чуть моложе Джеймса. С ужасом в глазах он закачал головой из стороны в сторону. «Клянусь, это не я!» «Что?» «Я не делал ничего такого! Он уже был таким, когда я его нашел! Я просто... «Все нормально, просто успокойся!» Джеймс присел рядом с ним и утешительно похлопал ему по спине. Парень просто неправильно понял его намерение. Джеймс не знал, что здесь произошло, но тот пытался оправдываться, будто Джеймс хотел его арестовать. «Не волнуйся, я всего лишь турист. Меня зовут Джеймс. Джеймс Сандерленд. Как тебя зовут?» «Эдди!» Все так же напуганно пробормотал парень. «Хорошо, Эдди», произнес Джеймс, кивнув. «Этот человек на кухне твой знакомый?» «Нет, я ничего не делал! Я не убийца!» Эдди снова яростно закачал головой. Ладно, я понимаю, Эдди. Я не думаю, что ты кого-то убил. Мне показалось, что у тебя шок, и я хотел тебе помочь. Я просто задал вопрос». «Я не убивал его, я...» «Конечно нет. Скорее всего, до него добрались монстры. Возможно, кто-то из тех безруких или похожих на манекены. А может, и тот с красной пирамидой на голове». «С пирамидой на голове? Не знаю, не встречал таких. Мне попадались какие-то странные твари. До смерти напугали меня, и я решил спрятаться в здании». Джеймс почувствовал разочарование. Вот, наконец-то он нашел человека, с которым можно было поговорить. И оказывается, что он даже не живет в этом здании. Шансы, что он узнает что-то о Мэри, были крайне малы. Но, по крайней мере, он может расспросить его о самом Сайленд-Хилле. Что вообще происходит в этом городе? «Понятия не имею. Вообще никакого. Я даже не местный». «Что? Ты тоже?» Джеймс пожал плечами. «Тебя-то что сюда привело?» «Ну, как бы...» Замялся Эдди. Казалось, что он не хотел об этом говорить. «Ладно, но тебе лучше побыстрее убраться отсюда. С этим местом что-то не так». «Да, я так и сделаю». «Только будь осторожен, ладно?» «Хорошо. Ты тоже, Джеймс». Теперь Эдди хотя бы успокоился. Он больше не выглядел столь испуганным, а к его бледному лицу постепенно возвращался цвет. Но после всего этого Джеймс так и не смог найти Мэри в этом здании. Однако у него был еще один вариант. Проходя через двор, он заметил еще одно здание, стоящее впритык с апартаментами Вудсайд с западной стороны. И вместо того, чтобы опять с боем прорываться по Кат-стрит, он решил срезать путь. Здания располагались так близко, что можно было перепрыгнуть с одного на другое. Что если он найдет окно в какой-нибудь квартире на втором этаже? Не тратя ни секунды, Джеймс забежал на второй этаж и направился к западному крылу коридора. К счастью, стекла в окнах на соседнем здании, как оказалось, отсутствовали полностью. Собрав всю волю в кулак, Джеймс перепрыгнул из одного окна в другое, жестко приземлившись в соседней комнате и покатившись по полу. Как только он вышел из комнаты и оказался в коридоре, Джеймс наткнулся на еще одно манекеноподобное существо. Его даже не удивляло, что и по этому зданию свободно разгуливали монстры. Без страха и сомнений, Джеймс навел на манекен пистолет и выстрелил. Он стрелял до тех пор, пока монстр безжизненно не повалился на землю. И вновь он почувствовал удовлетворение от победы над очередным монстром. Однако Джеймс решил в дальнейшем избегать подобных стычек, чтобы не растрачивать патроны, так как сейчас количество оставшихся пуль было чертовски мало. Добравшись до конца коридора, Джеймс спустился на первый этаж. В комнате 109 его ожидала неожиданная встреча со старым знакомым. Комната была практически пуста, а вдоль одной из стен располагалось огромное зеркало.
почти как в балетной студии. Ну, или владелец квартиры бесконечно обожал самого себя. На полу посреди этой комнаты лежала женщина. Будто забавляясь с игрушкой, она держала в руке острый кухонный нож, которым монотонно ударяла в пол. Джеймс узнал ее лицо, отраженное в зеркале. Это была та самая женщина, с которой он разговаривал на кладбище. Увидев в зеркале Джеймса, она заговорила. «О, это ты?» Еле слышно произнесла она. Ее голос был слабым, а взгляд растерянным и безразличным, из-за чего она мало чем была похожа на того человека, которого он встретил ранее. «Ага, зови меня Джеймс». «Я... Энджела. Энджела Ороска». «Энджела, значит? Милое имя». Джеймс старался обращаться к ней как можно мягче. Судя по тому, как сосредоточенно она смотрела на нож, вновь и вновь втыкая его в доску, создавалось впечатление, что она хотела покончить с собой. «Итак, что ты тут делаешь?» «Ищу свою маму». «Да? Когда мы впервые встретились, мне показалось, что ты уезжаешь из города. Я думал, ты уже нашла ее». «Нет, я...» «Она живет в этом здании?» «Не помню». «Значит, тебе известно лишь то, что она живет в этом городе. Она такая же, как я. Носится по городу в поисках кого-то, не имея ни малейшего понятия, где искать». Джеймс сочувствовал этой женщине. «Это так?» Вдруг Энджела вскочила и уставилась на Джеймса. В ее пустых до этого глазах заиграл какой-то странный блеск. «Откуда ты это знаешь?» – закричала она. Ее лицо выражало ярость. «В смысле?» – спросил Джеймс, удивленный ее реакцией. Энджела крепче сжала нож. Лезвие оказалось слишком близко. «Откуда ты знаешь, что мама жила в этом городе?» Так вот в чем дело. Черт, с ней нужно очень аккуратно выбирать слова. Похоже, что она всерьез может убить меня при первой же возможности. Оставив эти мысли при себе, Джеймс ответил. «Я просто решил, что раз уж ты ищешь ее здесь, то должно быть она тут жила. Любой бы так подумал». «Да, пожалуй, ты прав». Враждебность пропала с ее лица, и Энджела вновь вернулась к своему отрешенному состоянию. «Ты же здесь поэтому?» Я не знаю». «Тогда зачем вообще было приезжать в Сайленд-Хилл?» Услышав вопрос, Энджела потупила взгляд и уставилась в пол. «А почему ты в этом городе?» Выкрутилась она, ответив вопросом на вопрос. Джеймс надеялся сохранить свои поиски Мэри в секрете, поэтому просто ответил. «Я ищу кое-кого». «И как продвигается поиск?» «Не особо». «Как и у меня». «Да, похоже, мы стали товарищами по несчастью», – пробормотал Джеймс. Неожиданно он понял, что больше не может сдерживать в себе эти тревожные мысли, и ему захотелось выговориться. «Это не все. Я ищу жену, Мэри. Какое-то время я думал, что она мертва. Но я очень хочу верить, что она может быть жива. Она живет где-то в городе. Я недавно получил от нее письмо. Если бы она была мертва, как бы она прислала мне письмо?» «Джеймс?» «Прости, я просто... Мне нужно было кому-нибудь рассказать». «Я надеюсь, ты найдешь ее». «Спасибо. Надеюсь, ты тоже найдешь свою мать». Возможно, искренность Джеймса подействовала на нее, ибо к Энджеле стала потихоньку возвращаться человечность. Ей даже удалось улыбнуться. «Я не брошу поиски. Я все тут перерою, чтобы найти ее, если придется». Энджела поднялась на ноги и встала перед Джеймсом. «Пойдем со мной. Я смогу защитить тебя, и тебе больше не придется таскать с собой эту штуку. И вообще, этот нож совсем не подходит такой молодой девушке». Джеймс говорил ободряюще, пытаясь аккуратно обхватить ее руку, в которой она сжимала нож. «Не трогай меня!» Ее истеричный вопль пронзил воздух. Она вырвалась из его рук и угрожающе направила на него нож. Однако она быстро пришла в себя. «Извини, все нормально. Одной мне будет лучше». «Но...» «Что?
Ты беспокоишься за меня? Боишься, что я могу покончить с собой? Энджела уставилась на блестящее лезвие, будто зачарованная. А может, ты и прав. Ведь это так просто, когда у меня есть это. Вдруг Энджела яростно, будто давно мечтая от него избавиться, зашвырнула нож на высокую полку. Ринувшись к двери, она выбежала в коридор. Джеймс не стал следовать за ней. Было видно, что она до ужаса боялась людей. Для нее находиться рядом с другим человеком было страшнее, чем в одиночестве бродить по коридорам, заполненным монстрами. Джеймс заметил фотографию, упавшую на пол, там, где до этого лежала Энджела. Фотография была разорвана на куски. Рассмотрев обрывки, Джеймс увидел, что на ней была изображена Энджела с семьей. Одна за другой квартиры оказывались пустыми или запертыми, и Джеймса начинали одолевать сомнения. Может быть, ему показалось, и Мэри ничего не говорила о Вудсайд тогда по радио. Само сообщение уже начало выветриваться у него из памяти. Возможно, он ослышался, и все это оказалось лишь пустой тратой времени. Или могло оказаться, что это вообще была не Мэри. Нет, это невозможно. Джеймс даже думать не хотел, что это может оказаться правдой. Должно быть, Мэри пробыла здесь какое-то время, но ушла до того, как он смог сюда добраться. Наверное, она сбежала, спасаясь от монстров. Была ли она здесь или нет, Джеймс не мог просто сесть, сложа руки и ждать. Он решил вернуться к изначальному плану и попытаться найти их особое место, даже если поиск и не даст результатов. Джеймс надеялся хотя бы впервые за долгое время почувствовать ее присутствие. Покинуть здание оказалось не так-то просто, так как почти все двери, включая центральный вход, оказались наглухо заперты. Джеймс изо всех сил толкал и пинал дверь, ведущую на улицу, но так и не смог ее открыть. Не оставалось ничего другого, кроме как пройтись по коридорам и попытаться отыскать запасной выход. На втором этаже он наткнулся на дверь с надписью «Аварийный выход», ведущую к лестнице. К счастью, она оказалась не заперта. Джеймс вошел внутрь и погрузился в непроглядную тьму. Пепельно-серая вода. Джеймс не поверил своим глазам. Когда он осветил ступени, которые должны были вести вниз, он увидел, что лестница вплоть до второго этажа была заполнена грязной серой водой. Как вообще можно было затопить целую лестничную площадку? Быть может, какой-нибудь взбесившийся монстр повредил водопровод. Как бы там ни было, лестницей воспользоваться он не мог. Разочаровавшись, Джеймс развернулся и хотел было уже вернуться в коридор, но ручку двери заклинило. Он оказался в ловушке. Низкий рев эхом отозвался из дальнего угла лестничной площадки. У Джеймса кровь застыла в жилах. Этот рев был ему уже знаком. В мгновение ока его лицо побледнело, и он начал судорожно биться в дверь и трясти ее за ручку, отчаянно пытаясь спастись. Но все напрасно. Отказываясь верить в происходящее, он повернулся к двери спиной. Ноги его подкашивались, и он едва мог стоять. Его фонарик осветил крупную фигуру, крадущуюся во тьме. Это был демон, с которым Джеймс столкнулся в комнате 307. Красный демон. У его ног лежал труп недавно убитого безрукого монстра. Как и у тех манекенов, тело его было избито и переломано до неузнаваемости. Разобравшись со своей жертвой, пирамидоголовый монстр медленно повернулся в сторону Джеймса. Из-за необычной головы чудовища Джеймс не видел его лица и не мог понять, о чем тот думает, но подозревал, что монстр был рад своей новой добыче. Острый, металлический скрежет наполнил лестничную клетку, когда пирамидоголовый переступил через убитого монстра и начал приближаться к Джеймсу. Он двигался медленно и с трудом, как будто тащил что-то очень тяжелое. И когда луч фонарика отразился от этого огромного и зловещего предмета, который несло чудовище, Джеймс чуть было не разразился безумным смехом. Перед ним явно был не человек. Будто олимпийский тяжелый атлет, монстр с легкостью перетаскивал до абсурда огромный железный нож.
Одного удара этим массивным клинком было бы достаточно, чтобы разрубить Джеймса точно пополам. Оцепенев от ужаса, он смотрел, как пирамидоголовый мускулистыми руками медленно поднимал оружие у себя над головой. Казалось, что этот нож был настолько тяжелым, что даже гигантский монстр не мог свободно им размахивать. Именно в этот момент Джеймс понял, что не все потеряно. С монстром можно справиться, нужно было лишь попытаться. Он уже побеждал эту тварь раньше, а значит сможет и теперь. Громкий треск разнесся по запертой площадке, когда меч, промазав по изначальной цели, ударил по бетонной стене. Увернувшись от удара, Джеймс забежал монстру за спину и открыл огонь. Но даже когда град пуль обрушился на спину громоздкого чудовища, оно не подало никакого вида. Оно не отступило и после того, как Джеймс выпустил в него целую обойму. Потеряв последнюю надежду, он в отчаянии упал на колени. Хотя в кармане у него еще были запасные патроны, он уже не видел в них никакого смысла. Этот нож снесет ему башку еще до того, как Джеймс успеет перезарядиться. Странно, но оказавшись в столь безнадежном положении, он не испытывал страха. Такое ощущение, что у него напрочь отключился инстинкт самосохранения, и теперь он чувствовал только покой. В таком состоянии самоотречения Джеймс склонил голову и закрыл глаза, ожидая прикосновения холодного лезвия. Он услышал шум волн, подобных тем на берегу озера Талука. Они звучали так же, как и 3 года назад, когда он вместе с Мэри провел целый день, беззаботно любуясь озерными пейзажами. Неужели у него начались галлюцинации? Ожидание неименуемой смерти затянулось, и Джеймс открыл глаза. Ему не показалось. Звуки плещущихся волн были настоящими, но исходили они от затопленной лестницы. Вместо того, чтобы воспользоваться шансом и убить Джеймса, пирамидоголовый монстр уходил вниз по лестнице в грязную воду. Джеймс мог разглядеть только изрешеченную пулями спину чудовища. Потихоньку он начал осознавать, что случилось. Я победил? Снова? И хотя он опять не смог убить существо, по крайней мере, он ранил его достаточно серьезно, чтобы оно отступило. Джеймс вздохнул с облегчением и, обессилев, повалился на землю. Он уже сбился со счета, сколько раз он чуть было не умер в течение дня. Темная вода, смешанная с кровью, с диким ревом начала уходить, освобождая затопленный лестничный проход. В темноте показалась прежде недоступная дверь запасного выхода. Поющий детский голос разливался в тумане. Аварийный выход вел из затопленной лестничной площадки в переулок, выходящий к Нейтон-авеню. Веселое пение иногда прерывалось всплесками невинного смеха. «Это ты!» Джеймс не удержался и закричал, когда увидел знакомое лицо ребенка. Маленькая девочка сидела на кирпичной стене и что-то читала с развернутого листа бумаги. «Ты та девка, которая наступила мне на руку тогда в коридоре!» Девочка удивленно моргнула и уставилась на Джеймса. С легкой ухмылкой на лице она произнесла: «Я понятия не имею, о чем ты говоришь». Джеймс нахмурился. Она и вправду решила сделать вид, что ничего не знает. Вот ведь упрямый ребенок. Что ты вообще здесь делаешь? В городе, забитом монстрами, ребенку было крайне опасно находиться одному. Как бы нахально она себя не вела, Джеймс не мог не волноваться за девочку. Но девочка, явно не заинтересованная в разговоре, дала ответ, не имеющий ничего общего с вопросом. «Ты что, слепой что ли? Дурак!» «Эй, это у тебя письмо?» «Тебе-то что? Ты все равно никогда не любил Мэри!» Джеймс обомлел от услышанного. Откуда она знала имя его жены? Нет, это просто какое-то совпадение. Может, она имела в виду кого-то другого по имени Мэри. Но она сказала это лично мне, как будто она знает меня. «Неудачник!» Высунув язык и оскорбив его напоследок еще раз, девочка спрыгнула и оказалась по ту сторону стены. «Эй, а ну вернись! Откуда ты знаешь Мэри? Скажи мне, где она?» Он слышал, как шаги за стеной отдалялись все дальше и дальше. Джеймсу оставалось только смотреть на пустую кирпичную стену. Глава 3. Доппельгангер. Сайлент Хилл.
Небольшой тихий курортный городок на берегу озера. Мы рады вас приветствовать. Найдите время в своем плотном расписании и проведите его здесь. Бесконечные ряды старых причудливых домиков, потрясающие горные пейзажи, озеро, чья красота раскрывается по-разному в течение дня. С восходом солнца, в полдень и на закате. Silent Hill тронет вас до глубины души и подарит вам чувство гармонии. Надеемся, что вы приятно проведете здесь время и навсегда запомните это место. Из-за этой дешевой брошюрки они с Мэри посетили Silent Hill несколько лет назад. Сейчас эта поездка больше была похожа на старинную легенду, в которой Мэри представлялась какой-то мифической богиней. В то время вся его жизнь крутилась вокруг нее, а каждый новый день казался ему еще ярче и красочнее, чем предыдущий. Тогда он радовался тому, что просто жил. Все началось на домашней вечеринке одного из общих друзей. Вполне стандартная обстановка для первой встречи. Но как только они увидели друг друга, будто новая вселенная родилась специально для них и их любви. С каждым днем их чувства крепли, а безумная страсть постепенно перетекала в стабильные отношения. Но все же даже в самой красивой сказке найдется место страшной трагедии, и их история не была исключением. Судьба подкинула им обоим ужасное испытание – болезнь Мэри. Те страдания и муки, которые они испытали, до сих пор болью отзывались в сердце Джеймса и словно съедали его изнутри. Как со временем навсегда исчезали многие великие цивилизации, так и их история начала приближаться к концу. С этого момента Джеймсу оставалось только одиноко бродить по разрушенному миру с одними лишь воспоминаниями о прошлой жизни и отчаянно искать мельчайшие следы их потерянного счастья. «Вот это место!» Сквозь туман он разглядел ворота. В парк Роузвотер вели два входа, и начав свой путь сюда из переулка за зданием апартаментов, Джеймс оказался у западных ворот. «Мэри, пожалуйста, будь здесь!» Про себя взмолился Джеймс, сам не понимая почему. Шансы, что его невозможное желание сбудется, были еще меньше, чем при попытке выиграть в лотерее. И все же в глубине души он искренне надеялся на чудо. Он шел по темному парку, шаги его глухим эхом отражались от каменной дорожки. Как и все в этом городе, парк казался заброшенным. Вдруг в тумане показался человеческий силуэт. На секунду сердце Джеймса содрогнулось, и он со всех ног бросился в сторону фигуры. Но оказалось, что это всего лишь памятник на постаменте. Патрик Честер, сын Эдварда. Он сражался и умер за людей, за свободу и за светлое будущее. Память о нем будет жить вечно. Надпись красовалась на табличке под статуей, изображавшей грозного на вид солдата. Надежда Джеймса рухнула, а трепетное ожидание сменилось разочарованием и жалостью. На лице его появилась горькая улыбка, а по щекам прокатилось несколько слез. «Хорошо, что никто меня не видит в этом тумане». Но уж если кто и мог тут его увидеть, так это какой-нибудь монстр. Во всяком случае, Джеймс радовался, что до сих пор не встретился ни с одним из них. Он спускался по каменным ступеням, пока вновь не оказался на дорожке. По краям дорожки располагались перила, за которыми простиралась бесконечная белая пустота. Вездесущий туман полностью скрывал вид на озеро, нарушая тем самым потрясающий пейзаж. Джеймс погрузился в воспоминания, пока не возродил в своей памяти те моменты, когда они с Мэри любовались поблескивающей на солнце водной гладью. Образ этот оказался таким же ярким, как и в тот день, когда все произошло. И неудивительно, если учесть, как одержим он был ею в то время. Обводя взглядом пустую аллею, Джеймс улавливал дрожащие образы своей умершей жены. Он помнил ее такой, какой она была в тот самый день. Он думал тогда, что даже прекрасный закат, отражавшийся в озере, не шел ни в какое сравнение с ее потрясающей фигурой и излучающей свет улыбкой. До боли знакомый силуэт возник у него перед глазами из тумана. Джеймс видел его будто наяву. Как зачарованный, он смотрел на него до тех пор, пока образ Мэри не стал тускнеть и удаляться в туман.
Что-то странное было в том, как она держалась за перила. Быть может, это не иллюзия? Джеймс не верил своим глазам. «Мэри, это ты?» С глубоким изумлением он смотрел на нее и неуверенно подходил ближе. Женщина повернулась к нему. Ее лицо он бы ни с кем не спутал. Ее ослепительная красота никогда не покидала его мыслей, даже столько лет спустя. «Мэри?» – переспросила женщина. «Кто такая Мэри? Твоя девушка?» За исключением цвета волос, она ничем не отличалась от Мэри. Даже голос ее был таким же. Джеймс смотрел на нее так пристально, что просто пожирал ее глазами. «Нет, моя жена. Она умерла. Но вы выглядите прямо как она». Но чем дольше он смотрел на нее, тем больше различий находил между этой женщиной и своей женой. Женщина носила яркую и даже откровенную одежду, в то время как Мэри предпочитала одеваться более сдержанно. И если бы это и вправду была Мэри, то она была бы так же рада его видеть, как и он ее. Кроме того, Джеймс не думал, что Мэри стала бы вести себя так вызывающе. Это противоречило ее скромной натуре. «Бог ты мой, это самый унылый подкат, что я когда-либо слышала, если, конечно, ты это не всерьез. Но все же спешу тебя огорчить. Меня зовут Мария. Я не твоя жена, и уж тем более я не призрак. Видишь?» Она взяла Джеймса за руку. Этот жест больше походил на флирт, будто ей было привычно находиться в мужском обществе. «Я слишком теплая для мертвеца. Как думаешь?» Джеймс был шокирован ее нежным прикосновением. Хотя он прекрасно понимал, что это другой человек, он вздрогнул, ведь это напомнило ему о том, как он точно так же держал за руку Мэри. Не глядя ей в глаза, он отпустил ее руку. «Извините, должно быть, я ошибся». Он отвернулся от нее и пошел дальше. Но оставлять Марию, так похожую на его жену, для него казалось равносильным бросить здесь Мэри. «Эй, ты куда?» Донесся до него голос Марии. «Искать жену», — ответил Джеймс, вновь повернувшись к ней. Но она догнала его и теперь шла рядом. «Ты же сказал, что она мертва». «Да, уже как 3 года, но она прислала мне письмо. Написала, что ждет меня в Сейленд-Хилле, в нашем особом месте». «Ты что, шутишь? Ты получил письмо от своей мертвой жены? Уверен, что это не чья-то тупая шутка?» «Можешь смеяться. Я знаю, что это звучит как бред сумасшедшего, но я вправду хочу верить в это. Хочу верить, что Мэри жива». Так значит, парк и есть ваше особое место?» «Я думаю, что да». «Не хочу тебя расстраивать, но кроме меня здесь никого нет. Уж я-то знаю. Я здесь уже довольно давно. Есть еще какие-то идеи?» То, как она, ни на секунду не замолкая, лезла в его личные дела, начинало действовать Джеймсу на нервы. Эта женщина не была его женой, и все же образ Мэри, смотрящей на озеро, еще не покинул его сознание. Ну, была еще гостиница, не помню ее название, Лейк что-то... Лейквью? Она самая. Ну, так пошли. Джеймс не торопился следовать за ней. «Ты живешь неподалеку?» «Нет, но я хорошо знаю это место. А что?» «Ты не в курсе? Здесь повсюду бродят какие-то странные существа, а все жители куда-то пропали. Если ты так хорошо знаешь это место, то объясни мне, что происходит в этом городе. Откуда вообще взялись эти монстры?» Мария пожала плечами. «Я сама не знаю. Все вдруг просто исчезли, и я осталась здесь совсем одна. Как бы там ни было, нам в эту сторону». Она схватила его за руку и пошла вперед. «Сейчас нам нужно добраться до гостиницы, и я могу показать тебе дорогу». «Погоди, зачем мне вообще брать тебя с собой?» «Ну, ты же сам сказал, что я похожа на твою жену. А если так, то разве ты сможешь бросить меня здесь, в одиночестве?» Спросила Мария, очаровательно улыбнувшись. Учитывая низкую видимость из-за тумана и общую опасность сложившейся ситуации, Джеймс не горел желанием приглядывать еще и за кем-то,
кого совсем не знал. Особенно за ней. Один он в случае необходимости сможет просто сбежать от опасности. Она же будет его тормозить. Вскоре после того, как они вышли из парка, из тумана на них вышел манекенообразный монстр. Джеймс легко с ним справился, хотя ему и пришлось потратить последние патроны. Что он будет делать, когда в следующий раз окажется окружен этими существами? Ай! — сердито пожаловалась Мария. Осторожней в следующий раз. Не хочу пострадать здесь из-за тебя. Джеймс осмотрел ее рану. Кровь тонкой струйкой текла из пореза по ее плечу. «Извини». Монстр всего лишь поцарапал Марию, но Джеймс все равно чувствовал нужду извиниться. Она была ему симпатична, но он не собирался выслушивать ее преувеличенные жалобы. И все же само ее присутствие путало его до такой степени, что он просто не знал, как реагировать на то, что она говорит. Тем более, когда говорила она голосом Мэри. Как бы там ни было, если он собирался защищать Марию, ему нужно было отыскать еще патронов. Причем, как можно быстрее. Но вряд ли он сможет наткнуться на торговца оружием в тихом жилом районе вроде этого. Джеймс осмотрелся по сторонам, стараясь разглядеть хоть что-нибудь в этом тумане. Он увидел заправочную станцию. Подойдя ближе, он с сожалением заметил, что вход в здание был наглухо заперт. Однако на глаза ему попалось нечто странное, что привлекло его внимание. Кто-то бросил машину посреди станции, не дозаправив ее до конца. Но главная странность заключалась не в этом. Длинная железная труба была воткнута прямо в капот автомобиля. Скорее всего, это произошло из-за суматохи, которую вызвали монстры. Джеймс решил, что раз уж он смог убить монстра деревянной доской, то и из железной трубы выйдет достойное оружие. Он забрался на капот брошенного автомобиля и изо всех сил потянул ее на себя. Его усилия оказались не напрасными, и он смог вытащить трубу наружу. Эй, аккуратнее размахивай этой штуковиной. И постарайся случайно меня не задеть, сказала Мария, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. Она вела себя очень грубо для человека, который заявляет, что хочет помочь. Вдвоем они двинулись дальше на запад по Нейтон-авеню. Посмотри туда. Видишь, там находится историческое сообщество. Мария указала пальцем вправо от дороги. Джеймс увидел небольшое здание, неплохо вписывающееся в общую панораму маленького городка. Он очень сомневался, что внутри можно найти что-нибудь интересное. Чуть дальше будет мост. Нам нужно его пересечь и затем свернуть на Сандфорд-стрит. Пойдем по этой улице и в конце концов доберемся до гостиницы. «Как думаешь, долго туда идти?» – спросил Джеймс. Когда он был здесь в последний раз, то передвигался в основном на автомобиле, и расстояние не было для него проблемой. Идти нам еще далеко. Как-никак, нам нужно перебраться на ту сторону озера. Вот как. Джеймс раздраженно вздохнул. Судя по всему, Мария не отстанет от него до тех пор, пока они не доберутся до гостиницы. А это случится еще не очень скоро. Однако вскоре выяснилось, что защита Марии была наименьшей из его проблем. В том месте дороги, где должен был начинаться мост, была огромная глубокая дыра. Мост обрушился. И что дальше? Неужели эти монстры уничтожили и его? Или мост взорвали люди, в панике покидавшие город? Из-за перекрытой на ремонт дороги, мост был единственным способом спастись. «Что теперь будем делать?» – спросила Мария. Казалось, что ситуация ее больше забавляет, нежели разочаровывает. «Другого пути больше нет». Ошарашенный увиденным, Джеймс свесил голову. Он не мог придумать ни единого способа, как преодолеть это препятствие. На углу улицы он заметил нечто, похожее на лежащее тело. Снова убитый монстр? Джеймс подкрался ближе, чтобы лучше его рассмотреть, и, к своему удивлению, обнаружил, что был это еще один человеческий труп. Он сжимал что-то в своей бледной руке. Подавив отвращение и нагнувшись над трупом,
Джеймс вырвал предмет из его холодных пальцев, стараясь не прикасаться к мертвой плоти больше, чем это было необходимо. Предметом оказалась карта Сайленд-Хилла. С картой в руках Джеймс отошел от гниющего трупа и вернулся к ожидавшей его Марии. Развернув бумагу, он увидел, что одно из зданий было отмечено крестом, нанесенным чем-то похожим на кровь. «Здесь боулинг находится», — пояснила Мария, глядя на карту из-за плеча Джеймса. «Это как раз через дорогу от той заправки, где мы останавливались». «Да, но почему оно отмечено? Что особенного в этом месте?» «Это всего лишь боулинг, причем не самое популярное место. Там редко кого-либо встретишь». «Ну, давай проверим, что там. Чтобы найти другой путь до гостиницы Лейквью, им все равно придется разворачиваться и идти обратно в город. Так почему бы по дороге не проверить боулинг? Тот человек на дороге рисковал жизнью и умер, сжимая в руках эту карту. Так что, может быть, в ней была разгадка всех этих странных событий. А может быть, в глубине души надеялся Джеймс, это Мэри с помощью карты как-то пытается указать мне правильный путь». Вернувшись в город, двое отыскали Боул-О-Раму Пита, здание боулинга, отмеченное кровавым крестом. Когда Джеймс открыл дверь и собирался войти внутрь, Мария вдруг произнесла: «Я здесь подожду. Ты там и без меня справишься, ведь так, Джеймс?» «Что, передумала?» «Ненавижу боулинг». «Да? Может, ты просто боишься? Не переживай. Если мы там наткнемся на каких-нибудь монстров, то будь уверена, я с ними справлюсь. Хотя, если там и вправду так опасно, то одному мне будет проще». «Я не против», — ответила Мария и непринужденно оперлась о стену. Джеймс вошел в темную комнату, и дверь плотно захлопнулась за ним. Казалось, что здесь был один единственный источник света. Желтое свечение долетало до Джеймса из самой глубины здания. Он смог разобрать голоса двух человек, разговаривающих где-то в полумраке. «Грабитель? Убивал кого-нибудь?» «Не, ничего такого. Я не настолько ужасный человек». «Что? Но ведь это так скучно. За тобой когда-нибудь гналась полиция?» «Не связывался я никогда с копами. Я просто сбежал, потому что испугался». «Но если кто-то на тебя злится, то почему бы просто не попросить прощения? Это всегда помогает». «Это бесполезно. Никто никогда не простит такого, как я». Джеймс не только узнал голоса обоих говорящих, но также узнал и лицо той, что была помладше. Это была та самая девочка, которую он встречал ранее. Джеймс бегом направился в их сторону, но девочка, наверное, испугавшись звука приближающихся шагов, убежала и спряталась где-то в темном углу комнаты. Включив фонарик, Джеймс осветил одну за другой дорожки для боулинга, тщетно пытаясь ее разыскать. «Эдди!» – позвал Джеймс второго говорящего. За столом в свете небольшой походной лампы сидела крупная фигура. Он с чавканьем поедал кусок пиццы, которую доставал из коробки, лежащей на столе. «А ты кто?» – спросил он с набитым ртом, удивленно глядя на Джеймса. «Я Джеймс, помнишь? Мы встречались с тобой в апартаментах». «А, да, ты тот парень». «Это девочка, которая убежала. Кто она?» «Ты что, из больницы? Хочешь поймать Лору?» «Не совсем. Я просто хочу спросить». «А, Лора, да? Я просто хочу спросить Лору кое о чем». Легкие семенящие шаги эхом пронеслись по комнате. «Пока-пока», — раздался насмешливый голос Лоры. Джеймс тут же лучом фонарика попытался найти ее, однако девочку нигде не было видно. «Она, должно быть, побежала на улицу. Пошли, Эдди, нам нужно найти ее». Давай потом». «Ты не пойдешь за ней? Ты же ее опекун. Там снаружи куча всяких монстров, а ты собираешься жрать пиццу вместо того, чтобы помочь ей?»
Опекун? Мы с ней случайно встретились по дороге в Сайленд-Хилл. Я ее сюда силой не тащил. Даже если так, ты все равно обязан приглядывать за ней. Да ничего с ней не случится. Если я с ней пойду, то она постоянно будет жаловаться, что я ей только мешаю. Ладно, забудь. Разозлившись на Эдди за его безразличие и устав от их бесполезного спора, Джеймс развернулся и направился к выходу. Эдди все это казалось по барабану, так как он просто вернулся к своей неспешной трапезе. «Давай, жри свою дурацкую пиццу. Надеюсь, что монстры сожрут тебя следующим, жирный придурок». Мария ждала его снаружи. «Мария, ты не видела здесь маленькую девочку?» Да, она побежала туда. Я хотела догнать ее, но она удрала. Мария указала на переулок, который вел на юг от Нейтон-авеню и уходил за здание боулинга. Однако, когда они свернули туда, то оказались в тупике. Путь им вновь преграждала кирпичная стена, а Лоры нигде не было видно. Она, наверное, пролезла здесь и побежала на Кэрол-стрит. Между двумя зданиями был небольшой узкий проем. И ребенок пролез бы здесь с трудом, не говоря уже и о взрослом. В обход можно как-нибудь пройти? Ага, иди за мной. Мария двинулась в сторону двери, находившейся у нее за спиной. Это был черный вход в одно из зданий. Выглядел он многообещающим, однако... Это бесполезно. Дверь заперта. Да ладно. Из кармана юбки Мария достала ключ, который идеально подходил к дверному замку. Что за урод? Даже если Лора и была в порядке, мысль о том, что Эдди продолжает сидеть в пустом боулинге и беззаботно набивает брюхо пиццей, бесила Джеймса. Он не мог понять, как вообще можно было так поступить. Как можно было закрыть глаза на то, что беззащитный ребенок бродит в одиночестве по забитым монстрами улицам заброшенного города. Но еще более странным казалось то, как безрассудно Лора относилась к опасности, словно она не видела никаких монстров. Как ей удается вести себя, будто здесь нечего бояться? Сомневаюсь, что я смогу так же, даже если очень постараюсь. В глубине души он завидовал Лоре. Зависть его была подобна ужасной, огромной собаке, страдающей от бешенства и кусающей все, что попало. У Джеймса была храбрость. Правда, она больше была похожа на безрассудство. Я всей душой ненавижу эту слабость. Я не хочу выходить на улицу. Я хочу остаться внутри и заколотить все двери. Одному быть лучше всего. Не хочу, чтобы кто-нибудь еще пострадал. Из-за меня. «Добро пожаловать в божественную ночь. Я тут раньше работала», — сказала Мария. Войдя через черный вход, они поднялись по ступеням и, наконец, оказались в самом баре. Вдоль сцены располагались сидячие места. Должно быть, здесь устраивали какие-то представления. «Видишь ли, я здесь танцевала». «Теперь все встало на свои места», — решил Джеймс и покачал головой. Это объясняло ее прическу и предпочтение в яркой, вызывающей одежде. Скорее всего, она мечтала выступать в модных клубах где-нибудь в Голливуде или на Бродвее, но каким-то образом оказалась в этом богом забытом баре на окраине города. И нечего удивляться, что подобное место не сделало из нее изысканную леди. «Ты что-то совсем притих. Представляешь, как я танцую на этой сцене?» Рассмеялась Мария, поддразнивая Джеймса. Он оправдался, сказав в ответ что-то невразумительное и неоднозначное. По правде говоря, Мария была абсолютно права. Но думал он о ней совсем не по тем причинам, на которые она намекала. Истина была куда больнее. Мысль о том, что женщина, так похожая на Мэри, вынуждена танцевать в такой откровенной одежде на глазах у толпы мужиков, будто сама Мэри подвергалась такому публичному унижению. Словно сотни чужих любопытных глаз наблюдают за ней, прикованной к больничной кровати. Чтобы отогнать эти мрачные мысли,
Джеймс подошел к барной стойке. Зайдя за нее, он обыскал нижние ящики. Как он и надеялся, там оказалось оружие, которое хранилось в баре в целях безопасности. Оружие было автоматическим и вмещало 15 патронов. Но на этом удача Джеймса закончилась, ибо запасных патронов нигде не было. Он засунул найденное оружие за пояс и выкинул пистолет, которым пользовался раньше. На секунду он задумался над тем, что ему делать с трубой, которую добыл с таким трудом. В конце концов, он решил, что лучше ее оставить и по возможности как можно чаще использовать в бою, чтобы сохранить драгоценные патроны для более сложных ситуаций. Что ж, не похоже, что девочка прячется здесь. Зуб даю, что она уже добежала до противоположной стороны здания, сказала Мария, открыв главный вход и приглашая Джеймса следовать за ней. Вдвоем они спустились по еще одной лестнице и вновь оказались на туманной улице. В северном направлении дорога опять была перекрыта из-за ремонтных работ. Куда еще могла побежать девочка? «Эй, сюда!» — крикнула Мария, указывая в противоположную сторону дороги, где в тумане на секунду показался тонкий силуэт. Голос Марии привлек девочку, и она в спешке забежала в ближайшее здание. Не тратя ни секунды, Джеймс и Мария последовали за убегающим ребенком и оказались у двери здания, в котором скрылась девочка. Табличка над входом гласила: «Больница Брукхейвен». Дверь была слегка приоткрыта, словно приглашая их внутрь. Глава 4. Истории болезней. Что маленький ребенок вроде Лоры может делать в таком месте? В больнице Брукхейвен не было абсолютно никаких признаков жизни, а в коридорах царил дух тишины и безысходности. Вокруг не было видно ни души. Все освещение в холле было выключено, из-за чего создавалась мрачная и пустая атмосфера, словно здание было заброшено уже не первый год. Несмотря на это, коридоры были безупречно чистыми, свободными от пыли и следов разрухи, будто персонал продолжал безустанно трудиться и сохранял здание в приличном состоянии. Складывалось впечатление, что убирались они здесь совсем недавно. Больница была достаточно большой, со множеством палат для многочисленных пациентов, которые, по идее, должны были находиться в кроватях. Но куда все подевались? Джеймс начал обыскивать первый этаж. Мария держалась слишком близко к нему, и он уловил слабый аромат ее духов. Это напомнило ему о жене, и Джеймс ощутил приступ вины. Лоры нигде не было. Она забежала в здание больницы, потому что наверняка знала, что они преследуют ее, и поэтому вряд ли рискнет спрятаться на первом этаже. «Пошли дальше!» «Хорошо». Пока они поднимались по едва освещенной лестнице, Джеймсу на ум пришла интересная мысль. Он был так сосредоточен на поисках Лоры, что раньше и не задумывался, но теперь эта мысль не давала ему покоя. Почему Мария ни разу не спросила его, что это за девочка? Она знала, что Джеймс ищет жену, но он никогда не рассказывал ей ни о Лоре, ни о ее письме. Но, несмотря на это, Мария без каких-либо вопросов помогает ему поймать эту маленькую девочку, как будто знает, в чем ее важность. Конечно, Мария была из тех людей, кто любит совать свой нос в чужие дела, но это уже было чересчур, особенно если учесть всю опасность сложившейся ситуации. Оказавшись на втором этаже и дойдя до пересечения с другим коридором, Джеймс, недолго думая, свернул налево. Мимоходом он взглянул на Марию, которая нервно вцепилась ему в руку. Если его так беспокоят мотивы ее действий, почему бы не спросить ее об этом прямо сейчас? В голове он пытался сформулировать вопрос, но все равно не решался задать его, будто боялся сказать что-нибудь не то. Именно эта неопределенность, засевшая у него в душе вместе с другими неприятными эмоциями, и мешала ему свободно общаться с Марией. Это было так странно, что... «Берегись!»
Безумный вопль Марии вернул Джеймса к реальности. Она изо всех сил дернула его назад, чуть было не повалив на пол, когда длинный предмет просвистел возле него в темноте. Металлическая труба, которая точно бы проломила ему голову, с глухим грохотом ударилась о покрытый линолеумом пол в нескольких дюймах от него. Нападавший, кем бы он ни был, явно был настроен всерьез. Неизвестный противник поднял трубу с пола и, замахнувшись, вновь попытался атаковать, но в этот раз Джеймс оказался готов и блокировал удар собственной трубой. Из-за мощной атаки рука Джеймса заныла от тупой боли, а пустые коридоры наполнил резкий, режущий слух звук удара металла об металл. «Кто ты?» – прокричал Джеймс, стиснув зубы. Они держали орудия скрещенными, и его соперник вынужден был подойти поближе. Свет фонарика осветил его. Фигура нападавшего была похожа на человеческую настолько, что издалека его можно было спутать с мирным жителем, но при более близком контакте открывалась его истинная натура. Это был монстр, одетый в белый халат и выглядящий как медсестра. Чудовище в ней выдавало уродливое лицо, опухшее до неузнаваемости, и посеревшая, разлагающаяся кожа, делающая ее похожую на оживший труп. От нее исходило омерзительное зловоние гниющих останков. Под гротескной внешностью существа скрывалась потрясающая сила, но все же разлагающееся тело было слишком хрупким и не могло долго сражаться. Вскоре медсестра оказалась на полу. «Давай, добей ее!» – прокричала Мария, прячась за спиной Джеймса. Зачем она это кричала? Конечно же, он собирался прикончить монстра, и как можно скорей, ведь медсестра уже пыталась подняться на ослабшие ноги. Но если это правда, то почему я не могу решиться? Это всего лишь монстр. Если я не убью его, то он убьет меня. Но что если я не прав? Вдруг это обычная медсестра, которой просто не повезло, и она просто подхватила инфекцию от какого-то заразного больного. И теперь она, доведенная до безумия, шатается по больничным коридорам, напуганная и не понимающая, хотят ли ей помочь или навредить. Если судить по ее внешности, то, скорее всего, она испытывает и сильнейшую физическую боль. Взглянув на ситуацию под таким углом, Джеймс начал даже испытывать жалость. Ведь в таком случае это будет просто убийство из жалости, так? Казалось, что своими криками Мария хотела приободрить Джеймса, словно знала, какие сомнения одолевают его. Медсестра вновь стояла на ногах и крепко сжимала ржавую трубу своими серыми руками. Джеймс собрался с духом и отбросил прочь терзавшую его нерешительность. Для кого угодно, будь он так изуродован, жизнь стала бы настоящей мукой. Монстр или человек, смерть для него – лучшее решение. Джеймс занес стальную трубу над головой и со всей силы обрушил ее на медсестру. Ее череп раскололся под тяжестью его удара, ее ноги подкосились, и она снова повалилась на пол. Только в этот раз она уже не шевелилась. Джеймс молча стоял, не отрывая взгляда от поверженного монстра. От удара кровавые брызги разлетелись по коридору, и теперь их покрывала темно-красная лужа, вытекающая из-под валявшегося на полу тела. «Я ведь все сделал правильно, не так ли?» Даже если он и верил в это, на душе у него все равно было паршиво. Мария положила руку ему на плечо. «Джеймс, ты сделал то, что должен был», — утешила его Мария, опять, словно зная, что он сейчас чувствует. В то время как первый этаж был практически полностью пуст, второй и третий были забиты агрессивными медсестрами и странными манекенообразными существами. Пока Джеймс стоял над телом очередной забитой насмерть медсестры, в голову ему пришла мысль, от которой внутри у него все перевернулось. Что если, как и безумные медсестры, все жители Сайленд-Хилла оказались зараженными этим адским вирусом? Это легко можно объяснить утечкой какого-нибудь биологического оружия с секретной военной базы
и попаданием его в местную систему водоснабжения. Медсестры и манекены, несмотря на свой вид, все же имели достаточно узнаваемые женские черты. Так возможно, что безрукие монстры когда-то были мужчинами, но их тела окончательно деформировались спустя долгое время. Если это и вправду так, то Джеймс не должен испытывать угрызения совести, убивая их одного за другим. Ведь это акт милосердия. Он всего лишь прерывает их мучения. Мысль о том, что я им помогаю, это самообман. Всего лишь оправдание. Будто я бегу от чего-то. Но от чего? «Джеймс, подожди», — сказала Мария, отрывая Джеймса от его мрачных мыслей. Она перестала поспевать за ним, и чтобы окончательно не отстать, ей пришлось перейти на быстрый шаг. Он совсем забыл, что Мария была с ним, хотя и должен был защищать ее. «Я совсем выдохлась». Лицо Марии побледнело, и казалось, что она вот-вот задохнется. «Это всего лишь простуда. Я и с утра себя не очень хорошо чувствовала. Просто забыла об этом, когда увидела, что все жители куда-то пропали». Джеймс нахмурился. Он ощутил некое чувство дежавю, за которым незамедлительно следовала печаль. С этого все и началось. Когда Мэри сказала ему, что это всего лишь простуда. «Тебе лучше немного передохнуть». Обеспокоенный, он в спешке начал искать для нее безопасное место. Стараясь не шуметь, он исследовал ближайшую комнату СО3 и, убедившись, что в ней никого нет, завел Марию внутрь и бережно уложил в кровать. «Я пойду дальше и удостоверюсь, что на 3-м этаже безопасно. Потом я попытаюсь отыскать Лору. Думаю, она может знать, где Мэри. Уверена, что одна ты будешь в порядке?» «Да», — слабым голосом ответила Мария. Перед тем, как Джеймс развернулся и ушел, она схватила его за руку. «Эй, Джеймс, если ты найдешь Мэри, что ты сделаешь?» «Я не знаю», — он тихо покачал головой. Неопределенность засела в сознании Джеймса, и он начал сомневаться сам в себе. Заглянув в пустой офис на 1-м этаже, Джеймс неосознанно обратил внимание на кипу бумаг. Содержание подобных документов до сих пор тяжелым грузом лежало у него на душе и, словно коррозия, медленно пожирала его мысли. Это были записи врача по какому-то конкретному пациенту. Предпосылки к его болезни есть у каждого человека, и при правильных обстоятельствах любой мужчина или женщина может, подобно ему, оказаться по другую сторону. Другая сторона, возможно, не самая удачная формулировка, ведь здесь и там не разделены какой-то стенкой. Это состояние находится на границе, где пересекаются реальное и нереальное. Это место одновременно далекое и близкое. Некоторые даже не считают это болезнью. Я не могу с этим согласиться, ведь я врач, а не философ и даже не психиатр. Но иногда я вынужден спросить себя, это правда, что для нас его фантазии не более чем продукт беспокойного рассудка, но для него это единственная существующая реальность, и в ней он счастлив. Так почему же, я спрашиваю себя, почему, чтобы вылечить его, мы должны сквозь боль и муки возвращать его в мир нашей реальности? Записи эти более походили на личные мысли врача по поводу психического здоровья одного из пациентов, чем на конкретный медицинский диагноз. О каком пациенте шла речь? «Быть может, в них говорится обо мне?» Джеймс вздрогнул, но тут же отверг эту мысль. «Нет, этого не может быть. Но все это безумие, что творится в Сайленд-Хилле, исчезнувшие жители, странные монстры, все это было слишком дико, даже для чьего-то воображения». Снова Джеймс потряс головой, стараясь отогнать эти мысли. Возможно, реальность была столь же абсурдной, что и фантазия. В конце концов, и Мария, и Энджела, и Эдди, все они также видели чудовищ. А у Лоры вообще было письмо от Мэри. Такая молодая девочка никак не могла познакомиться с Мэри более 3 лет назад.
Как бы там ни было, прямо сейчас ему надо сосредоточиться на поисках Лоры, а не расхаживать по больнице, мучая себя мрачными мыслями. Надежда на то, что девочка сможет доказать ему, что Мэри еще жива, отводила на второй план все его тревоги. Третий этаж также оказался пустым, и Джеймс решил проверить крышу. К своему удивлению, он обнаружил, что на улице уже наступила ночь. Находясь в здании, он этого даже не заметил. Неужели он уже столько времени потратил на поиски? Но, если честно, то мрачное ночное небо не сильно чем отличалось от темных больничных коридоров. Сквозь тьму и туман нельзя было разглядеть хоть что-нибудь, даже звезды были полностью скрыты от глаз. Джеймс обошел всю крышу, освещая фонариком каждый объект, за которым могла бы спрятаться маленькая девочка. Лоры нигде не было, но вместо нее Джеймс заметил какой-то предмет, лежащий у самых перил и, вероятно, забытый кем-то из сотрудников. Он поднял его. Это был чей-то дневник. Его обложка промокла от дождя и превратилась в лохмотья. Джеймсом овладело любопытство, и он открыл первую страницу. Текст был слегка размытым, но все же читабельным. 9 мая. Дождь. Весь день смотрел в окно. Здесь спокойно. Заняться нечем. Мне по-прежнему запрещают выходить наружу. 10 мая. Дождь не кончается. Немного поговорил с врачом. Стали бы они помогать мне, не будь у меня семьи, которую нужно кормить. Я знаю, что я слаб и жалок. Не всем дано быть сильными. 11 мая. Снова дождь. Сегодня меня стошнило от лекарств. Если мне становится лучше только через муки, то кто же я вообще такой? 12 мая. Как всегда дождливо. Я не хочу больше доставлять никому никаких неприятностей, хотя и понимаю, что в любом случае я останусь обузой. Я сбежал, когда должен был продолжать бороться. Неужели это настолько ужасный грех? Многие так считают, но они и понятия не имеют, что значит жить моей жизнью. Возможно, я покажусь эгоистом, но это то, что я хочу. Сейчас мне слишком тяжело. Слишком тяжело. 13 мая. На улице ясно. Доктора сказали, что меня выписывают, что я могу идти домой. На этом записи обрывались. Дневник, должно быть, принадлежал кому-то из пациентов. Если им окажется тот же пациент, о котором говорилось в записях врача, то все переживания Джеймса станут безосновательными. Очевидно, что больной излечился и был выписан из больницы, а значит, в тех заметках речь явно шла не о Джеймсе. Но что если больной перенес рецидив? Что если он забыл о своем прошлом и вновь вернулся в мир фантазий? Что если в его воображении реальность представлена бесконечным лабиринтом нескончаемых кошмаров? Громкий звук пронзил ночной воздух, словно символизируя крушение всех надежд Джеймса. Это был громкий скрежет, будто по бетонной крыше тащили что-то тяжелое и металлическое. Джеймс еще даже не повернулся в сторону звука, но уже знал, кого там увидит. «Давай, урод, попробуй меня схватить!» С вызовом прокричал Джеймс, достав из-за пояса драгоценное оружие. В этот раз он не боялся столкнуться лицом к лицу с пирамидоголовым монстром. Он уже дважды одерживал верх над этим чудовищем, но причиной его уверенности была не только в этом. Куда важнее было то, что сейчас он подвергал сомнению саму реальность этого существа. Отвратительная тварь, подобная этой, просто не может существовать в действительности. Но может ли он быть частью его больного воображения? В любом случае, скоро он все узнает. Абсолютно беззащитный, если не считать автомата, Джеймс стоял перед громадным монстром. Если это просто галлюцинация, то здоровенный тесак окажется всего лишь бумажной игрушкой. Пустое лезвие пройдет сквозь него, не оставив и царапины. Монстр медленно поднял свой нож, явно намереваясь разрубить свою жертву пополам.
Храбрость Джеймса улетучилась, и он отступил назад, но спина его уперлась в сетку забора, лишающего его последней возможности спастись. Металлическая рама забора была ржавой и хрупкой, и начала прогибаться под весом Джеймса. Наконец она проломилась и повалилась с крыши, утягивая его за собой. Лезвие внушительного меча задело его по кончику носа перед тем, как Джеймс провалился во тьму и туман. Казалось, целую вечность Джеймс провалялся на полу, уставившись на сквозную дыру в потолке. Обломки были разбросаны по всей темной комнате. Крыша в этом месте, должно быть, прогнила настолько, что провалилась под тяжестью его веса. Спина его болела от столь внушительного падения, однако сейчас это беспокоило его в последнюю очередь. Пирамидоголовый не последовал за ним, а значит, хоть и ненадолго, но Джеймс вновь оказался в безопасности. Используя стальную трубу в качестве трости, Джеймс поднялся на ноги и осмотрел комнату. Он оказался на 3-м этаже, в крыле особого режима. Вдоль стены располагались несколько дверей, каждая из которых вела в небольшую изолированную палату, где содержались пациенты с серьезными психическими отклонениями. Горькая ирония развеселила Джеймса, но, рассмеявшись, он ощутил колющую боль в спине. Осторожно прокравшись по коридору, Джеймс тихонько заглянул в комнату С-03. Мария спала крепким сном младенца. Теперь, когда поблизости расхаживал пирамидоголовый монстр, Джеймс еще больше переживал за ее безопасность. Но даже если она, несмотря на свое состояние, сможет продолжить путь, что они будут делать, когда вновь наткнутся на монстра? Для нее так будет еще опаснее. Оставив спящую Марию, он отошел от комнаты и направился к лестнице. Ему еще оставалось проверить подвал. Легче всего до подвала можно было бы добраться на лифте. К сожалению, единственный лифт, который Джеймс смог отыскать, оказался нерабочим, и теперь нужно было искать другой путь. Он дошел до двери, ведущей к пожарной лестнице, но та оказалась заперта на замок. Где-то в здании должен храниться ключ. Возможно, в каком-нибудь кабинете. Джеймс пошел на 1-й этаж. Тело его все еще ныло после падения. Перед глазами у него промелькнул чей-то силуэт. Небольшая фигура с развивающейся юбкой пронеслась по больничному крылу. Это Лора! И она опять пыталась сбежать. Джеймс забежал в коридор, в котором скрылась девочка. Коридор этот вел прямо и заканчивался тупиком. А если учесть, что и лифт, и пожарный выход оказались бесполезными, бежать девочке было больше некуда. Проскочив в первую же комнату С2, Джеймс ее сразу же нашел. «Хватит прятаться! Выходи!» Весело хихикая, девочка выглянула из-под кровати. Ну вот, ты меня нашел. Ты ведь не будешь меня маять, да? Неужели все это время Лора убегала от него только потому, что играла в догонялки? Он, рискуя жизнью, пытался отыскать эту девочку, а для нее это всего лишь было игрой. Силы Джеймса были на исходе. «Пожалуйста, Лора, хватит убегать». Эй, откуда ты знаешь мое имя? Эдди сказал мне. Тупой жирный предатель! Прокричала Лора, и ее лицо скривилось от негодования. «Я просто хочу спросить, откуда ты знаешь Мэри? Мэри Шепард Сандерленд». А какая разница? «Потому что мне нужно знать», — строго произнес Джеймс. Лору, казалось, удивил его серьезный тон. А если я не скажу, ты ударишь меня? «Нет, я никогда не стану тебя бить». Мы с Мэри дружили, когда меня перевели в другую больницу. «Что? Когда это было?» В прошлом году. «Врешь! Год назад Мэри уже была...» Ты врешь! Ты все равно не поверишь ничему, что я расскажу. И опять Джеймс не нашел ничего, кроме разочарования. Лора явно не собиралась рассказывать ему всю правду. Но что такая маленькая девочка могла скрывать? Неужели что-то плохое произошло между ней и Мэри?
Ладно, нам надо уходить отсюда. Маленьким детям небезопасно находиться здесь одним. В этом городе везде опасно. Удивительно, что ты до сих пор не пострадала. С чего вдруг я должна пострадать? Этот город чертовски тихий и скучный. Теперь, когда он нашел Лору, Джеймс мог вернуться за Марией на 3-й этаж. Как только они покинули комнату, Лора сказала: Погоди, мне нужно зайти в одно место. «Давай потом, ладно? Нам нужно торопиться». Но мне нужно взять кое-что важное. Это письмо от Мэри. Джеймс стал как вкопанный. Инстинктивно он обернулся и взглянул на девочку, державшую его за руку. Пытаясь подмазаться к Джеймсу, Лора одарила его самой милой улыбкой, которую только могла изобразить. Но весь ее эффект был разрушен, как только Лора, подобно капризному ребенку, протянула: Ну, пожалуйста, это совсем рядом. Табличка на двери перед ним гласила: «Процедурный кабинет». Должно быть, сюда они отправляли пациентов, что прибывали на скорой помощи. У дальней стены в несколько рядов были расставлены кровати. Помимо этих кроватей, в палате была лишь прибитая к стене полка, на которой было разложено множество всевозможных препаратов и медицинского оборудования. Это точно та комната? Ага, оно вон там, Где? на полке, у самой стенки. Джеймс вошел в процедурную. Он успел пройти лишь полпути до полки, когда вдруг услышал стук захлопнувшейся за ним двери. «Лора?» Он обернулся, боясь, что с ней что-то случилось. В ответ на это он услышал веселый смех, доносящийся снаружи комнаты. Хе-хе-хе, попался. Поверить не могу, что ты на это купился. Что ты делаешь? Лора, пожалуйста, открой дверь. Джеймс кинулся к выходу и начал дергать за ручку, но дверь каким-то образом оказалась заперта снаружи. С чего бы? Я ведь всего лишь маленькая лгунья. Ты сам так сказал. Ну же, открой. А ты вежливо попроси, если хочешь, чтобы я открыла. Лора, послушай, я не шучу. Здесь небезопасно. Ты можешь наткнуться на монстра. Пожалуйста, тебе не стоит разгуливать одной. Не хочешь вежливо просить? Уверен? Тогда я, пожалуй, не стану открывать. Посиди-ка тут немного. Низкий, угрожающий рев донесся откуда-то из темных глубин процедурной. Лора! Лора! Не переставая колотить в дверь, Джеймс, трясущейся рукой, снял с шеи фонарик и нервно осмотрел всю комнату. Потолок. Что-то свисало с потолка. Открой дверь! Сейчас же! Но неважно, как громко он кричал или как сильно бил, дверь не поддавалась. Лора, наверное, сбежала куда-то и оставила Джеймса наедине с тем, что скрывалось в тени комнаты. Он вновь попытался осветить существо лучом фонарика. То, что он увидел, оказалось чем-то вроде огромного темно-серого мешка. Оно лениво подбиралось ближе, а его движения больше походили на движения слизняка. Это существо не было похоже ни на что из того, что Джеймсу доводилось когда-либо видеть. Уродливо странный монстр, напоминавший по форме маятник. Его тело представляло собой мягкий, обрюзгший кусок мяса, будто наполовину переваренный в чьем-то желудке человек, подвешенный к потолку металлической прямоугольной рамой. Монстр был ничем иным, как бесформенной кучей гниющей кожи и мышц, которые сползали по его телу, обнажая черные, покореженные внутренности. Деформированные руки и ноги торчали из него под неестественными углами и явно не из тех мест. Из темноты показались еще два омерзительных существа и стали окружать Джеймса со всех сторон. Медленно они подбирались все ближе и ближе. Джеймс решил сохранять спокойствие, какой бы безнадежной ни казалась ситуация. Ему нужно сосредоточиться на драке. Ему нужно выжить. Отбиться от них трубой не получится. Их тела слишком хорошо защищены металлическими рамами. Придется использовать автомат. Но необходимость потратить столь ценные для него патроны пугала его. Он изо всех сил старался сохранить их
для встречи с пирамидоголовым монстром. Но если подумать, от запасных патронов будет мало пользы, если он сейчас умрет. Джеймс открыл огонь по 3 монстрам, стараясь равномерно распределять оставшиеся патроны. Даже оказавшись в ловушке, окруженным монстрами в темной комнате, больше чем страх, он испытывал злость на Лору. Ему нужно выбраться живым из этой передряги, хотя бы для того, чтобы наказать эту гадкую девчонку. Из-за этой глупой злости его точные и прицельные выстрелы превратились в дикую, неконтролируемую пальбу. «Сдохните, вы сраные ублюдки!» Пули рвали уродливые куски плоти, и кровь, разлетаясь по всей комнате, брызгами покрывала лицо Джеймса. Он стал похож на демона. Вся его ярость и возбуждение смешивались с запахом крови, отчего у Джеймса начала кружиться голова. «Джеймс!» – прозвучал холодный женский шепот. Голос ее был столь мягким, что казалось, будто он звучит у него в голове. «Джеймс!» Перед глазами все плыло, а его сознание погрузилось во тьму. Пустым взглядом Джеймс смотрел в бетонную стену. Что он здесь делает? Он не помнил. Он знал лишь то, что находится в темном месте, окруженном стенами. Он был уверен, что это место является больницей. Как долго он пробыл здесь? Ответа на этот вопрос он не знал. Погоди-ка, он ведь был в процедурной комнате, сражался с монстрами. Но что-то по-прежнему было не так. Когда Джеймс открыл дверь и вышел в коридор, ему показалось, что мир полностью преобразился. Линолеум был разорван и кусками отходил от пола, обнажая голый цемент. Стены были выцветшими, потрескавшимися и покрытыми сухими кровавыми разводами. Повсюду валялись обломки медицинского оборудования, покрытые слоем пыли и грязи. Больница Брукхейвен обратилась в руины. Джеймс никак не мог понять причину столь резких и отвратительных изменений. Он мог лишь стоять и наблюдать за всем в немом изумлении. «Это невозможно! Я сошел с ума? Это какой-то безумный кошмар? Мария!» Совершенно забыв о Лоре, Джеймс начал пробираться на 3-й этаж, словно что-то тянуло его туда. Пока он шел по этим темным коридорам, в голове у него пульсировала лишь одна мысль. Разыскав Марию, он узнает, реально ли все происходящее, или же это обман его собственного зрения. Он сможет спросить ее, видит ли она то же самое. Больше всего на свете он хотел верить, что это просто иллюзия. Он распахнул дверь в комнату С-03 и обнаружил, что в ней было пусто. Единственное, что здесь осталось, это пустая баночка от таблеток, стоящая на прикроватном столике. Принадлежали ли они больнице, или Мария принесла их с собой? Джеймс пристально смотрел на баночку. Он помнил это лекарство. Именно его Мэри пила в огромных количествах, по 3 раза в день во время своей болезни. Ужасающая боль в его груди разгорелась с новой силой. Неужели Мария так же больна, как и Мэри? «Мария, где ты?» В сознании Джеймса образы Мэри и Марии начали сливаться, будто Мария пыталась заменить Мэри. Возможно, последние следы существования его жены не шли ни в какое сравнение с проблемами и нуждами все еще живого человека. Джеймс потерял счет времени, пока бродил по больнице в поисках Марии, когда, наконец, наткнулся на кладовку на 1-м этаже. Огромные ржавые медицинские аппараты были втиснуты в мелкое пространство, словно ненужный хлам. Место было слишком узким, и Джеймсу казалось, будто оно его душит. Никого в этой комнате не было. Разочарование тяжелым грузом легло на плечи Джеймса. Вдруг он услышал голос, зовущий его по имени. Он был прекрасен и словно опускался на него с небес. Как ангельская песнь, завораживающая и волнительная,
Этот голос мог бы воскрешать из мертвых. Сердце Джеймса забилось с новой силой, и он обернулся. Перед ним возникло то самое прекрасное лицо, которое он так долго жаждал увидеть. «Мэри? Я Мария!» Она смотрела на него, даже не пытаясь скрыть раздражение. «Ой, извини», — Джеймс пожал плечами. «Наверное, я просто запутался. Я не совсем понимаю, что здесь вообще происходит. Ну да ладно, я рад, что ты еще жива. Тебе стало лучше?» «Да ладно. В смысле... Да ладно. Тебе вообще на меня наплевать. Я ведь могла там погибнуть. Где тебя носило, когда я нуждалась в тебе? Ты только и думаешь о своей мертвой жене. Это единственное, что тебя волнует. Ты хотя бы задумывался над тем, каково мне?» Гневные вопросы вырывались один за другим, но Мария, казалось, едва сдерживала слезы. Такие обвинения застали Джеймса врасплох. «Нет, все не так». «Тогда останься со мной. Не бросай меня больше». «Понимаю. Я обещаю, что больше не оставлю тебя». «Тогда... ладно. Я тебя прощаю». Мало-помалу гнев Марии начал стихать. Привычным для нее игривым тоном она спросила. «Нашел Лору?» «Да, но она опять сбежала. Из-за ее мелкой проделки ему пришлось пройти сквозь ад, а ужасающий вид больницы до сих пор беспокоил его. По правде говоря, его уже начинало тошнить от этого вида. Это нехорошо. Теперь нам опять придется за ней гоняться», — сурово произнесла Мария, как будто отчитывала Джеймса за то, что он упустил Лору. «Знаешь, я не понимаю, в чем дело, но больница вдруг стала какой-то жуткой. Бедная Лора должно быть до смерти напугана». От этих слов у Джеймса будто камень с души свалился. «Значит, я не сумасшедший. Если Мария видит все эти странные вещи, значит, это не просто галлюцинации. Да, нам нужно идти», — решительно кивнув, сказал Джеймс. «Интересно, где здесь может прятаться маленький ребенок? Может, в подвале? Мы там еще не смотрели». «Я тоже так думал, но туда никак не попасть. Лифт не работает, а пожарный выход заперт, так что вряд ли Лора смогла бы туда спуститься и спрятаться». «Странно. Я тут недавно заглядывала на пожарную лестницу, и дверь была открыта. Мне даже ключ не понадобился». Возможно, когда больница перешла в иное состояние, пожарный выход каким-то образом оказался открытым. Если это действительно так, то им однозначно следовало осмотреть все внизу. Джеймс и Мария начали осторожно пробираться по обветшалым коридорам к подвалу. Как Мария и сказала, дверь на лестницу была открыта. Джеймс готов был поклясться, что, когда проверял в прошлый раз, дверь была наглухо заперта, но держал эти мысли при себе, так как не хотел спровоцировать еще одну ссору. По ту сторону двери находился коридор, влажный от сырости и наполненный затхлым воздухом, отдававшим плесенью. Это место резко отличалось от остальных помещений больницы, и в нем чувствовалась атмосфера уединения и отрешенности. Маловероятно, что этот коридор использовали для транспортировки умерших пациентов. Их шаги глухим эхом разносились по темному, закрытому помещению и усиливали ощущение одиночества. Когда они свернули за угол, монотонная тишина была прервана испуганным криком Марии. «Джеймс!» Звук, который Джеймс слышал уже не раз, становился все громче, медленно приближаясь к ним. Резкий и неприятный звук чего-то тяжелого, царапающего пол. «Спрячься за мной!» Встав перед Марией, защищая ее, Джеймс достал автомат и приготовился к бою. Он знал, что автомат был надежным оружием, но после последней стычки с монстрами в процедурной, в обойме у него оставалось всего лишь 3 патрона. Недолго думая, он выпустил последние пули в приближающегося монстра.
Пирамидоголовый взвыл от боли, и Джеймс, воспользовавшись моментом, схватил Марию за руку и бросился бежать. Быстрее! Таща Марию за собой по коридорам, Джеймс надеялся, что в конце пути они найдут выход. В противном случае у него хотя бы была стальная труба, которой он сможет защитить себя. Коридор постоянно менял направление, и казалось, что им приходилось сворачивать то вправо, то влево более сотни раз. Они неслись по этому бесконечному лабиринту, пока их ноги не онемели, а дыхание не превратилось в хриплые, полные ужаса вдохи. И вот они увидели конец. Высокая серая дверь замаячила в противоположном краю коридора. До нее, казалось, было еще бежать и бежать. Вела ли эта дверь в какую-то комнату? Или это был тупик? В Джеймсе вспыхнула надежда, когда он понял, что это был лифт. Двери его были раскрыты, как бы заманивая их в безопасность. Пожалуйста, только работай! Джеймс заскочил внутрь и нажал на кнопку первого этажа. Ему было все равно, на какой этаж ехать, лишь бы скорее убраться отсюда. Джеймс заметил, что в безумной спешке он безостановочно долбит по кнопке лифта, будто хотел сломать ее. Двери от этого все равно не закрывались. Пробежав взглядом по приборной панели, он увидел и нажал на кнопку, закрывающую дверь. Тут же две половины двери заскользили навстречу друг другу. Вдруг до Джеймса дошло. Мария все еще не добежала до лифта. Он опять ударил по кнопке, отчаянно пытаясь не дать дверям полностью закрыться и отрезать ее путь к спасению. Открывайся же ты! Лифт не отвечал современным мерам безопасности, и холодный металл продолжал сближаться, вопреки мольбам Джеймса и Марии. Джеймс! Раздался горький крик о помощи, когда Мария успела протиснуть руку в щель между дверьми лифта. Ее крики прервал резкий звук лезвия, пронзающего плоть. Мария! Ее рука ускользнула сквозь щель и скрылась за закрывшимися дверями. Лифт начал подниматься, а Джеймса захлестнуло глубокое отчаяние. О, куда он подевался? Расстроенно пробубнила Лора. Джеймс, наверное, уже ушел из больницы. Когда она вернулась к процедурной комнате, его там уже давно не было. Хотя она и ненавидела Джеймса за то, что случилось с Мэри, Лору это все же удручало, ведь теперь она лишилась своего настойчивого преследователя. Прятки и догонялки – это, конечно, весело, но совершенно бессмысленно, если ты играешь в них один. Поначалу она развлекала себя игрой в детектива, бегая по больнице в поисках улик, но потом ей надоело. Хотя это была не та больница, в которой когда-то лежала Лора, здесь не было ничего такого, что она еще не видела. Чистые, без единственного пятнышка коридоры, сложное и дорогостоящее оборудование, напоминающее ей о тех долгих скучных днях, что она провела в больничной койке. Может вернуться в боулинг? Надеюсь, Эдди валяется там с больным животом. В припрыжку Лора направилась к выходу. Даже после всего, что случилось, я не смог спасти ее. Одинокий и с разбитым сердцем, Джеймс опустился на пол, спиной о выцветшую стену лифта. В 4 стенах он начал чувствовать себя будто запертым в клетке. Лифт поднялся на этаж выше, и его металлические двери раскрылись, открыв Джеймсу путь в темный больничный коридор. Тьма эта была такая же глубокая и мрачная, как и та, что поглотила сердце Джеймса. Сначала Мэри, теперь Мария. Они были потрясающе красивыми женщинами, и из-за их поразительного сходства Джеймсу казалось, что он дважды потерял одного и того же человека. Они ускользнули от него, превратившись в одно лишь воспоминание, и этим только усилили горе Джеймса. Переполняющее его чувство пустоты было для него хуже смерти. Больше всего ему хотелось закончить это безумие. Хотя, что если это он сходит с ума? Что если все вокруг превращалось в кошмарный сон,
от которого нельзя пробудиться. Из последних сил Джеймс наконец-то поднялся на ноги. Он вспомнил лицо своей жены, лицо умершей женщины. Ее прекрасное лицо было основой для всего его существования. Лишь ради нее он жил. Скорбь и печаль только мешали ему. Поиски Мэри, вера в то, что она все еще жива. Теперь только это должно было иметь для него значение. Джеймс вышел из лифта и оказался в приемной на первом этаже. Он уже был здесь ранее, но, как и вся больница, это место после происшествия в процедурной комнате перешло в грязное и полуразрушенное состояние. В результате все двери в этом крыле оказались настолько ржавыми, что открыть их было просто невозможно. Смотровая комната и другие кабинеты были недоступны. Джеймс смог открыть одну единственную дверь, ведущую в кабинет директора больницы. Чтобы найти Мэри, для начала ему нужно было отыскать Лору. Если не считать и особого места в гостинице, девочка оставалась его единственной зацепкой. Джеймс заглянул в кабинет директора. На полке в ряд стояли различные медицинские книги. Их элегантные корешки свидетельствовали о бережном к ним отношении. Лоры, однако, здесь не было. Он уже безуспешно обыскал все доступные комнаты в больнице. Неужели ему придется бесцельно бродить по городу, пока он вновь на нее не наткнется? Осветив кабинет фонариком, Джеймс увидел письменный стол, стоящий у окна в противоположном конце комнаты. Кто-то оставил на нем какую-то карту. Помимо этой карты, на столе больше ничего не было. И именно она почему-то привлекла внимание Джеймса. Это была карта Сайленд-Хилла. На ней крестом было отмечено одно единственное место, а в углу были нацарапаны несколько предложений. Директор больницы написал это? Тот, кто боится взгляда бездны и сам не сможет заглянуть в нее. Истина откроется лишь тому, кто продолжит борьбу. Следуй карте. Ты найдешь письмо. Джеймс оторвал взгляд от карты и уставился в окно, стараясь что-то разглядеть. Краем глаза он уловил чье-то движение. Не тратя ни секунды, он выскочил из комнаты и бросился к главному входу. Сомнений не было. В окне он увидел силуэт девочки. Лора убегала из больницы. «Подожди же! Ты должна рассказать мне о Мэри!» Стоя у входной двери, Джеймс внимательно осматривал улицу, освещая ее фонариком. Лора ускользнула, скрывшись в полуночной тьме и тумане. Она побежала направо или налево? Джеймс не знал наверняка, но все же решил пойти направо и двинулся на юг, вниз по Кэрролл-стрит. Пошла ли Лора в этом же направлении или нет? В первую очередь Джеймс хотел добраться до того места, что было отмечено на карте. Возможно, его встревожило упоминание о так называемом «письме». Но все же он думал, что бы там ни было, это должно быть важным. Джеймс тщательно изучил весь маршрут, отмеченный на карте. На запад по Рэндалл-стрит, с Мансон-стрит на Сол-стрит. На север по Нилли-стрит, затем на восток по Сандерс-стрит. Место, которое искал Джеймс, находилось где-то на Линдси-стрит. Он вспомнил о своем автомате, который выбросил в подвале больницы, когда убегал от монстра. Без запасных патронов это оружие стало совершенно бесполезным. Но у него по-прежнему была стальная труба. Крепко сжимая оружие в руках, Джеймс шел вперед, надеясь, что оно ему не понадобится. На полпути по Сол-стрит Джеймс наткнулся на здание, которое, подобно мосту, пересекало улицу, образуя некий туннель. Внутри этого туннеля царила еще более глубокая и удручающая темнота. Полы были покрыты железной сеткой, вроде той, которую используют строители. Казалось, что под ней ничего больше не было, и выглядело все это довольно опасно, из-за чего у Джеймса не было никакого желания заходить в тоннель. Приглядевшись, Джеймс разглядел смутную черную фигуру,
извивающуюся под железной сеткой. Там внизу был еще один монстр. Несмотря на схожие движения с безрукими и манекенообразными монстрами, это было нечто иное. И совершенно точно, это было что-то мерзкое. «Если я попробую прорваться, может, у меня получится?» – подумал Джеймс. Отсюда не было видно, как далеко тянется туннель, но ведь существо, запертое под сеткой, не сможет его атаковать, да? В школьные годы легкая атлетика была его сильной стороной, и особенно хорошо он справлялся с бегом на короткие дистанции. Он постоянно занимал призовые места, соревнуясь с одноклассниками, но теперь, повзрослев, он растерял свою форму из-за отсутствия регулярных тренировок. Но в любом случае, он должен попробовать. Протараторив: «На старт, внимание, марш!» Джеймс забежал в туннель. Фонарик, висевший у него на шее, бешено раскачивался из стороны в сторону, из-за чего было крайне сложно разглядеть, куда бежать. Он с максимальной скоростью несся по темному туннелю, которому, казалось, не было конца. С каждым его шагом железная сетка тряслась и гремела, и грохот ее смешивался с белым шумом, доносящимся из радиоприемника. Под ним, скрытые в тени фигуры чудовищ, лежали в ожидании. Он намеревался пробежать туннель, ни на что не отвлекаясь, но все же, вопреки здравому смыслу, Джеймс не удержался и посмотрел вниз. Монстры свисали с сетчатого пола, вцепившись в него своими толстыми, похожими на лапы руками. Они преследовали Джеймса, перемещаясь на удивление быстро и умело. От того, как они цеплялись за сетку, создавалось впечатление, будто они пытались привлечь его внимание, словно они хотели сказать ему что-то. «Умоляю, выслушай меня, пожалуйста, пойми». Из-под железного плетения показалось щупальце и ужалило Джеймса в ногу, послав по всему его телу импульс боли. «А ну отстань!» Джеймс замахнулся стальной трубой и ударил монстра по уродливой, опухшей руке. Искры сверкнули в темноте, и металлический скрежет эхом разнесся по всему туннелю. Однако железный пол был единственным, что ударил Джеймс, и монстр продолжил преследование. Невероятная гибкость чудовища и защищавшая его решетка мешали Джеймсу нанести нормальный удар. «Ау!» Джеймс пошатнулся от неожиданного удара и, чтобы не упасть, вцепился в стену туннеля. Он понимал, что если упадет на землю, то ему конец. Монстры вгрызутся ему в тело своими отвратительными ручищами, и он уже не сможет подняться и спастись. Он умрет, пока эти твари будут медленно рвать его на части и кусочек за кусочком пожирать его плоть. Поэтому Джеймс продолжил бежать, хотя ноги его уже начали неметь. Пока он мог двигаться, у него еще была надежда выжить. Джеймс бешено рвался вперед, отчаянно отбиваясь от атакующих его конечностей. С каждым шагом его крики становились все громче. В них одновременно звучали и боевой клич, и мучительный, болезненный вопль. На углу улиц Нили и Сандерс он увидел что-то похожее на бар. Радио предупреждало о приближении монстров, и Джеймс решил скрыться от них, проскользнув внутрь здания. Он успел выскочить из туннеля как раз в тот момент, когда боль в ногах стала невыносимой, и тут же прорвался через дверь в здание бара. Судя по пустоте, царившей внутри, здание это уже долгое время не работало. Здесь не было ни стульев, ни табуреток, ни столов. Все вокруг было пропитано атмосферой разрухи и упадка, точно так же, как и в больнице. Джеймс сел на пол, прислонившись спиной к стене, которую покрывала обшарпанная штукатурка. Он осветил фонариком всю комнату. Если бы здесь где-то прятался монстр, Джеймс бы его уже услышал, но все же осторожность никогда не бывает лишней. Скорее всего, когда бар закрылся, это место облюбовали местные наркоманы. Повсюду на полу валялись сигаретные бычки и остатки косячков с марихуаной, а в углу комнаты лежал полиэтиленовый пакет, набитый, как оказалось, кокаином.
Каждый миллиметр стен, включая даже оконные стекла, покрывали граффити и бранные высказывания. Большинство этих надписей либо вообще не имели смысла, либо выражали оскорбление ради оскорбления. Но пока Джеймс пробегал взглядом по этим посланиям, его внимание приковало к себе одно из них. «Если ты хочешь найти Мэри, тебе придется умереть. Но знай, Джеймс, что ты рискуешь оказаться не в том месте». Джеймс уставился на надпись в тупом молчании. Это не могло быть просто совпадением. На него напал неожиданный приступ тошноты, а голова загудела, будто в нее били, как в церковный колокол. Ему стало трудно дышать. Казалось, что если он сейчас же не оторвет свой взгляд от послания, то вообще задохнется. Забыв о боли в своих полуонемевших ногах, Джеймс поднялся и направился к выходу. Он запнулся и, ударившись об дверь, вывалился на улицу. Насколько ему позволяло его текущее состояние, Джеймс поспешил к Линдси-стрит, отчаянно стараясь как можно дальше сбежать от этого бара и этого ужасного послания. Стальная труба до сих пор была с ним, но мысли о драках с монстрами, или как их избежать, полностью покинули его сознание. Его не волновало, насколько беззащитным он может оказаться на открытой местности. Он лишь продолжал бежать сквозь тьму, сосредоточившись на своей цели. Место, отмеченное на карте. К удивлению Джеймса, им оказался вполне себе обыкновенный дом. Как и было сказано на карте, на крыльце дома лежало письмо. «А возможно, ты и глупец. Истина часто предает человека. Частица той бездны скрыта в нашем старом сообществе. Ключ к сообществу скрыт в том самом парке, у ног молящейся женщины, в земле, в коробке. Мой пациент закрыл его там. Я знал, но ничего не сделал. От этой вещи мне становилось не по себе. Я не искал истину, я искал покоя. Я также видел это. Я сбежал, но музей был тоже заперт. Теперь никто не осмеливается приближаться к этому месту. Если ты так и не намерен сдаться, Джеймс, я молю Господа смилостивиться над твоей душой». Джеймс несколько раз перечитал письмо, но его сознание отказывалось понимать слова, будто он вовсе разучился читать. Ему оставалось лишь стоять и с отрешенным видом смотреть на не имеющие смысл предложения. Лора шла сквозь молочно-белый туман. Настроение ее было приподнято, теперь, когда ей больше никто не мешал. Ей хотелось устроить пикник. Немного раньше она заглянула в боулинг, но увидела, что там никого нет. Этот тупица Эдди, наверное, убрел куда-то и заблудился. Однако все взрослые казались чем-то ужасно напуганы, и Лора начинала потихоньку беспокоиться. Нет, все будет нормально. Она говорила ему, куда собирается пойти, так что, возможно, они вскоре снова встретятся. Легкой, беззаботной походкой Лора двигалась на запад по Нейтон-авеню. Вокруг не было ни толп народа, ни машин. Ничто не мешало ей свободно идти. Это была идеальная пешеходная дорога, и принадлежала она только ей. Она перешла по мосту. Мосту, который вел ее туда, где ждала Мэри. Глава 5. В глубочайшие глубины. Джеймс, сжимая в руке старый бронзовый ключ, двигался по Нейтон-авеню в сторону исторического сообщества Сайленд-Хилла. Как и было обещано в письме, ключ этот был зарыт у статуи святого в парке Роузвотер. Где теперь находилась Лора, было неважно, так как сейчас у Джеймса была новая зацепка. Если верить письму, этот ключ откроет тайну того, что творится в этом безумном городе, а также поможет узнать правду о Мэри. Одно только наличие ключа наполняло тело и сознание Джеймса энергией. Он даже мог спокойно идти, не обращая внимания на онемевшие ноги. Временами из тумана показывался какой-нибудь монстр и блокировал ему путь.
Но у Джеймса эти встречи теперь вызывали только раздражение. Он уже много раз сражался с этими безрукими и манекенообразными чудовищами и больше не видел в них реальной угрозы. И все же, как обычно, от одного вида на этих изуродованных существ Джеймса переполняло знакомое чувство отвращения. Каждый раз Джеймс валил их на землю и забивал стальной трубой до тех пор, пока они не переставали шевелиться. От этого мысли его прояснялись, и он становился сосредоточеннее. В нем даже проскальзывали оттенки такого чувства, которое можно было бы описать как садистическое удовольствие. Наконец, Джеймс добрался до маленького музея. Пройдя мимо стойки администратора в тесной приемной, он оказался в галерее, стены которой были увешаны картинами и фотографиями. Большинство из них представляли собой пейзажи и постаревшие фото о прошлом Сайленд-Хилла. Но одна картина казалась здесь не на месте. Туманный день. Останки приговоренных. На ней был изображен огромный человек, стоящий на фоне людей, насаженных на копья. «Это же он!» – прошептал Джеймс. Хотя фигура была нарисована в виде тени на фоне пепельно-серого неба, ее характерный силуэт ни с чем нельзя было спутать. Это был красный пирамидоголовый монстр. Чем можно объяснить существование этой картины? Под всеми остальными изображениями было их описание, но это имело лишь название. Не желая думать об этом, Джеймс двинулся в следующую комнату. Здесь висели десятки фотографий, выполненных в потускневших черных, белых и ярко-коричневых тонах. Все они рассказывали историю Сайленд-Хилла. Рассматривая снимки, Джеймс увидел изображение очень знакомого здания. Оно слегка отличалось от своего современного вида, но все же в нем четко узнавалась больница Брукхейвен. Джеймс прочел описание. Больница была построена из-за Великой Чумы, последовавшей за волной иммигрантов на эту территорию. Изначально она представляла собой небольшую лачугу, но со временем становилось все больше и больше. Рядом находилась фотография бывшего директора больницы. Помимо этого висело еще несколько странных фотографий, на которых не было ничего, кроме какой-то глубокой дыры. Джеймс думал, связаны ли они с больницей, но наверняка узнать было нельзя, так как под фотографиями не приводилось никакого описания. Пройдя по музею дальше, Джеймс наткнулся на еще одно поразительное изображение. Насаживание на копье. Тюремная казнь. Насаживание на копье или удушение. Выбор казни – последний свободный выбор заключенного. Тут же висело изображение под названием «Лагерь военнопленных Талука», построен во время гражданской войны. Позже стал тюрьмой Талука. Судя по описанию событий прошлого, в этой тюрьме процветала крайняя жестокость. Джеймс никогда не слышал, чтобы какое-то насаживание на копье осуществлялось в колониальную эпоху. И если заключенным предлагалось на выбор несколько казней, почему кто-то выбирал именно эту? Что могло заставить кого-либо решиться на столь мучительную смерть? От историй, которые рассказывали эти картины, мурашки бежали по коже, а сама галерея приобретала крайне жуткую атмосферу. В конце концов, как и ожидалось в столь маленьком здании, Джеймс дошел до самого конца. Хотя его крайне удивило то, что он нашел в самой последней комнате. Теперь он начал понимать смысл тех таинственных фотографий с дырой. «Что это, черт побери, такое?» Глядя в квадратную дыру в полу, он не видел ничего, кроме огромной черной бездны. Пока Джеймс вглядывался в бездонную темноту, странные мысли пересекали его сознание. «Тьма, что скрывается в этой пропасти. Она похожа на меня. Быть может, это моя судьба. Ведь вполне возможно, что я просто хватаюсь за свой воображаемый мир, а человек настолько сумасшедший
может искренне верить, что с ним все в порядке. Любой нормальный человек мог бы подумать так же, однако гарантий никаких не было. Иногда ты осознаешь, что видишь сон, даже если еще не проснулся. Так может, и безумец способен иногда видеть сквозь собственные иллюзии, при этом оставаясь их заложником. Письмо из дома на Линдси-стрит служило этому доказательством. Это письмо однозначно предназначалось для меня. Может ли это быть посланием от моего психиатра? Возможно, шепот врачей, пытающихся спасти сумасшедшего больного, является мне в форме письма. Записи о пациенте в том кабинете, страницы дневника, разбросанные по крыше. Если они действительно связаны со мной, могут ли это быть попытки врачей направить меня? Он вспомнил слова, написанные на карте директора больницы. «Тот, кто боится взгляда бездны, и сам не сможет заглянуть в нее. Истина откроется лишь тому, кто продолжит борьбу». Джеймс вновь посмотрел в дыру. «Я сделаю это. Какой бы глубокой она ни была, если это тьма моей души, я должен узнать, что ждет меня на дне». Со столь мрачным, но твердым настроем Джеймс бросился в яму. Джеймс оказался по щиколотку в воде и был окружен округлой кирпичной стеной. Это был колодец. Довольно-таки разочаровывающее место для приземления. Особенно если учесть его пафосный монолог о тьме в сердце. И теперь, если предположить, что это настоящий колодец, а не очередная иллюзия, он оказался в ловушке, без малейшей возможности вскарабкаться наверх. Как я вообще умудрился совершить такую глупость? Но, погоди-ка, спрыгнув в такой глубокий колодец, как мне удалось приземлиться без единой царапины? Даже сейчас в моих ногах все еще чувствуется слабость. Так как тогда мне удалось на них приземлиться? Джеймс осмотрел колодец, постукивая стальной трубой по кирпичам. Если он сможет найти какой-нибудь проход, то, скорее всего, он приведет его к выходу. В одном месте звук становился другим, более легким. Ударив по этому месту трубой и обвалив кирпичи, Джеймс проделал сквозную дыру, ведущую в темный проход. Это был водосток или, возможно, канализация. Джеймс пролез через дыру в туннель. Ноги его хлюпали в черной воде по мере его продвижения. Низкий рев эхом пронесся по туннелю, смешиваясь с журчанием текущей воды. Это был один из тех безруких монстров. Джеймс поднял трубу и приготовился столкнуться с чудовищем, скрывающимся за поворотом. Как только его враг показался из темноты, Джеймс тут же ударил его прямо по голове, повалив на спину. Кровь из раны чудовища смешалась с водой, окрашивая ее в красный цвет. Однако это была не проблема. Вода и так была чертовски грязная, и немного крови не могли сильно ее испортить. Перед тем, как Джеймс успел прикончить существо, раненый монстр отступил, скрывшись в воде подобно лягушке. Джеймс понимал, что если оставить тварь в живых, то она позже опять нападет, но все же решил не преследовать монстра. Проход был затоплен водой, и у Джеймса не было шансов поймать его. Слишком опасно было бы даже пытаться. Вскоре Джеймс дошел до конца туннеля. Сухой от воды путь привел его в небольшую комнату, абсолютно пустую, если не считать двери на полу. Это была обыкновенная дверь с простой ручкой, и смущало лишь ее расположение. Джеймс свесил голову от удивительного зрелища. Она, должно быть, вела в подвал. Он схватился за ручку, раскрыл дверь и... Еще одна черная дыра, такая глубокая, что свет фонарика не долетал до ее дна. Лицо Джеймса скривилось в улыбке. «Полагаю, что тьма моей души имеет много уровней». Без колебаний Джеймс прыгнул в яму. Падение оказалось дольше, чем в первый раз. «А что если я уже умер?»
Джеймса терзали сомнения. Как я мог пережить эти падения? Может, я стал призраком? Но это место явно не было раем, хотя и до ада оно не дотягивало. Несколько столов и стульев были аккуратно расставлены по комнате, старую деревянную мебель покрывал толстый слой пыли. Это однозначно был не колодец. Скорее всего, сюда люди приходили поесть. И это место больше напоминало какой-нибудь кафетерий. Луч фонарика осветил человеческую фигуру, сидящую на стуле. Человек этот склонился над столом, а лицо его лежало в луже собственной крови. Кто-то застрелил его из пистолета в голову. Это не было похоже на работу монстра. Но кто здесь еще находится, кроме меня? Убить человека так легко. Просто приставляешь пистолет к голове и... бах! Достаточно одного выстрела, сказал человек, сидящий на полу возле трупа, и поднял голову в сторону осветившего его фонарика. В руках у него был револьвер, который он шутливо поднес к виску, иллюстрируя свой рассказ. Это был Эдди. «Это ты убил его?» – встревоженно спросил Джеймс. Эдди переменился в лице. Он затряс головой, не выпуская оружия из рук. «Я не виноват! Он сам вынудил меня!» «Эдди, пожалуйста, успокойся. Никто тебя не обвиняет. Просто расскажи, что здесь произошло», – спокойно произнес Джеймс, по лицу которого начал стекать холодный пот. У Эдди был пистолет, у Джеймса железная труба. Так что если Эдди решит направить на него свое оружие, у Джеймса будет мало шансов его остановить. Лучше не стоит злить парня с револьвером. «Этот парень, он сам напросился. Я просто занимался своими делами, а он начал докапываться до меня. Я по глазам его понял, что он смеется надо мной, прямо как тот до него». «Я понимаю», — сказал Джеймс, согласно кивнув. «Но, Эдди, тебе не кажется, что убивать его за это не стоило?» «Еще как стоило!» Эдди перешел на судорожный крик, пытаясь парировать доводы Джеймса. «А почему, собственно, нет? Всю свою жизнь я позволял людям переступать через себя. Даже ему с его тупой псиной. Они все сами напросились». Его гнев нельзя было унять. Он плевался злобными обвинениями, а взгляд его был переполнен ненавистью. Джеймс лишь молча стоял, боясь спровоцировать его. Вдруг выражение его лица смягчилось, и на нем появилось нечто вроде детской ухмылки. «Да шучу я, Джеймс. Просто хотел попугать тебя. Нет, этот парень был уже мертвым, когда я его нашел». Эдди повернулся к Джеймсу спиной и направился к выходу. «Ладно, мне пора. Еще увидимся». Джеймс не пытался остановить его. Не каждый день он оказывался на мушке пистолета, и, если честно, когда Эдди ушел, ему стало даже легче. Именно в этот момент ему на ум пришла особенно безумная мысль. Что если Эдди всего лишь олицетворение моего собственного безумия? Другой я, или другая моя личность. Иными словами, Эдди – тот самый комок ненависти и злобы, который мог привести к самовредительству или самоубийству в реальном мире. Какой бы безумной ни казалась такая идея, Джеймс уже дошел до такой точки, когда не мог отрицать подобную возможность. Подойдя к выходу из кафетерия, Джеймс прислонился к двери и проверил, есть ли кто-нибудь на горизонте. Посветив фонариком в оба конца темного коридора, он никого не обнаружил. Во всяком случае, Эдди не решился спрятаться или напасть на него. Однако зловещие голоса, разносящиеся по коридору, явно намекали на то, что где-то здесь затаились монстры. «Где я?» Пройдя через дверь, Джеймс оказался в грязном, насквозь прогнившем коридоре. Одна из стен была покрыта расположенными впритык друг к другу металлическими решетками. Пространство за этими решетками было разделено на небольшие комнаты, или, точнее сказать, тюремные камеры.
Это была тюрьма. Джеймс нахмурился. Если весь его путь был предназначен ему судьбой, то почему он оказался именно здесь? Может ли это быть из-за того, что он вышел в ту же дверь, что и кровожадная натура Эдди? В памяти его всплыли фотографии тюрьмы Талука, висевшие на стенах Музея исторического сообщества. Могли ли эти изображения вдохновить его реальность на принятие этой формы? Если вспомнить, какой путь он прошел от музея, то сейчас он должен находиться где-то глубоко под озером. В некоторых камерах были заперты монстры, которые начинали стонать каждый раз, когда бились о металлические решетки. Джеймс отвел свой взгляд. С одной стороны, его радовало, что эти твари под замком и не мешаются у него на пути, но с другой стороны, он не мог не чувствовать толику жалости по отношению к ним. В конце концов, это привело к тому, что Джеймс не мог даже смотреть на них. Однако он не горел желанием выпускать их из клеток. Он шел дальше вдоль этих камер, пока не добрался до еще одного коридора, который оказался куда длиннее предыдущего. Посреди него он наткнулся на две двери, расположенные напротив друг друга. Одна из них, судя по всему, вела в душевую, вторая открывала проход на широкую, просторную площадку. Вокруг ничего не было, за исключением высокой постройки, установленной точно посередине. Джеймс внимательнее взглянул на нее. Это была виселица. Кусок веревки, завязанный в петлю, свисал с самого верха и монотонно раскачивался, словно приглашая к себе. Неожиданно у Джеймса закружилась голова, и перед глазами у него возникло видение. С руками, крепко связанными за спиной, он стоял на деревянной платформе. Тюремщики, исполняющие роли судей, вслух зачитывали список преступлений. Все обвинения были направлены в адрес Джеймса. «Вы врете себе, спасаясь от правды. Ваш приговор – смертная казнь». После этих слов появляется палач, огромный человек в заржавевшем треугольном шлеме. Взяв в руки петлю, он быстро надевает ее Джеймсу на шею. Джеймс отступил, размахивая перед лицом руками, будто хотел отогнать эту больную галлюцинацию. Мысль о собственной казни в подобном месте была ужасной. Но еще больше его пугало осознание того, что когда он стоял с веревкой вокруг шеи, он почувствовал волну облегчения, пробежавшую по всему его телу. Словно где-то в глубине души он желал себе смерти. «Помогите же мне!» Сорвался с его губ робкий шепот. «Кто-нибудь, пожалуйста, помогите мне!» Взывал он к возможным психиатрам, затаившимся в безопасности реального мира. «Если вы и вправду там, наблюдаете за своим сошедшим с ума пациентом, если я и вправду там, пожалуйста, помогите мне. Используйте лекарства, используйте что хотите. Мне плевать, как это болезненно может оказаться. Просто исцелите мое безумие. Я больше не хочу видеть все это. Я хочу, чтобы этот кошмар наконец-то закончился». Сдерживать такой стремительный поток слов было, словно сдерживать тошноту. Джеймс вслепую мчался сквозь густую тьму, прочь из этой комнаты, по коридору, мимо бесчетного количества дверей. Он бессмысленно бродил и пытался найти хоть какое-то спасение. Вскоре он оказался в небольшой запасной комнате для тюремной охраны. В самом сердце комнаты находилась хорошо оборудованная оружейная. Это было не то спасение, на которое он надеялся, но все же это было идеальным убежищем. Джеймс поднял охотничью винтовку и запасные патроны и прижался щекой к холодному стволу. Это было не столько оружие, сколько символ порядка и контроля, дарящий Джеймсу чувство покоя. Оно поможет смягчить ужас. Джеймс сидел в оружейной, спрятавшись за винтовку, как ребенок за одеяло. У него не было ни малейшего желания выходить наружу. Возможность остаться в безопасном месте, окруженном оружием и патронами, была слишком заманчивой, чтобы так просто от нее отказаться. Но Джеймс понимал, что это не решит ни одной его проблемы. Мария умерла, и он уже ничем не мог помочь ей. Сейчас он прятался как трус,
когда должен был продолжать поиски Мэри. Но ему так хотелось просто запереться в этой комнате, хотя бы совсем ненадолго. Будто стараясь уйти от этих мыслей, Джеймс стал читать журнал, который валялся на рабочем столе. Он оправдывал это тем, что в какой-нибудь статье может находиться жизненно важное для него послание. Журнал был небольшим, скорее всего, из мелкого местного издания. Озеро Талука, расположенное в самом центре Сайленд-Хилла, всегда было главным объектом привлечения туристов. Однако у этого красивого и чистого озера есть и другая сторона. И хотя это может звучать как глупая сказка или детская страшилка, которыми полнятся все старые города вроде этого, мы вас уверяем, эта легенда – чистая правда. Туманным ноябрьским деньком 1918 года туристический корабль «Маленькая баронесса» не вернулся в порт. Спустя несколько часов, когда туман рассеялся, корабль нигде не было видно. Туман в тот день был настолько густым, что никто даже не видел, как корабль отчалил от берега. Из-за этого нельзя сказать наверняка, что случилось с кораблем и как именно он пропал. В статье того года, написанной местным журналистом, было лишь сказано: скорее всего, он просто утонул. Несмотря на активные поиски, полиции не удалось разыскать ни одного фрагмента корабля. Как не были найдены и тела, и члены команды корабля, и ни одного из 14 пассажиров. И хотя эта история могла бы произойти в реальности, без должных доказательств невозможно удостовериться в ее правдивости. В 1938 году произошел еще более странный случай. В отличие от маленькой баронессы, этот корабль был найден. И дело в том, что найден был именно корабль. Ни одного человека на борту не было. Корабль находился в идеальном состоянии, так что у команды не было причин прыгать за борт. Так же, как в случае с Мэри Селес в 1872 году и с Кэролс Диринг в 1921, все пассажиры бесследно исчезли. В то время главной версией было массовое самоубийство, но это кажется маловероятным, так как это был всего лишь туристический корабль. Из недавнего, всего лишь 6 лет назад, произошел еще один необъяснимый случай. Чтобы проверить достоверность старинной легенды, двое учеников наспор ушли в озеро на небольшой лодке, после чего бесследно исчезли. Нам повезло встретиться с одним молодым человеком, который не понаслышке знаком с этим происшествием, так как является одноклассником пропавших ребят. Он заявляет, что был с ними рядом в то утро, когда они решились проплыть по озеру. Однако он считает, что лодка просто опрокинулась. Как бы там ни было, это озеро меня пугает. Он поделился с нами одной страшилкой об озере. Люди рассказывают, что если выйти в озеро в полночь, то двигатели перестанут работать, и ты до самого утра будешь дрейфовать. И вправду, слишком много трупов покоится на дне озера, и костлявыми руками они тянутся к судам, проплывающим у них над головой. Это по-новому раскрывает смысл той фразы, которой горожане приглашают туристов. «Посетите наше прекрасное озеро». Лично я не верю ни во что из этого, но я знаю, что в любой момент могут открыться новые доказательства. Джеймс отложил журнал. Это всего лишь была статья из какого-то третьесортного мистического издания, которые вечно втирают что-то про НЛО, снежного человека, Бермудский треугольник и всевозможные теории заговоров. Ну что за чушь? И все же статья заставила Джеймса задуматься. Сомневаюсь, что это послание от врачей. Но значит ли это, что статья – очередная моя галлюцинация? Или эти события в самом деле происходили в Сайленд-Хилле? Любой, кто обладает хоть толикой здравого смысла, сочтет эти истории выдумкой. Корабли, исчезающие на озере, письмо, отправленное мертвецом. Но что, если эти вещи окажутся правдой? Джеймс вышел из комнаты полной решимости. Сомнения в собственном здравомыслии были угнетающими, но необходимыми. У него не было иного выхода, кроме как довериться этой вероятности. Дальше по коридору,
Прямо перед комнатой ожидания была еще одна дыра, закрытая тяжелой железной крышкой. Опять дыра, в которую, разумеется, нужно было прыгнуть. Сначала одна дыра, потом еще одна, потом еще и еще, и еще. Как здорово! Джеймс улыбнулся. Неважно, продукт ли это моего безумия или таинственные секреты Сайленд-Хилла, у меня нет иного выхода, кроме как пройти это все до конца. Казалось, что чем глубже Джеймс погружался в тюрьму, тем более увядшим и разрушенным становилось окружение. Грязные стены здесь были измазаны чем-то темным и красным, а полы были усыпаны битым стеклом и прочими обломками. Небольшое помещение выглядело так, будто кто-то усердно пытался его уничтожить. У противоположной стены виднелся лифт. Двери его были широко открыты. Так значит, это место уходит еще глубже. Джеймс сомневался, что в этих подземных руинах старой тюрьмы хоть что-то будет работать, но попробовать все же стоило. Зайдя внутрь, Джеймс нажал на кнопку, и двери, которые здесь представляли почему-то металлические решетки, со скрипом закрылись. Лифт начал спускаться. Казалось, что он двигался целую вечность, и Джеймс, глядя сквозь прутья решетки, видел лишь голую каменную стену, будто шахта проходила через какую-то гору. Наконец он вышел в коридоре, который, судя по внешнему виду, находился внутри какого-то здания. По сравнению с предыдущими этажами, этот находился в приличном состоянии. Даже штукатурка на стенах оставалась нетронутой и не была разбросана по всему полу. Этот коридор имел множество ответвлений, идущих в разных направлениях. Каждое из них никуда не вело, а заканчивалось ступенями, уходящими еще глубже под землю. Это место все больше становилось похоже на лабиринт. Лабиринт сознания? Или лабиринт, созданный запутать того, кто решится приоткрыть тайны Сайленд-Хилла? Джеймс осторожно подошел к ступеням и взглянул вниз. Лестница спускалась на этаж ниже. Оказавшись в коридоре, Джеймс услышал под ногами металлический скрежет, и твердый пол превратился в проволочную сетку. Но еще более пугающими были звуки, которые издавали существа, двигающиеся под ней. Это были те же монстры, что атаковали его из-под земли в туннеле на Сол-стрит. Инстинктивно Джеймс развернулся, чтобы скрыться на ступенях. Его ноги до сих пор болели после той опасной встречи с ними. Что-то приближалось к нему из глубин темного коридора. Что-то настолько тяжелое, что металлическая сетка грохотом отзывалась на каждый его шаг. Вопреки здравому смыслу, Джеймс обернулся, чтобы посмотреть на грозного гиганта, вышедшего на свет. Это был монстр с красной пирамидой на голове. Однако не было слышно волочащегося по полу ножа. Вместо него монстр нес длинное толстое копье. Точно такое же, как на картине в Музее исторического сообщества. Джеймс задрожал от ужаса. Одна лишь мысль о том, чтобы быть насаженным на это копье, вызывала у него благоговейный ужас, который переселивал в нем ненависть и желание отомстить за смерть Марии. Развернувшись, он бросился вверх по лестнице. Джеймс со всех ног бежал по разветвленным коридорам, пока не добежал до еще одних ступеней. Глубокий страх перед преследующим его монстром заставлял его бежать все быстрее и быстрее, словно горящий факел, прижатый к его спине. Джеймс понятия не имел, как глубоко он погрузился в этот лабиринт. Ему было все равно, куда приведет его этот путь, лишь бы скрыться от этого чудовища. Окажется ли он в раю или в аду, одному богу было известно. Джеймс, не разбирая направления, продвигался все дальше. Монстры, которым хватало глупости встать у него на пути, сразу же убивались выстрелом из охотничьей винтовки. Вскоре пирамидоголовый монстр отстал, но Джеймс не прекратил бег. Он бежал вниз по лестницам, которые становились все длиннее и спускались все ниже, пока, наконец, не оказался в крайне неожиданном месте. Это была комната, разделенная пополам металлической решеткой. По ту сторону решетки находилась клетка, а в клетке сидела женщина. «Мария!» Джеймс не верил своим глазам. Пирамидоголовый монстр убил ее в больнице. Он видел это своими глазами. Как тогда она может быть здесь?
перед ним. Мария, ты и вправду жива? Ты не ранена? С тобой все в порядке? Я вроде как в порядке, пожала плечами Мария. Правда, я теперь тут застряла, но, к счастью, я не ранена. Я так рад, что с тобой все нормально. Когда ты не успела добежать до лифта, я был уверен, что ты погибла. До лифта? О чем ты говоришь? На лице Марии отразилось искреннее удивление. Джеймс был удивлен не меньше нее. «Это случилось совсем недавно. Ты что, все забыла?» Мария вздохнула. Джеймс, дорогой, с тобой что-то случилось, когда мы разделились в том длинном туннеле? Наверное, ты путаешь меня с кем-то? Ты всегда был таким забывчивым. Интересно, ты еще помнишь о том случае в гостинице? «Разделились? Всегда был?» Мария, о чем ты говоришь? Ты должен был убедиться, что мы все взяли, но ты забыл про ту видеокассету. Интересно, она все еще там? Откуда ты знаешь про это? Это... Джеймс был в замешательстве. Эти воспоминания принадлежали только ему и Мэри. Очевидно, что одной лишь женской интуиции тут было недостаточно. Я не твоя Мэри. Нет, ты Мария. Так ведь? Я могу быть кем тебе угодно. Так или иначе, я это я. Я жива. Я реальна. Видишь? Мария протянула сквозь прутья решетки свою бледную руку и нежно провела ей по щеке Джеймса. Кончики ее пальцев были мягкими, теплыми и гладкими, словно дым. Джеймс не мог пошевелиться. Эй, помоги мне выбраться отсюда. Я ничего не могу сделать через эти прутья, разве что взывать к твоему здравому смыслу. Будь здесь, я скоро вернусь. Джеймс ни на секунду не хотел оставлять ее одну, но все-таки заставил себя уйти, уверяя ее снова и снова, что вернется за ней. Он оставил Марию и вернулся к ступеням. В клетку Марии вел еще один вход, но Джеймс не знал, как найти его в этом лабиринте. Как бы там ни было, рано или поздно он отыщет дорогу, и уже на месте он придумает, как сломать замок и освободить Марию. $150. За $150 я работаю на износ в месте, которое насквозь провоняло горелым мясом. Это зловоние настолько же скотское и мерзкое, как и мужская похоть. Широкими ухмылками и похабным хохотом они пялятся на короткие юбки официанток. Их взгляды скользят по ножкам девушек, словно пробуют их на вкус. Бесстыдные ручища этих мужланов, неважно сколько раз я их отшивала, продолжают настойчиво лапать меня и гладить по бедрам. Не успеваю я что-то сделать, как их руки превращаются в руки моего отца и брата. Это угнетает. Это делает меня такой несчастной. Сколько уже раз я подносила нож к своим запястьям, но сомневалась. Стояла на краю крыши, но не решалась спрыгнуть. Глотала пачки снотворного, но выблевывала их обратно. Это как купить гору конфет и заставлять себя сожрать их все. Съедая, выплевывать их, а выплюнув, съедать по новой. И это все может повторяться снова и снова в течение нескольких дней. Так трудно выходить наружу. Иногда я просто кутаюсь в одеяло и не слезаю с постели. Я с трудом засыпаю ночью, и меня постоянно клонит в сон. Тем не менее, я неподвижно лежу в полнейшей тишине, пристально вслушивая звуки шагов за дверью. Сегодня я ожидаю того же насилия, которому подвергаюсь каждую ночь, и мое беспокойство перерастает в безумное отчаяние. Я не могу совладать с этой паникой. Мне не хватает смелости взглянуть в зеркало, не хватает смелости увидеть то отвратительное существо, которое уже не имеет со мной ничего общего. Я не могу ничего поделать, меня ничто не интересует. Я провожу свои дни с ужасом и страхом, ожидая наступления ночи. Каждый мой день переполнен пустотой. Постепенно воспоминания начинают увядать, теряться в свободном потоке времени. Но есть кое-что, о чем я узнала. Бесцельно шатаясь по незнакомому городу, я обнаружила, что внутри меня живет еще один человек. Не мужчина и не женщина, полный здоровья и энергии, но все еще жаждущий смерти.
Я больше не вижу границы. Этот человек... Я этот человек. Эй, кем я вообще была? Я хочу умереть. Я хочу умереть. Это мое единственное желание. Но это желание трудно исполнить. Я хочу умереть, но меня как-то заставляют жить. Я не хочу никого видеть. Ни мужчин, ни женщин, никого. Эти люди вечно вмешиваются со своими ненужными добрыми словами. Держись. Ты справишься. Мы будем скучать, если тебя вдруг не станет. Это словно лезть в открытую рану. Я больше не могу переваривать это дружелюбное, но абсолютно лицемерное отношение, которое ко мне проявляют. Я хочу умереть. Неважно, что вы скажете. Я не передумаю. К вашему утешению, навряд ли кто-то из вас добровольно займет мое место. Такая безответственность. Никто меня не понимает. Даже мама. Даже доктор из той далекой больницы не понимает меня. После всего, что я рассказала ему во время осмотра, он просто выписал мне лекарства. Их побочные эффекты доставляли мне только муки. И вскоре я больше не могла этого выдержать. Я знала, что если мне станет хуже, люди обратят на меня внимание. Что ты хочешь от меня? Невозможно. Все это невозможно. Даже тогда я знала, никто из них не может спасти меня. Я знала, что рано или поздно у меня не останется выбора. И теперь я знаю, что я могу сделать одну единственную вещь. По крайней мере, это еще возможно. Попытки покончить с собой всегда оканчиваются неудачей. Это их вина. Я никогда не забуду, что мой отец и брат сделали со мной. Хватит! Хватит пялиться на меня своими похабными глазами! Не трогай меня! Нет! Энджела села. Собственные крики пробудили ее от тревожного сна. Она тревожно осмотрелась вокруг себя. Это место странно напоминало ей детскую комнату. Но она с отвращением заметила, что пол и стены были сделаны из сырых кусков мяса, по которым еще стекала струйками свежая кровь. В некоторых местах в стенах были проделаны дырки, из которых с регулярной периодичностью вылезали и залезали обратно какие-то цилиндрические предметы. Всю комнату наполнял сырой, неприятный запах. Вдруг она увидела кого-то, крадущегося к ней. Задыхаясь от дикого возбуждения, к ее кровати по полу ползла обнаженная фигура. Резкий звук пронзил темноту, когда что-то пролетело возле лица Джеймса, поцарапав при этом его щеку. Ошарашенный Джеймс повалился на спину в мутную воду и увидел копье, торчащее в сантиметрах от того места, где он только что стоял. Монстр продолжал безустанно преследовать его, даже в этом грязном, отдающем канализации месте. Пирамидоголовый монстр. Лежа на земле, он выстрелил в чудовище из винтовки. Винтовка била сильнее пистолета, и Джеймс вгонял в грудь монстра пулю за пулей, пока тот не упал в воду. Однако его раны никак нельзя было назвать смертельными. Пирамидоголовый начал медленно подниматься на ноги, будто пулевые ранения были для него всего лишь царапинами. Черт! Сейчас у него не было времени на бой с монстром. Мария ждала его. Джеймс отступил глубже в лабиринт, судорожно пиная воду во время бега. Вскочив на лестницу, которую заметил краем глаза, он карабкался по ней до тех пор, пока не добрался до верхнего коридора. Оглядевшись, Джеймс понял, что находится на том же месте, откуда начал свой путь. Что ж, какая-никакая удача. «Нет, папочка, пожалуйста, прекрати!» Услышал Джеймс пронзительный крик, эхом пронесшийся по всему коридору. Женский голос доносился из дальней комнаты в самом конце прохода. Вдруг это Мария. Ворвавшись в дверь, Джеймс очутился, как ему показалось, в чьем-то доме. Комната напоминала своим видом гостиную. В углу даже стоял телевизор. И кроме телевизора, все в этой странной комнате было обтянуто движущейся плотью. Как подобная комната оказалась так глубоко под землей? Не успел Джеймс задуматься над этим, как заметил присутствие монстра, с которым до этого еще ни разу не сталкивался.
Его фигура напоминала два слипшихся, извивающихся человеческих тела, обрамленных кроватью, у которой вместо ножек торчали руки и ноги чудовища. Неуклюже переставляя ногами, оно медленно поползло по полу. Без предупреждения оно встало на ноги, пытаясь, подобно медведю, запугать врага. Существо завыло своими двумя перекошенными ртами, издав предостерегающий крик. Его гниющая плоть постоянно шевелилась. Монстр подбирался ближе и попытался раздавить Джеймса весом своего тела. Джеймс быстро направил винтовку на монстра и несколько раз спустил курок. Чудовище повалилось на землю, завизжав в агонии, и, наконец, замерло. Энджела, свернувшись клубком, сидела в углу комнаты и наблюдала за происходящим пустым, безучастным взглядом. Джеймса мало удивляло, что он встретил ее в столь странном месте. Как-никак, он уже натыкался здесь на Эдди. Если они и вправду были лишь плодом его воображения, то и встречи с ними не должны быть для него чем-то невероятным. Но возможно, что они были реальными людьми, жалкими людишками, застрявшими и оказавшимися во власти Сайленд-Хилла. «С тобой все в порядке? Ты не ранена?» – прокричал Джеймс в ее сторону. В мгновение ока ее апатия сменилась яростью. Она вскочила на ноги и начала гневно пинать ногами неподвижного монстра. В действиях ее одновременно просматривалась и ненависть, и печаль. Когда ее ноги устали, она схватила телевизор, подняла его над головой и бросила в труп чудовища. «Энджела, успокойся!» «Не смей мной командовать!» – бросила в ответ Энджела. «Я тобой не командую!» «Тогда что тебе нужно? Я поняла. Ты ведь просто хочешь помочь мне, да? Я знаю, что ты на самом деле задумал. Всегда одно и то же. У вас только одно на уме». «Да нет же!» «Можешь не притворяться. Просто скажи это. Ты ведь можешь меня просто заставить. Избить меня. Он всегда меня бил. Вам плевать на всех остальных. Вы омерзительные свиньи». «Энджела!» Джеймс подошел ближе и положил руку ей на плечо, стараясь успокоить ее. Но его усилия были встречены резким отказом. «Не прикасайся ко мне! Меня от тебя тошнит!» Она одарила его взглядом полным презрения, а ее губы растянулись в холодной улыбке. «Эй, Джеймс, ты же говорил, что твоя жена умерла, так?» «Да, она болела». «О, в самом деле? А быть может, она тебе просто надоела? Я думаю, что ты всего лишь нашел себе кого-то другого», сказала Энджела и вышла из комнаты. Язвительный смех сопровождал ее жестокие слова. Джеймс молча наблюдал за тем, как она исчезла во тьме. Как и ожидалось, его задели такие оскорбления в адрес Мэри, но он понимал, что, скорее всего, в прошлом Энджела всерьез пострадала от мужчин. Даже если бы он предложил ей защиту, она бы только отказалась. Джеймс вышел вслед за Энджелой, желая как можно быстрее вернуться к Марии. К счастью, коридор, в котором он оказался, был не настолько запутанным, чтобы считаться лабиринтом. По пути он заглядывал во все комнаты, разыскивая в них хоть что-нибудь, что могло бы вывести его к заточенной в клетку Марии. В одном из помещений он наткнулся на морг, в котором были сложены тела казненных людей. Судя по всему, бывший лагерь для военнопленных мало чем изменился, даже после того, как был переделан в тюрьму. Двигаясь вперед по длинному узкому коридору, Джеймс наткнулся на металлическую дверь, которая, должно быть, вела в камеру. Он заглянул внутрь сквозь небольшое окошко. «Мария!» Джеймс радостно постучал в дверь. «Может, я смогу сломать замок винтовкой?» Но этого не понадобилось, так как дверь оказалась открытой. Он настежь распахнул дверь и уже приготовился принимать град благодарностей от Марии, которая так долго просидела здесь взаперти. Однако он не дождался столь теплого приема. «Мария?» Войдя в камеру, Джеймс огляделся по сторонам и почувствовал, как внутри него засела тревога. Что-то здесь было не так. Какой-то странный запах повис в комнате. Кровь?
Мария лежала на маленькой кровати. Матрас и ее блузка были окрашены красным. Огромное пятно тянулось по всей ее груди, свидетельствуя о том, что Марию буквально тошнило кровью. Что за... Джеймс бросился к Марии и упал на колени перед ее кроватью. Мария! Мария! Он легко потряс ее, отчаянно надеясь хоть на какую-нибудь реакцию, но было совершенно ясно, что Мария мертва. Я не понимаю, как это могло случиться? Он снова потерял Марию, и на этот раз она умерла по-настоящему. Боль, словно нож, пронзила его сердце. Мэри. Сорвалось с его губ имя покойной жены. Лицо Марии. Знакомое и безжизненное. Он уже видел это раньше. Когда Мэри умерла, я... В его сознании завертелись пугающие воспоминания. Смутные, хаотичные, темные воспоминания. Медленно Джеймс поднялся на ноги, чувствуя, как пустота заполняет его душу и превращает его в обычный сосуд. Он пустым взглядом окинул неподвижное тело Марии. Присмотревшись, он заметил у нее в груди дыру, похожую на пулевое отверстие. Значит, это была не случайная смерть, и уж точно не смерть от болезни. Но кто тогда убил Марию? Кому вообще могла понадобиться ее смерть? На решение этой загадки ушло не так много времени. Помимо Джеймса по лабиринту тюрьмы бродили еще 2 человека – Энджела и Эдди. И пистолет был только у Эдди. Но мог ли он в самом деле убить Марию? Убить человека так легко. Вспомнил Джеймс слова Эдди и его жуткую улыбку. Просто представляешь пистолет к голове и... бах! Кто еще, если не помешанный на убийстве психопат, мог это натворить? Он ведь говорил что-то про полицию. Типа, что он от нее скрывается. Джеймс вышел из камеры и отправился на поиски Эдди. Он понимал, что не испытывает ни желания отомстить за смерть Марии, ни ненависти по отношению к Эдди. Он лишь хотел знать почему. Почему Эдди убил Марию? И почему Джеймс продолжает проецировать образ Эдди на самого себя? Где я? Коридор вывел его на огромную открытую площадку. И хотя земля под ногами была похожа на твердую почву, Джеймс сомневался, что вышел из лабиринта и оказался снаружи. Осветив все вокруг лучом фонарика, он убедился, что по-прежнему окружен 4 стенами. Помимо этого, единственное, что он мог разглядеть, это крупное скопление камней, торчащих из-под земли. Это были надгробия. В конце этого извращенного лабиринта его ждало кладбище. Пленники времен Гражданской войны, казненные заключенные и еще множество других людей, должно быть, были похоронены здесь. Знакомое имя было высечено на одном из камней. Уолтер Салливан. Он вспомнил это имя из той статьи в старом журнале, который нашел в помойке у апартамента в Вудсайд. Джеймса, непонятно почему, привлекло это, и он почувствовал, будто кто-то пытается закрасться к нему в голову. Размышляя на эти странные темы, Джеймс разглядывал имена на других надгробиях. Он замер от шока, когда наткнулся еще на 2 знакомых имени – Эдди Домбровский и Энджела Ороско. На данный момент многие еще могли счесть это совпадением, однако было здесь еще одно имя – Джеймс Сандерленд. Возле всех 3 надгробий зияли дыры свежевырытых могил. Словно раскрытые пасти голодных животных, они затаились в ожидании мертвых тел. Эдди, Энджелы и Джеймса. Может быть, это всего лишь больной розыгрыш Эдди? Несомненно, человек с такими отклонениями в психике счел бы забавной столь жестокую шутку. Может быть, это свидетельствовало о его намерении убить всех, кто здесь находится, включая самого себя. Или же он просто получает удовольствие, издеваясь над остальными. Но если хоть что-то из этого правда, то почему он не вырыл могилу и для Марии? Может,
Не он убил ее? Могила Джеймса отличалась от всех остальных. Когда он осветил ее фонариком, то оказалось, что она уходила под землю глубже, чем другие могилы. Вела ли она в новое место? Возможно, она приведет его в царство мертвых. Джеймс опустился в собственную могилу. Проход из могилы вывел его не в очередной лабиринт, а скорее в прямой коридор. Вскоре Джеймс дошел по нему к тяжелой железной двери. Как только он вошел в нее, тело его погрузилось в леденящий холод, а дыхание превратилось в белый пар. Комната оказалась холодильной камерой, освещаемой бледной флуоресцентной лампой. Джеймс нашел того, кого искал. «Эдди, что ты здесь делаешь?» – позвал его Джеймс. Винтовку он держал непринужденно, но был готов ею в любой момент воспользоваться. «А на что это похоже?» – ухмыльнулся Эдди. «Он вечно издевался надо мной. Ты жирный, вонючий кусок дерьма. Меня от тебя тошнит. Даже не вздумай показывать здесь свою мерзкую рожу». На его лице заиграла злобная кривая усмешка. «А может быть, он был прав? Может быть, я и вправду ничтожество? Жирный, вонючий кусок дерьма. Знаешь что? Неважно, насколько ты умный, насколько спортивный, красивый или страшный. Все это не имеет значения, если ты мертв. С этого момента, если кто-то вздумает надо мной смеяться, я его убью. В любом случае, быть трупом еще хуже, чем быть мной». Вел он себя еще страннее, чем тогда в кафетерии. «Хорошо, Эдди, как скажешь». Джеймс податливо кивнул, стараясь его не злить. Однако это лишь еще больше спровоцировало Эдди. «Я так и знал. И ты тоже. Ты такой же, как они, Джеймс». «Эдди, я не хотел». «Даже не пытайся. Я все понял. Ты ведь все это время тоже смеялся надо мной. С первой нашей встречи. Я убью тебя, Джеймс!» Перед тем, как Эдди смог опустить курок, Джеймс успел выстрелить из своей винтовки, специально целясь мимо. Выстрел напугал Эдди, и тот забежал в соседнюю комнату. Однако Джеймс не сразу бросился за ним. Ему было любопытно, что так спровоцировало Эдди. Но еще больше он хотел узнать наверняка, умерла ли Мария от рук Эдди или кого-то еще. Учитывая сложившуюся ситуацию, Джеймс не рассчитывал получить внятный ответ хоть на один из этих вопросов, особенно теперь, когда на нем была сосредоточена вся ярость Эдди. Джеймс понимал, что если он войдет в эти двери, то лишь один из них сможет выйти оттуда живым. Но Эдди все-таки был человеком, неважно, сумасшедшим или нет, а убить человека – это не то же самое, что убить монстра. С другой стороны, больше идти ему было некуда. Выбраться через дыру обратно на кладбище он уже не мог. Оставалось лишь идти вперед, навстречу с судьбой и с Мэри. Все еще терзаемый сомнениями, он приготовился к худшему и открыл дверь. Комната, в которой скрылся Эдди, оказалась просторным складом-холодильником. Повсюду с потолка свисали подвешенные на покрытые льдом крюки туши мяса. «Ты хоть знаешь, каково это, Джеймс?» Голос Эдди донесся из глубины комнаты. Он прятался где-то внутри. «Когда тебя ненавидят, когда на тебя плюют, когда над тобой издеваются. Поэтому я избежал после того, как убил эту собаку. Сбежал, как маленькая напуганная девчонка. Все верно, я убил ту псину. Было весело. Потом и он попер на меня. Я и в него пальнул. Прям в ногу. Он визжал еще громче, чем его пес». Выстрел прогремел по всему складу, и за ним последовал звук разрывающегося мяса. Эдди продолжил. «Трудно ему будет теперь играть в футбол с пробитым-то коленом». «Кончай с этим, Эдди!» – прокричал Джеймс, прячась за свисающей тушей. «С чего ты взял, что можешь отстреливать людей просто потому, что тебе так хочется?» «Вот только не строй из себя святошу,
Джеймс, тебя этот город тоже призвал. Так что мы с тобой не такие уж разные. Два мерзавца, которые даже боятся взглянуть в глаза хорошим людям. Раздались еще 2 выстрела. Что ж, пора начинать веселье. Проорал Эдди полным злорадства голосом. Его безумный хохот пролетел по всему складу, и он тут же начал стрельбу. Выстрелы хоть и казались беспорядочными, но они однозначно были направлены в Джеймса. Эдди знал, где он прячется, и совершенно точно намеревался его убить. Откуда он, черт побери, стреляет? Летящие повсюду пули зажали Джеймса в ловушку. Огромный кусок мяса в качестве щита было единственным, что отделяло его от неименуемой смерти. Туша тряслась под градом пуль и в конце концов сорвалась с крюка и рухнула на пол, оставив Джеймса беззащитным. Вдруг стрельба прекратилась. В комнате воцарилась пугающая тишина, которую нарушало лишь поскрипывание раскачивающегося мяса. Это его шанс. Его соперник, скорее всего, перезаряжает свое оружие. Не тратя ни секунды, Джеймс бросился обратно к выходу из этого холодильника. В его планах было вернуться в соседнюю комнату и как-нибудь запереть Эдди. Он знал, что чем дольше здесь задерживается, тем больше шансов, что его пристрелят. Он также понимал, что не сможет убить человека так же спокойно, как убивал монстров. Застынь! Джеймс остановился как вкопанный, услышав этот голос. Пока он был занят своими размышлениями, Эдди подкрался сзади и теперь стоял в паре шагов от него. Ха-ха-ха, застынь! Ну ты понял, мы ж типа в холодильнике, вот ведь прикол, ха-ха-ха! Сказал Эдди и по-детски расхохотался. Ну как, уже пожалел, что вздумал смеяться надо мной? Тебе хоть немного жаль? Может, встанешь на колени и начнешь молить о пощаде, как я раньше? Не хочешь извиниться? Тебе бы следовало сейчас вылизывать пол и умолять меня сохранить тебе жизнь. Тебе даже не стыдно? Эдди уже начал плакать, и слезы текли по его улыбающемуся лицу. Умри! Он надавил пальцем на курок. Джеймс атаковал его в ответ, выстрелив из винтовки. Он в любом случае вот-вот умрет, так почему бы напоследок не отомстить? В замороженном складе раздался один выстрел. Эдди должен был выстрелить первым, но вместо этого он повалился на пол, и кровавые капли брызгами разлетелись по полу. Эдди? Джеймс опустил взгляд. Он не решался пошевелиться. Я в самом деле выстрелил в него? Черт! Это больно. Простонал Эдди. Он был жив, но, судя по всему, ненадолго. Надо же было так накосячить. Что ж, думаю, ты победил. Джеймс приблизился к нему. Ты только держись, ладно? Обещаю, я найду помощь. А какой смысл? Меня уже не спасти. Не мог бы ты меня просто добить? Сам-то я не могу. Пули кончились. Хочешь, чтобы я... Ты и вправду хочешь умереть? Какая разница? Мы все равно уже мертвы. Ты же их тоже видел? Те могилы. Мы обречены. Поэтому ты убил Марию? Марию? Это еще кто такая? И я не знаю. Просто убей меня уже. Быстрее. Очень больно. Эдди быстро покинуло сознание, а вместе с ним ушла и боль. Он улыбался. Наконец-то он был свободен. Больше ему не нужно было ни от кого бежать. Каким же дерьмом была его жизнь. Он всего лишь хотел съесть что-нибудь вкусное и посмотреть по телеку что-нибудь веселое. И только. Но люди вечно не давали ему покоя. Грязный, отвратительный
Ему было все равно, что девушки не обращали на него внимания. Жирный, тупой, ничтожный. Он терпеть не мог, когда люди приставали к нему, чтобы поиздеваться. Особенно он, тот подонок из школы. Из года в год он не упускал ни одной возможности помучить меня. Даже после выпускного он не оставил меня в покое. Поэтому я... Откуда ни возьмись, собралась стая собак. Огромные собаки, брызжа слюной и оскалив зубы, окружили Эдди в его предсмертные моменты. Ужасные твари вгрызлись ему в брюхо, вырывая внутренности и злобно рыча. Все они были точно такими же, как и та собака, которую он пристрелил в своем родном городе. Он взял отцовскую винтовку и прострелил колено тому парню, что издевался над ним в школе. А потом, в качестве профилактики, пристрелил и его собаку. И вот, они вернулись. Словно все это время они были в Сайленд-Хилле. Выжидали момента, чтобы напасть. Одна собака превратилась в 4 и повсюду преследовала Эдди, так и не простив его за свою несправедливую смерть. Он сам породил их, чтобы они терзали его плоть и рвали ее на куски. Даже сейчас, когда все уже почти закончилось. Тупая псина. Спустя все это время ты вернулась, чтобы меня покусать. Рассмеялся Эдди. С беззаботной улыбкой, растянувшейся у него на лице, он умер. Джеймс стоял, став свидетелем последних мгновений жизни Эдди. Он взглянул на свои руки. Их покрывала кровь. Его руки были по локоть запачканы невидимой кровью греха. Я убил человека. Его тело затрясло, его мысли застыли. Я убил. Глава 6. Воспоминания о береге озера. По другую сторону двери морозильной камеры был город, покрытый туманом. Раз за разом, уходя все глубже под землю, он каким-то образом снова оказывался на уровне Земли. Если этот мир выдумка, то здесь свои законы физики, и подобное вовсе не странно. Но если это реальность, то странный феномен Сайленд-Хилла должен искажать пространство. В любом случае, Джеймс вырвался из этого адского лабиринта. Но факт остается фактом. Он убил человека. Воспоминания еще не ослабли. Смотреть прямо в глаза умирающего Эдди, зная, что все это его вина. На улице становилось ярче. Он увидел, что склад расположен на берегу озера Талука, недалеко от большого дома, и использовался, скорее всего, для транспортировки провизии. Со своего места он даже видел исторический музей Сайленд-Хилла. Джеймс шел по пристани, деревянные доски скрипели под ногами, а в сердце было невыносимо пусто. Взяв небольшую лодку, он отправился через озеро. «Мэри». Имя слетело с его губ, как нежный зимний ветерок. Место, в которое он отправился, слабо виднелось на противоположном берегу. Отель Лейквью. Если бы он только мог заполнить голову приятными воспоминаниями об этом месте, это бы заглушило тьму, таящуюся в его сердце. Он продолжил грести, пристально вглядываясь через туман. Джеймс думал о руках, вцепившихся в весла, руках, запачканных кровью, руках, забравших чужую жизнь. Что-то хлюпало на поверхности озера. Краем глаза он заметил бесчисленные бледные руки под водой. Они окружили лодку, ожидая шанса, чтобы утянуть его вниз на дно озера. «Иди сюда! Иди сюда!» Звали они, приглашая Джеймса в пропасть. Он старался не смотреть на них, не отрывая взгляда от отеля. Это был маяк, уводящий его от этого соблазна. Джеймс знал, что если оторвет взгляд хоть на секунду, то утонет в этих темных водах.
Туман рассеялся, и великолепный отель предстал перед ним. Он был освещен светом прекрасных воспоминаний. Джеймс начал грести быстрее. Со своей элегантной и изысканной атмосферой отель Лейквью ничуть не изменился. Джеймс поднялся до сада. Виднелась яркая зеленая трава и несколько каменных фонтанов. Все в точности, как несколько лет назад, когда Джеймс и Мэри гуляли по саду, держась за руки. Теперь Джеймс был здесь один. Он почувствовал, как сердце забилось быстрее в груди. Он скоро вновь встретится с Мэри. Однако он не был уверен. Что если она не здесь? Страх сокрушительного разочарования начал портить настроение. Со смешанными чувствами он вошел в здание. Единственное, что поприветствовало его, был луч света, отраженный от сверкающей люстры. Он осмотрелся, но не обнаружил признаков гостей или сотрудников отеля. Ничего, кроме пустой тьмы. Что это? Джеймс на долю секунды заметил что-то глазами, пока светил фонариком. Он осмотрелся снова. На стене прямо у входа была табличка, где была изображена карта отеля. От руки было написано сообщение, а также обведенная кругом комната 312. «Жду тебя». Хотя почерк казался знакомым, он не был уверен. Но нежный и гладкий почерк – это в стиле Мэри. Это было сообщение от нее. Джеймс был уверен. Мэри действительно жива, и она ждет его. Теперь, когда он думал только об этом, он запомнил номер комнаты 312. Джеймс побежал в заднюю часть здания и поднялся по лестнице на 3-й этаж. Он шел вдоль дверей. 310, 311, 312. Перед тем, как войти, Джеймс воспользовался моментом, чтобы выпрямиться. Он зачесал пальцами свои растрепанные волосы, отряхнул грязь и пыль с одежды, а также вытер грязь с обуви носовым платком. Больше он ничего не мог сделать. Куртка и штаны были пропитаны потом. По крайней мере, теперь он выглядит более презентабельно для встречи с Мэри. Плотно сжатым кулаком он нерешительно постучал в дверь. «Мэри, это я, Джеймс!» Он ждал в неловком молчании. Ответа не было. Опасаясь самого худшего, он постучал сильнее. Дверь все еще была закрыта. «Она, наверное, вышла», – успокаивал себя Джеймс. «Да, точно. В конце концов, она же не знает, что я здесь, поэтому она не стала в одиночестве сидеть в своей комнате, ожидая меня». После небольших раздумий он спустился по лестнице и вернулся в фойе. Может быть, она оставила письмо, адресованное ему на стойке регистрации. Если она написала сообщение на карте, то наверняка оставила письмо для него. Как и прежде, вокруг ни души. Будто отель был закрыт, но не безлюден. Повсюду недавние следы. Ковер идеально вычищен. Не было ни пылинки. Не было даже полупустой чашки кофе за пределами кофейни. Как он и ожидал, на стойке лежало письмо. «Мистер Джеймс Сандерленд, видеопленка, которую вы забыли, хранится в офисе 1-го этажа». Он предположил, что это указание от Мэри. Возможно, это было то, что он забыл несколько лет назад. Офис был на другой стороне стойки регистрации. Так как никто не ответил на звонок, ему придется найти все самому. Он нашел запись на столе. Пока у него был шанс, он позаимствовал ключи от номера 312, решив подождать возвращения Мэри. Возвращаясь к лестнице, Джеймсу показалось, что он услышал красивую мелодию. Звук шел из ресторана по другую сторону фойе. «Пианино?» Он внимательно слушал. Хотя звук иногда фальшивил, это было определенно пианино. Джеймс внезапно опечалился. Мэри любила играть на пианино, хоть и вообще не умела. Может быть, это она играет сейчас? Сердце забилось в груди, он ворвался в ресторан и увидел маленькую девочку, сидящую на стуле, которая радостно жала по клавишам. Это была Лора. Заметив Джеймса, Лора оторвалась от игры с улыбкой. «Ты с ума сошел? Ты думал, что я Мэри, не так ли?» «Да». Джеймс был озадачен.
Расстроившись из-за того, что это была не Мэри, он не знал, как реагировать на такую неожиданную встречу. Лора спрыгнула со стула и встала рядом с Джеймсом. Ты тоже здесь, чтобы увидеть Мэри? «Поэтому ты тут, Лора?» Где она? Ты не знаешь? Джеймс замер. Она спрашивала его, где Мэри, но не это ли причина, по которой он гонялся за ней? «Постой, ты тоже не знаешь?» Лора покачала головой. Не, все, что я знаю, это то, что она должна быть в городе. Но я уже слишком устала, ноги затекли, и, кажется, я ищу уже целую вечность. «С чего ты взяла, что она в городе?» Она так сказала в своем письме. «Что за письмо?» То, что я получила от Мэри. Хочешь увидеть? «Конечно хочу. Пожалуйста, позволь прочесть». Как же мне поступить?» Сказала она с усмешкой. «Умоляю, пожалуйста, покажи». Лора была ошеломлена, увидев взрослого, который умолял ее, но в итоге уступила. Хотя она была и озорная, она знала, когда нужно остановиться. Она достала письмо из кармана юбки. Письмо было внутри белоснежного конверта с надписью «Лори». «Ничего, если ты прочитаешь. Только не говори Рэйчел». «Кто такая Рэйчел?» «Это наша медсестра. Я взяла это из ее шкафчика». «Так вы лежали в одной больнице с Мэри». Джеймс развернул письмо. «Моя дорогая Лора, я оставлю это письмо Рэйчел, чтобы она отдала его тебе после того, как я уйду. Я теперь далеко, в тихом и красивом месте. Пожалуйста, прости меня за то, что не попрощалась. Будь хорошей девочкой, Лора. Не веди себя строго с сестрами. И, Лора, насчет Джеймса. Я знаю, что ты ненавидишь его, потому что думаешь, что он был недобр ко мне. Но, пожалуйста, дай ему шанс. Он иногда груб и мало смеется, но в душе он хороший человек. Лора, я люблю тебя как собственную дочь. Если бы все сложилось иначе, то я бы удочерила тебя. С 8-м днем рождения, Лора. Навеки твой друг, Мэри». Дочитав до конца, Джеймс спросил Лору. «Тебе 11, да? Значит, это письмо 3-летней давности». Лора обидчиво ответила. «Как грубо обращаться ко мне, будто я старушка. Мне исполнилось 8 на прошлой неделе». «Это был просто вопрос. Прости. Итак, Мэри была действительно жива. Ну, по крайней мере, она была жива 3 года назад». Эта мысль наполнила его глаза теплыми слезами. «Но в письме нет ни слова о Сайленд-Хилле». «До тебя правда не дошло?» Лора говорила словно учительница, ругающая ученика. «Она сказала в тихом и красивом месте, правильно? Мэри постоянно говорила о Сайленд-Хилле. Она показывала мне кучу фотографий. Она всегда говорила, что хочет вернуться. Поэтому-то она должна быть здесь». Это были детские рассуждения. Хотя она казалась старше своего возраста, она все еще ребенок. Для взрослых тихое и красивое место имеет совершенно другой смысл. «У меня есть еще письмо. Прочитав его, ты все поймешь». «Еще одно? Где?» Лора покопалась в кармане. «Я, наверное, выронила его». Был ли это еще один трюк Лоры? «Где оно, Лора?» Не дав Джеймсу договорить, Лора выбежала из ресторана, оставив ему письмо, адресованное ей. Джеймс попытался догнать ее, но она словно испарилась. Тихое, красивое место. Мэри сказала, что будет там. Честно говоря, это может быть какое угодно место. Не только рай. Лоре только что исполнилось 8. Но это невозможно. Мэри умерла 3 года назад. Но если Лора сказала правду, то она все еще жива. Это бессмыслица. Мэри должна... Не понимаю. Все было слишком запутано, чтобы искать смысл. Джеймс вернулся в комнату 312, тяжело ступая, будто его ноги налились свинцом. Он отказывался принимать смерть Мэри. Если она не умерла 3 года назад, то она сейчас должна быть в порядке.
Но если я ошибаюсь, то все напрасно. Этого не может быть. Джеймс покачал головой в попытке избавиться от этих унылых мыслей. Сообщение на карте отеля было написано Мэри. Это ее почерк. Она пришла сюда. Она не умерла в больнице. Она выздоровела и выписалась. Это бы соответствовало словам Лоры. Он вспомнил о видеозаписи в кармане куртки. Лента с забытыми воспоминаниями. Может, там было что-то еще? Может, еще одно сообщение от Мэри? Может, после инцидента, который довел Silent Hill до нынешнего состояния, весь персонал отеля и гости должны были эвакуироваться? В спешке покидая город, Мэри могла забыть ленту. Там могло бы быть что-нибудь о месте, где они укрылись. Это имело смысл. Должна быть причина. Шаги Джеймса становились все тише. Но кое-что все-таки не сходится. Лора. Если все, что происходит в Silent Hill, реально, то как Лора могла беззаботно бродить по улицам, кишащими монстрами? Дойдя до номера 312, Джеймс вставил ключ. Неважно, что было правдой, пока он не посмотрит запись. Там должны быть хоть какие-то ответы. Номер 312 был двухместным. Чуть лучше, чем Джеймс мог позволить себе на свою зарплату. В отличие от тусклых коридоров в остальной части отеля, номер 312 был освещен мягким светом. Когда он был здесь с Мэри, комната переливалась ослепительным солнцем, и было видно сверкающее озеро Талука за окном. Телевизор был расположен у стены у окна с креслом напротив. Джеймс вставил кассету и сел в кресло. После статического шума видео заиграло. На экране было изображение Мэри. «Ты все еще снимаешь? Ну хватит!» — сказала Мэри, подойдя к одному из окон номера 312. Ее лицо было освещено веселой улыбкой. «Не знаю почему, но мне здесь очень нравится. Здесь так тихо и спокойно». Она повернулась к камере. «Знаешь, что я услышала в аптеке? Они сказали, что весь этот район раньше был священным местом. Кажется, я догадываюсь, почему». Она была сентиментальна. «Ужасно, что мы уезжаем так рано. Пожалуйста, обещай, что ты снова привезешь меня сюда, Джеймс». Сказав это, Мэри начала сильно кашлять. Камера затряслась, изображение размылось до тех пор, пока картинка не пропала. Не отрывая взгляда от экрана, Джеймс понял, что он рыдает. Это были не слезы благодарности, что он вновь увидел свою жену. Это были не слезы счастья. Эти слезы были словно капли крови, вытекающие из раненого сердца. Из открытой раны льется поток ужасных воспоминаний. Изображение на экране перекрывалось образами в голове. Это их дом. Любовное гнездышко Мэри и Джеймса. Шторки на окнах задернуты, в комнате темно. Мэри лежит в собственной кровати. Мучительно кашляет. Глядя на Мэри, стоя у ее кровати, дотронувшись до ее дрожащих рук. Она задыхается. Ее мучительный кашель прекратился. Единственный звук – ее удушающий крик. Ее слабое, хрупкое тело спокойно лежит. Он несет ее безжизненное тело на своих руках. Сидя в кресле, сердце Джеймса со стоном разбилось. Реального было слишком много для него. Он вспомнил все. Он не услышал скрип двери за спиной. «Джеймс!» Он был полон горя и не слышал голос, зовущий его. Лора вошла в комнату. Она весело говорила. «Джеймс, вот ты где! Когда ты ушел из ресторана, я тебя обыскалась!» Она подошла к нему, но когда увидела его лицо, она озадачилась. «Джеймс, почему ты плачешь? Ты так и не нашел Мэри?» «Лора, Мэри здесь нет». У Джеймса был низкий голос. Ее нет нигде в этом мире. «Что?» Она умерла. «Нет, ты лжешь!» Это правда. «Она умерла из-за болезней?» Прошептала Лора, пока слезы стекали по ее шокированному лицу. Встав с кресла, Джеймс оперся на одно колено
и посмотрел Лоре прямо в глаза. Нет, она умерла, потому что я убил ее. На мгновение Лора смотрела на Джеймса в недоумении. Без предупреждения она оттолкнула его руку и ударила по лицу. Джеймс не пытался остановить ее. Идиот! Зачем ты это сделал? Ты убийца! Верни ее! Верни мне Мэри! Я знала, ты не заботился о ней! Я ненавижу тебя, Джеймс! Я ненавижу тебя! Ненавижу тебя! Она добавляла удар к каждому слову, и с каждым разом сила росла. Она заговорила тихим слабым голосом. Мэри всегда ждала тебя. Потратив всю энергию на крики, она рухнула и разрыдалась. Джеймс нежно обнял ее. Мне так жаль. Мэри... Она... Пусти меня! Лора вырвалась из его объятий. Она побежала к открытой двери, гневно озираясь на Джеймса глазами полными слез и ненависти, и захлопнула за собой дверь. Лора, прости. Бормотал сам с собой в пустой комнате Джеймс. По крайней мере, он благодарен за шанс сказать ей всю правду, пусть она и не поняла его до конца. Она была еще ребенком. Слишком много боли для нее. Радио зашумело, но не белым шумом, как предупреждение о монстре. Бегун на второй базе сделал бросок к третьему. Согласно отчету, опубликованному Бюро переписи населения, в первой половине этого года самая мягкая кожа. Мы гарантируем, что вы останетесь довольны. Это были хаотически смешанные голоса. Бейсбольные трансляции, новости, экономика. В конце концов, голос женщины пробился вперед. Джеймс, где ты? Я жду. Я всегда буду ждать. Почему ты не приходишь ко мне? Ты ненавидишь меня? Поэтому ты не хочешь встретиться со мной? Джеймс! Джеймс! Пожалуйста, поспеши. Ты заблудился? Я прямо здесь. Так близко. Джеймс, я хочу вновь увидеть тебя. Ты меня слышишь? Джеймс! Эй, Джеймс! 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 Этот голос... Джеймс в немом изумлении уставился на радио. Он слышал ее так четко. Это был ее голос. Интересно, они все еще гонятся за мной? После всего... Думала Энджела, когда забрела в темные залы отеля. Ее всегда преследуют эти мерзкие существа. Уродливые фигуры, воплощающие грязные мужские желания. Они повалили ее на землю и начали домогаться. Волосы вставали дыбом от мыслей о тех ужасных вещах. Но что действительно пугало Энджелу, это те, кто преследовали ее на пути от родного города. Конечно, она была в розыске. Полиция, должно быть, ищет ее. Она не может быть арестована. Как ее могли обвинить в их убийстве? Они получили по заслугам. Мама мне не помогла. Она должна была знать. Как она могла не знать, что происходит с ее собственной дочерью? Если бы она знала, она предпочла забыть. Я сделала лишь то, что должна была. Это была самооборона. Я просто не могла больше терпеть. Бог простит меня. Я не пойду в ад. Они будут там. Меня не волнует, если они будут гореть вечность. Она представляла, как ее брат и отец охвачены огнем, кричащие от боли. Они молили о прощении, которого никогда не получат. Энджела улыбнулась. Ее мягкий смех эхом разносился по темноте. Джеймс все-таки решил покинуть номер 312, но мир, что ожидал его за дверью, совершенно изменился. Некогда богатый отель теперь разваливался. На стенах были трещины, слой пыли покрывал полы, а потолок был почти скрыт за тонким слоем паутины. Даже сад позади здания, который он мог едва разглядеть через грязные окна, был заброшен и зарос травой. Он был в номере совсем недолго. Джеймс спустился по лестнице, прошел весь второй этаж. Он заметил вяло приближающуюся фигуру из темноты.
Сначала он подумал, что это какое-то четвероногое животное, но по мере приближения он увидел, что это тоже существо, что напало на Энджелу. Это первый раз, когда он увидел монстра с тех пор, как прибыл в отель Лейквью. Существо, преграждавшее путь, разожгло огонь внутри Джеймса. «Глупое насекомое! У меня нет времени возиться с тобой сейчас!» Если этот похож на своего предшественника, то убить его будет просто. Его волновало только количество патронов. Пока их еще полно, но он не мог позволить себе стрелять наугад и бесполезно тратить их. Если бы он только мог снять его с одного выстрела. Джеймс быстро придумал план действий. Он выстрелит в существо. Если ему повезет и оно умрет, волноваться не о чем. Если выживет, то будет сильно ранено и слишком слабо, чтобы крутиться вокруг. Этот кроватеподобный монстр подполз ближе. Джеймс присел на одно колено и прицелился из винтовки. Из-за плохого освещения он нацелился на то, что ему показалось головой, и нажал на курок. Оно издало ужасный вопль, когда пуля пробила плоть. Ноги существа дрогнули, и оно упало на пол. Однако по-прежнему шевелилось. Обходя его, Джеймс собирался бежать, как вдруг почувствовал, что монстр схватил его за лодыжку. Его ярость достигла точки кипения, и он начал жестоко пинать существо по голове свободной ногой. «Отвали от меня!» Он бил прикладом винтовки по руке монстра снова и снова. Наконец-то оно потеряло хватку. Существо издало низкий стон и испарилось, словно воздушный шар, спустивший весь воздух. На этот раз он точно был мертв. Джеймс полз на пол, все еще плотно прижимая кровавую винтовку. Дыхание стало отрывистым, сердце бешено колотилось в груди. В тот момент, когда существо схватило его, он был уверен, что умрет. Несколько мгновений, и он пришел в себя, встал на ноги и поспешил вперед. Этот голос. Голос по радио. «Я здесь!» Тот голос все еще отдавался в сердце. Она была жива. Она была где-то в этом отеле. «Мэри!» Мэри умрет? Вы шутите, да? «Мне очень жаль». Но вы же врач! Вы должны помогать людям! Неужели ничего нельзя сделать? «Пожалуйста, успокойтесь. Как врач, я обещаю, что сделаю все, что смогу. Однако эффективные средства для ее лечения пока не обнаружены». Сколько ей осталось? Трудно сказать наверняка. Может быть 6 месяцев, а может 3 года. Мы не знаем. Джеймс прокручивал этот разговор у себя в голове, пока бродил по разваленным коридорам. В момент, когда он постиг отчаяние, его счастливая жизнь кончилась. Будто он умер еще до Мэри. Будто он в ловушке, с сердцем полным нескончаемой боли. С каждым днем становилось все хуже, пока он смотрел на свою умирающую жену. Отчаяние переросло в холодную ярость. Поиски Мэри заставили Джеймса проверить все номера, один за другим. Он вламывался в каждую комнату и осматривал ее сверху донизу. Ванную, шкафы, под кроватью. Он уходил все дальше в глубину. Тьма сгущалась, как лампы, освещавшие коридор, меркли. Воздух был очень тяжелый, было трудно дышать. Будто возник какой-то барьер, который мешал Джеймсу идти дальше. Беспокойство приносило и то, что большое количество монстров затаилось. Их рычащие крики раздавались эхом и сливались в единый ужасный хор. Отель стал местом безумия. После того, как он закончил проверять все номера западного крыла, он вернулся в коридор и обнаружил, что оказался в восточной части. Номера здесь ничем не отличались. Джеймс спустился в подвал. Коридор был затоплен мутной по пояс водой. Пытаясь поскорее уйти отсюда, Джеймс очутился в просторном баре, прошел через кухню бара и вышел в заднюю дверь. По его расчетам, он должен вернуться туда, откуда пришел. Если он продолжит, то поднимется в восточное крыло первого этажа. Когда он открыл последнюю дверь, как Джеймс и ожидал, он увидел лестницу. Однако это место отличалось.
В отличие от остальной части подвала, здесь не было ни капли воды. Воздух стал раскаленным. Фонарик стал бесполезен, было светло, будто лучи полуденного солнца освещали это место. Он посмотрел вверх на лестницу. Огонь. Красные языки пламени лизали стены и потолок и опускались ниже по ступенькам. Он увидел очертания двух тел, прибитых к стене. Мужчина средних лет и молодой парень. Хотя они висели посреди пламени, на их теле не было ожогов. Похоже, эти двое были еще живы. В голове возникли образы грешников, горящих в пламени. Человек медленно спустился по бесконечно длинной лестнице, словно посланник с небес. Однако мир перевернулся, когда человек вышел из черной бездны. Это была Энджела. Легкий ветерок кружил ее волосы. Ее ярко освещенное лицо было наполнено волнением с оттенком грусти. «Мама, я, наконец, нашла тебя. Только ты осталась. Может, теперь я буду счастлива?» Сказала Энджела и подошла к Джеймсу. Джеймс невольно отошел назад. «Почему ты уходишь?» С нежной улыбкой Энджела протянула руку и коснулась щеки Джеймса. Вдруг она замерла. «Ты не моя мама». Она убрала руку и отступила на несколько шагов назад, будто боялась его. «Джеймс, это ты?» По лицу видно смущение, но в голосе слышалось разочарование и отвращение. «Я так понял, ты все еще не нашла свою маму?» – спросил Джеймс. Он чувствовал себя странно, поддерживая беседу посреди пожара, но не был обеспокоен. Факт того, что пожар не распространился за пределы комнаты, а он и Энджела не сгорели, намекал на невозможность происходящего. Это лишь очередная галлюцинация, яркая иллюзия, маскирующаяся под реальность. Энджела – выдумка. Ее лицо стало мрачным, будто разговаривая сама с собой, она начала выливать всю ненависть, которая копилась в ее сердце. «Мама, ты знала, правда? То, что брат и отец делали со мной каждую ночь, но все равно делала вид, что не замечаешь». Наконец, начав понимать боль Энджелы, Джеймс молча слушал. Я ушла искать свою маму после того, как она оставила папу и ушла из дома. Слезы стекали по лицу Энджелы. Не слезы тоски по любимой матери, а слезы разочарования. Слезы человека, который остался совсем один и ведом только желанием отомстить. «Я уже позаботилась о папе и о брате тоже», – возрадовалась она. «Я позаботилась о них обоих. Ножом». Она говорила о ноже, который она оставила в комнате с зеркалом в апартаментах Вудсайд. Это было орудие убийства. «Энджела, я думаю, тебе нужно простить их. Не только их, но и себя». «Ты лицемер! Как ты смеешь говорить такое?» Энджела пристально смотрела на Джеймса, и огонь, казалось, разгорался еще ярче. «Что насчет тебя? Ты простишь меня? Спасешь меня? Будешь вечно меня защищать? Скажешь, что любишь меня?» Джеймс не мог заставить себя ответить. Его молчание было встречено грубым словесным натиском. «Видишь, я так и знала. Еще один человек притащился в этот город, чтобы сгнить за свои грехи. Думаешь, можешь поучать меня о прощении? Не смеши меня!» Энджела повернулась к нему спиной и стала подниматься по лестнице. Она остановилась, будто что-то вспомнила, оглянулась через плечо и произнесла: «Я бы хотела вернуть свой нож». Джеймс уставился на Энджелу, как если бы он мог раскрывать намерение одним взглядом. Он покачал головой. «Я не могу. Я не могу это сделать. У меня его нет». Глаза Энджелы наполнились подозрением. «Ты уверен, что не присвоил его себе?» «Нет, я бы никогда не убил себя». На этот ответ Энджела тяжело вздохнула. Джеймс надеялся прочитать мысли Энджелы, но казалось, что это она видела его насквозь, а не наоборот.
Она видела то, о чем Джеймс даже был не в курсе. Энджела ушла с мягким смехом. Она нашла свою могилу. Пламя раздулось и вышло из-под контроля. Невыносимая жара заставила Джеймса вернуться в затопленный коридор. Он бежал от гиены огненной и от слов Энджелы. Осторожно открыв дверь, Джеймс вернулся к пожарной лестнице и обнаружил, что пламя исчезло. Не было ни малейших следов пожара, даже 2 тела на стене исчезли. Это было доказательством того, что все это лишь иллюзия. Но значит ли это, что пустынный внешний вид отеля тоже иллюзия? Джеймс поднялся по лестнице, усыпанной щебнем, и оказался на 1-м этаже восточного крыла. Все двери вдоль извилистого коридора были заперты. Был только один вариант – продолжать идти до тупика. В конце коридора была открытая дверь, которая вела в еще один коридор. Он отличался тем, что все стены, пол и потолок были из металлической сетки, под которой ползало много существ. Больше не чувствуя страха, Джеймс спокойно шел вперед, стреляя во всех попавшихся тварей, пока не кончились патроны. В конце коридора был еще один номер. Джеймс стоял перед дверью, чувствуя неестественную тяжесть в воздухе. Он чувствовал сильное сопротивление по другую сторону металлической двери, будто номер не хотел, чтобы в него входили. «Это последняя остановка», – прошептал Джеймс и толкнул дверь, которая неохотно открылась с тяжелым скрежетом. 1-й этаж был как на ладони. Только на этот раз картина перед глазами была незнакома. Диваны, столы, кафетерий, даже стойка регистрации – все исчезло. Было пусто, как в чрезмерно большой тюремной камере. Единственное, что осталось – огромная парадная лестница на 2-й этаж. На самом верху лестницы Джеймс увидел женщину. Она, казалось, стояла вверх ногами. Точнее, висела головой вниз. Это было похоже на распятие. Возле нее стоял палач, огромный человек с таким же огромным копьем. Это был Пирамидоголовый. С чувством полной безнадежности Джеймс понял, что там мрачно стояло сразу 2 существа по обе стороны лестничной площадки. «Джеймс!» Женщина кричала в отчаянном ужасе. Это была Мария, молящая о помощи, умоляющая о жизни, которая уже дважды прерывалась прежде. Он ничего не мог сделать. Медленно покачав головой, Джеймс произнес голосом, отягощенным горем: «Стой! Просто прекрати! Хватит бесконечных пыток!» В конце концов, он наконец понял. Эти явления не хаотичны и не случайны. Истинная причина появления существ, преграждавших его путь, все это было по чьей-то воле. Но он знал это с самого начала. Он просто не позволял себе признаться в этом. Он цеплялся за единственную надежду – желание забыть реальность. Однако Джеймс не создавал все сам. По своему собственному выбору он позволил Сайленд-Хиллу помочь в создании иллюзии. Это место было сообщником. Поэтому он был приглашен, вызван городом, как Эдди и Энджела. Они были такими же грешниками, оказавшимися в собственных кошмарах. «Я умоляю, пожалуйста, хватит!» Пламенный призыв Джеймса был встречен ужасным воплем. Эхо болезненного крика Марии разлетелось по огромной камере, когда монстр проткнул ее тело копьем. «Нет!» – крикнул Джеймс. Стиснув голову руками, он беспомощно рухнул на колени. Он увидел чудовищных палачей. И прежде чем понял это, они окружили его с обеих сторон, ожидая приговора очередному преступнику. «Я был слаб», – мягко произнес Джеймс. «Поэтому желал вашего существования». Он повернулся к приближающимся существам. «Мне нужен был кто-то, чтобы наказывать меня за мои грехи. Но больше нет». Он покачал головой, и в его словах было все больше уверенности. «Теперь я понимаю».
Я сам должен покончить с этим. Вцепившись в винтовку, он поднялся на ноги. С чуть заметной улыбкой того, кто только что открыл великую истину, он выстрелил в пирамидоголового. Безрукие существа, созданные из чувства заключения. Манекеноподобные монстры и их тела, состоящие из двух пар ног, родились из похоти. Твари, ползающие под полом, возникли из-за желания побега. Все это создано моим подсознанием, тьмой в сердце. Они просто галлюцинация, которую этот город странной силой превратил в реальность. Ну, не полную реальность. Интересно, кто-нибудь еще видит этих существ? Может, только те, у кого внутренний мрак совпадает с мраком Сайлент-Хилла, испытывает эти ужасы. У каждого человека разное зло внутри. Не все видят подобных существ. Невозможно представить, с чем столкнулся Эдди. Но странный кроватеподобный монстр был создан кошмарами Энджелы. Может, у нас похожая тьма внутри, что позволило мне увидеть и даже быть атакованным этим существом. Это бы также объяснило явление с пожаром. Неудивительно, что Лора всегда казалась такой спокойной. Она бродила по городу, заполненному монстрами, абсолютно не беспокоясь, потому что ее сердце было чистым. В ней не было тьмы, поэтому она, наверное, видела лишь пустой город. «Лора, мне очень жаль. Я убил женщину, которую любил, и забрал у тебя лучшего друга». Джеймс продолжал расстреливать двух монстров. Он решит все сам. Он готов решить судьбу палачей, которых создал для себя. Он стрелял без перерыва, не задумываясь о том, сколько патронов у него осталось. Не было никаких шансов на победу. С самого начала Джеймс знал, что невозможно победить этих существ. Ему еще ни разу не удавалось убить их. Так почему он надеется на победу в этот раз? Но он спокойно принял этот факт. То, что было действительно важно сейчас, это борьба. Борьба со своими страхами и желание избежать клейма труса, даже если это означало смерть. Преследуя Джеймса, существа двигались очень медленно. Он увернулся от копья и пользовался любыми возможностями, чтобы отогнать их прочь. Так как они были иллюзией, существовали только в голове Джеймса, возможно, есть способ повлиять на их движение. К этому моменту они стали сильными, поглотив все его страхи и слабости. Теперь, когда он от всего этого избавился, они стали подобны другим существам. Они были уязвимы. Однако у них по-прежнему были крепкие мышцы и гигантская сила. Их тела дрожали от каждой пули, но они не останавливались. В следующий момент битва закончилась. Джеймс сделал последний выстрел. Он знал, что в кармане больше нет патронов, а монстры все приближались. Сам того не замечая, он позволил им загнать себя в угол. Каждый их шаг приближал неизбежный конец. «Вот и все». Джеймс горько улыбнулся. Он смотрел на острие копий и шагал вперед. «Убейте меня! Давайте, ублюдки! Убейте меня!» Существа остановились. Они повернулись навстречу друг другу, приподняв шлем, и направили свои яростные копья в шеи. Облокотившись на деревянную основу копья, как на столб, они повисли в воздухе. Джеймс нахмурился и осторожно подкрался ближе. Он протянул руку и положил ее на ближайшего монстра. Тот был холоден и тверд, как камень. Пирамидоголовый стоял теперь как статуя, словно напоминание о ночном кошмаре. В этот самый миг, словно в ответ, оригинал письма Мэри исчез из кармана Джеймса. Тело Марии не было видно на вершине лестницы. Как и ожидалось, Джеймс дошел до прихожей. Внешний вид стал еще хуже. Черные шрамы от пожара портили вид некогда красивого отеля. Единственный доступный путь через парадный вход. Однако, когда Джеймс открыл дверь, он увидел не туман и не озеро, а очередной коридор,
тянущийся вперед. Казалось, он бесконечен. Он слышал голос. Это голос Мэри. Запечатанные воспоминания вновь начали оживать. Что ты хочешь? Ты принес мне цветы? О, они прекрасны. Ты принес их, чтобы позлить меня? Убирайся отсюда! Когда я впервые увидела свое лицо в зеркале, мне было противно. От болезней и лекарств я была похожа на монстра. На что ты уставился? Почему ты просто не уйдешь? Я никому не нужна. Я все равно скоро умру. Зачем ждать? Может, проще ты меня убьешь прямо сейчас? Я думаю, врачи делают неплохие деньги на мне. Может, поэтому они оставили меня в живых. Ты еще здесь, Джеймс? Убирайся! Ты слышишь меня? Никогда не возвращайся! Ее беспощадная тирада продолжалась. Наступила короткая пауза, которая сменилась хлопком двери. Мэри заплакала и говорила слабым голосом. Джеймс, подожди. Пожалуйста, не уходи. Пожалуйста, не оставляй меня. Я не хотела. Пожалуйста, скажи мне, что все будет хорошо. Я не хочу умирать. Джеймс, помоги мне. В то время Мэри ослабла из-за постоянной борьбы с болезнью. Все следы ее былой красоты, ее блестящие волосы и светлая кожа пропали из-за лекарств и лучевой терапии. Она начала терять себя. Спокойная женщина, некогда добрая и разумная, она стала грубой и злой. Она нецензурно выражалась, а ее слова ненавистным проклятием обрушивались на Джеймса, как гвозди в грудь. Это больше, чем Джеймс мог вынести. Ужасно наблюдать, как ее сердце наполняется злобой, а она сама постепенно уходит. Красивая, нежная душа, в которую он когда-то влюбился, ушла из мира. Вот почему он не мог смотреть, как она страдает. Вот почему он должен был прекратить это собственными руками. Будто под конец его паломничества он наткнулся на последнюю дверь. Когда он открыл ее, волна тумана разнеслась по коридору. С другой стороны, он видел берег озера в дыму. Он чувствовал тревогу и чье-то присутствие. В тумане скрывался истинный демон Сайленд-Хилла. Ржавая железная лестница уходила далеко вверх и исчезала в белом небе. Она была похожа на пожарную лестницу, ведущую на крышу отеля. Он знал, что должен забраться туда. Его не интересовало, путь ли это к Богу или же дьяволу. Женщина ждала его на вершине полуразрушенной крыши. Он видел только спину, пока она стояла у окна и смотрела на мир внизу. У нее были такие же волосы, как у его покойной жены. «Мэри?» Женщина обернулась на голос Джеймса. Вдруг она разразилась презрительным смехом. «Почему ты больше не можешь смириться с фактом? Мэри мертва. Помнишь, ты убил ее? Ее здесь больше нет!» Глядя на женщину, Джеймс грустно улыбнулся. «Достаточно». «Что? Можешь заканчивать». «О чем ты? Тебе больше не нужно притворяться Мэри». «Я Мария. Если позволишь, я останусь с тобой навсегда. Я никогда не буду кричать на тебя и никогда не буду для тебя обузой. Разве ты не этого хочешь, Джеймс?» «Теперь я все вспомнил. Ты не Мэри, но ты и не Мария. Тебя не существовало с самого начала». «Лжец! Я существую! Я стою прямо перед тобой! Я буду с тобой вечно!» Ненависть появилась на ее лице, а тело начало изменяться, пока она полностью не превратилась в монстра. Еще одна иллюзия? Или это истинная форма Марии? Она имела вид человека, связанного металлом в прямоугольной кровати, как в рамке, такой же, на которой лежала Мэри во время болезней. Она была подвешена вверх ногами в манере распятия.
Даже в такой ужасной форме лицо Марии было по-прежнему молодо и красиво, словно цветок, растущий среди сгоревших обломков. Женщина-монстр говорила любящим голосом. Джеймс, почему бы тебе не стереть все эти болезненные воспоминания, забыть лицо Мэри и заменить на мое? Это было одно из твоих желаний, верно? Забыть прошлое, чтобы ты мог жить в мире грез. «Я не позволю тебе вернуть Мэри!» Его мысли об умершей жене. Они создали этого демона. Она собирается убить меня? Но не значит ли это, что она тоже исчезнет, как пирамидоголовые? Или может, она существует как отдельная личность? Может, она так переполнена ревностью и ненавистью, что попытается убить меня из-за своей сумасшедшей влюбленности? Мария хотела убить Джеймса и исчезнуть вместе с ним. Джеймс оттолкнул эти мысли в сторону. В магазине была парочка патронов, которые он зарядил после битвы с пирамидоголовыми. Она не та женщина, которую он любил, но он не мог заставить себя выстрелить. Даже после того, как она превратилась в демона. Она была его проводником, когда они бродили по пустынным улицам. Ее улыбка облегчала его одиночество. Даже сейчас, глядя на ее лицо, похожее на Мэри, на сердце становилось легче. Джеймсу пришлось убегать, чтобы избежать атак монстра. Омерзительный монстр с сияющим лицом Девы Марии свободно плавал в воздухе, где было достаточно пространства для маневра. Острые когти торчали из пальцев, а края клетки были как лезвия. Но что было реальным? Любовь или ненависть? Мария действительно действовала по своей воле? Джеймс колебался, пока подозрения росли в его голове. Ведь он смотрел на самого себя. Мария же родилась из его подсознания. Это значит, что Мария всего лишь очередная форма его собственных эмоций. Ее любовь и ревность были умело замаскированными отговорками, чтобы обмануть самого себя, потому что он был тем, кто хочет умереть. Однако он боялся смерти, и ему нужен был кто-то, чтобы убить его. Это мерзкое желание превратило Марию в демона. Неужели я такой трус, что мне нужен кто-то, чтобы убить меня? Как трогательно. Джеймс рассмеялся про себя. Он остановился и повернулся лицом к существу. Он поднял винтовку и направил на демона, на Марию. Ты не Мэри. Ты просто искаженная иллюзия Мэри. Ты создана, потому что я отказывался видеть правду. Вот почему я возьму все драгоценные воспоминания, болезненные воспоминания, даже все мои глупые ошибки. Я уничтожу их. Мария, это для тебя, чтобы уничтожить твою искаженную форму и вернуть истинную Мэри. С этими словами Джеймс нажал на курок. Пуля пронзила ее грудь, разбрызгивая кровь. Она испустила крик, звучащий как пение. Раздался глухой стук, когда монстр упал на пол. Джеймс, пробормотала Мария, беспомощно лежа на полу. Джеймс. Она выглядит в точности как Мэри, когда... В смеси фантазии и воспоминаний Джеймс обхватил руку жены, прикованной к постели. Мэри, мне так жаль. Я прощаю тебя, сказала Мэри, и нежная улыбка появилась на ее бледном лице. Я же сказала, что хочу умереть. Хочу, чтобы боль прекратилась. Я не хочу больше видеть, как ты страдаешь. Вот почему я... Нет, это неправда. Джеймс покачал головой. Ты говорила, что не хочешь умирать. Правда в том, что часть меня ненавидела тебя. Я думал, что моя жизнь станет легче, если ты уйдешь. Ты убил меня, и теперь страдаешь из-за этого.
Хватит, Джеймс. Веки Мэри закрылись. Послышался ее последний мягкий вздох. Джеймс вспомнил. Все верно. После того, как я задушил ее, я поднял ее с кровати и понес к машине. Это было всего несколько дней назад. Ага! Лора издала восхищенный возглас. Не могу поверить, что потеряла его в таком глупом месте. Лора подобрала письмо Мэри, которое лежало возле ножки табуретки у рояля все это время. Оно, наверное, выскользнуло из кармана юбки, когда она играла. Это было одно из 2 писем, которые она украла из шкафчика медсестры Рэйчел. Это было адресовано Джеймсу. Джеймс убежал с тем, что было адресовано Лоре. Где бы она ни искала, она не могла найти его. «Этот идиот! Он не знает, что нельзя брать чужое!» Сказала Лора, полностью забыв о том, что сама воровала. «Джеймс, где ты?» Хотя она была все еще раздражена, она обнаружила, что не злится. Когда Джеймс рассказал ей правду о Мэри, она была в полном шоке. Но чем больше она об этом думала, тем больше его признание звучало, как взрослые любили говорить, так что он был трагическим героем. Ее учитель в детском саду тоже был такой, особенно когда ее госпитализировали. Он всегда говорил что-то вроде «Я действительно чувствую, что это моя вина, что бедные девочки заболели. Ох, так трудно управлять с таким малым бюджетом. Мы хотим любви и заботы для них всех, но с такими нагрузками на работе некоторые вещи просто ускользают». Единственное, что Лора не могла понять, это почему убийца плакал, как это сделал Джеймс. Всех плохих парней она видела по телевизору, а значит, все люди, которых она знала в реальной жизни, счастливы и улыбаются после того, как сделают что-то ужасное. Но Джеймс не был похож на них. Ни капли. «Джеймс, если ты не думал, что Мэри здесь, в отеле, зачем ты тогда вообще пришел сюда? Отлично, тогда я тоже уйду. Здесь не на что смотреть. Мне надоело ждать Эдди. Этот тугодум уверен в том, что я прожду его здесь целую вечность». Лора вышла через главный вход. Она шла вдоль берега, размышляя, что, может, найдет Мэри. «Мэри, я вернулся», — улыбнулся Джеймс. Он покинул гостиницу и вернулся на парковку по шоссе, где она ждала его. Она всегда была здесь, ожидая его. «Прости, там, наверное, довольно тесновато». Он открыл багажник своей припаркованной машины. Он поднял Мэри и, свернув тело калачиком, посадил ее на пассажирское сиденье. Сев на водительское место, он заговорил с ней. Она молчала, отдыхала внутри сна, от которого никогда не проснется. «Мэри, я все вспомнил. Истинная причина, по которой я приехал в город. Интересно, чего я так боялся? Будто что-то в этом мире может быть страшнее, чем твоя потеря». Он завел двигатель и нажал на педаль газа. «Теперь мы можем, наконец, быть вместе. Вдвоем». Уставившись вперед на туман, который окутывал озеро, Джеймс держал ногу на педали газа. Улыбка не сходила с его лица. Отдыхая в травянистом лугу на берегу озера, Лора положила письмо Мэри на землю перед собой. Адресовано Джеймсу. Она много раз читала его и раньше, но всякий раз, когда она думала о Мэри, женщине, которую она любила как родную мать и которую ей очень не хватает, это приносило ей немного спокойствия. Она прочла письмо еще раз. «В моих беспокойных снах я вижу этот город, Сайленд-Хилл. Ты пообещал, что отвезешь меня туда вновь, но из-за меня так и не смог. Что ж, теперь я там одна, в нашем особом месте. Ожидаю тебя. Жду, пока ты придешь ко мне. Но ты так и не явился. И я жду, завернувшись в кокон боли и одиночества. Я знаю, что поступала с тобой ужасно,
Так, что ты никогда меня не простишь. Хотела бы я это изменить, но не могу. Я чувствую себя такой жалкой и уродливой. Лежу здесь и жду тебя. Каждый день я смотрю на трещины в потолке и думаю лишь о том, как все несправедливо. Врач приходил сегодня. Он сказал, что я могу вернуться домой ненадолго. Это не значит, что мне лучше. Это просто, может быть, мой последний шанс. Я думаю, ты знаешь, о чем я. Даже если это так, я рада вернуться домой. Я ужасно скучала по тебе. Но я боюсь, Джеймс. Я боюсь, что ты не хочешь, чтобы я возвращалась домой. Каждый раз, когда ты приходишь, я вижу, как тебе тяжело. Я не знаю, ненавидишь ты меня, или жалеешь, или, может, я просто противна тебе. Я сожалею об этом. Когда я впервые узнала, что умру, я не хотела это принимать. Я была так зла и бросалась на тех, кого любила больше всего. Особенно на тебя, Джеймс. Я понимаю, если ты ненавидишь меня. Но я хочу, чтобы ты знал, Джеймс. Я всегда буду любить тебя. Даже если наша совместная жизнь должна закончиться вот так, я бы все равно не променяла ее ни на что. У нас было несколько замечательных лет вместе. Что ж, письмо затянулось, поэтому я прощаюсь. Я попрошу сестру отдать его тебе после того, как я уйду. Это значит, что когда ты прочтешь его, я буду уже мертва. Я не могу просить тебя помнить обо мне, но я не вынесу, если ты забудешь меня. Последние годы, что я болела, прости меня за то, что я сделала с тобой. С нами. Ты дал мне столько, а я не смогла отплатить тебе тем же. Вот почему я хочу, чтобы ты жил для себя. Делай то, что считаешь нужным, Джеймс. Джеймс, ты сделал меня счастливой. Я люблю тебя, Мэри. Пока машина медленно погружалась на дно озера, Джеймс подвинулся к жене и нежно обнял ее. Их желание наконец-то сбудется. Они будут вместе. И теперь у них есть целая вечность, чтобы наслаждаться своим счастьем. Конец. Спасибо всем тем, кто прослушал данную аудиокнигу. Если вы хотите больше аудиокниг в моем исполнении, то напишите в поиске ВКонтакте аудиокниги от Шады Ибраева и вступайте в группу. Также не забывайте подписываться на мой Patreon, где аудиокниги выходят раньше всего. Спасибо за внимание.